Уважаемые коллеги, дамы и господа, мы начинаем нашу конференцию. Приветствую вас на нашей второй международной конференции консультантов, которая называется Bridging Minds. Я надеюсь, это вторая, но не последняя конференция. Сегодня здесь, на берегу чарующего озера Иссык-Куль, в этом чудесном месте собрались те, кого объединяет общая цель – развитие консалтингового рынка в нашем динамично развивающемся регионе. Также я очень рада приветствовать всех тех, кто присоединился к нам онлайн. Сегодня онлайн с нами более 40 консультантов. Давайте их тоже поприветствуем аплодисментами. За последние годы мы стали с вами свидетелями бурного роста экономики Центральной Азии. Новые возможности открываются перед нами и перед нашими клиентами. И роль профессиональных консультантов в развитии экономики, я думаю, очень сложно переоценить. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы еще больше укрепить наши связи, еще больше усилить наши профессиональные сообщества, еще больше принять, понять и освоить новые профессиональные навыки для того, чтобы помогать нашим клиентам. Для приветственного слова сегодня я хочу пригласить сюда на сцену Нурмухамеда Абдыкадырова, Европейский банк реконструкции и развития, пожалуйста. Сабита Нарбаева, ЮСАИД. И Гульсум Ахтамбердиеву, Казахстанская палата консультантов по менеджменту. Здравствуйте, уважаемые партнеры, коллеги, друзья, консультанты и гости сегодняшнего мероприятия, а также наши участники, которые присоединились к нам в цифровом формате онлайн. Для меня сегодня большая честь выступать на этой сцене от имени Европейского банка реконструкции и развития и наших руководителей Симоны Цехатановский, регионального руководителя Департамента финансирования и развития МСБ по Центральной Азии и Монголии, а также Бакая Джунушева, менеджера программы поддержки МСБ. Как вы знаете, профессия бизнес-консультанта в сегодняшнем быстро развивающемся мире занимает особую роль в развитии малого и среднего бизнеса. Наше мероприятие сегодня направлено на освещение ключевых аспектов развития нашего большого центральноазиатского сообщества, создание интеллектуальных мостов, передача знаний, адаптация опыта и внедрение инновационных технологий. Как вы знаете, БРР стремится к тому, чтобы бизнес развивался с учетом всех современных вызовов. И в этом важнейшую роль играют именно бизнес-консультанты. Мы акцентируем внимание на экологически устойчивом ведении бизнеса, повышении эффективности через цифровизацию и постоянном улучшении качества продукции и услуг. Я уверен, что ключевую роль в этой непростой трансформации играют организаторы и участники сегодняшнего международной конференции бизнес-консультантов. Поэтому позвольте от имени нашего руководства и от себя лично поблагодарить организаторов и идейных вдохновителей этого мероприятия, наших главных партнеров по развитию консультантов, команду Института CMC Казахстан и команду клуба бизнес-консультантов. Поздравляю всех нас с началом второй международной конференции бизнес-консультантов и позвольте объявить ее открытой с помощью нашего руководителя Симоны. Она, к сожалению, не смогла приехать, но записала видео и отправила приветствие через видео. Да? Поставите? Спасибо большое, у меня все. Welcome everyone to the second Central Asia Conference for Consultants. Bridging Minds, which this year takes place at the beautiful lake of Isikul. And at this instance, I need to stress how sorry I am that I cannot be with you today to listen to what will hopefully be great conversations, but also that I will miss the beautiful landscape of Isikul. Nevertheless, I'm very pleased to see that EBRD again this year is joining forces
with BCC Kyrgyz Republic, CMC Kazakhstan, and of course our partners at USAID to host Bridging Minds and to provide you with an opportunity to explore new areas for consultancy, to strengthen your skills and listen to us on what strategic priorities the EBRD is looking at. And indeed, working and collaborating with you, local business consultants in our 30+ countries of investments and operations, is one key element of the EBRD's Small Business Initiative, which is a framework that we have adopted now nearly a decade ago that brings together holistically a variety of tools for SME financing and non-financial services that will be able to equip SMEs with the right expertise, network opportunities and trainings to elevate and nurture them to bring SMEs to the next level and grow. And indeed, as I said, creating sustainable consultancy and advisory markets is a key cornerstone of success of this initiative. Because without you, we are not able to bring and introduce new international best practices to our local SMEs and adhere and promote best practice and standards and high quality. So I believe it is a token of success and a symbol of your professionalism to see you all at the conference here today and see your willingness in upscaling and learning about new trends and opportunities. During the conference, you will be discussing ESG, environmental, social and governance practices. You will also be discussing quality of advisory projects, corporate governance and strategy. My colleagues Noor, Aijamal, Almas and Chingiz will be with you throughout the day. And I encourage you all to reach out to them to learn more about EBRD's priorities in consulting areas, to showcase best practices and discuss the importance of the strategic priorities as discussed. And for those who are not yet aware of EBRD's strategic priorities, a small reminder, these are green, inclusive and digital. Or in other words, we strive to help SMEs and our economies to become greener, to be more inclusive and to be able to embrace the best opportunities of the digital economy. I am calling you all to join our effort and to fulfill our mandate jointly and for the benefit of our SMEs. Last but not least, I would like to thank all of our partners without whom this conference and EBRD's mandate and support to SMEs in our countries would not be possible. In the case of Central Asia, this is Switzerland, Japan, the European Union, Wi-Fi, and some other countries. Thank you again for joining the conference today, and I look forward to hearing all about it in the days and months to come. Best of luck and enjoy the time and embrace it and take the most opportunities of the day. Goodbye. Большое спасибо Европейскому банку реконструкции и развития за поддержку нашей конференции. Второй год подряд мы получаем эту поддержку, благодаря которой мы с вами можем собраться здесь. И сейчас я хочу пригласить для приветственного слова представителя еще одного нашего спонсора, это USAID. Я приглашаю Сабита Нарбаева, руководителя компонента по развитию торговли программы USAID в торговле Центральной Азии. Спасибо. Доброе утро, уважаемые участники сегодняшней конференции. Я представляю программу USAID. Как вы знаете, USAID – это глобальный американский фонд, но при USAID различные проекты. Мы представляем один из проектов, проект по торговле в Центральной Азии. И для меня очень большая честь приветствовать вас в сегодняшней конференции. Мы в первую очередь хотели поблагодарить наших партнеров, в первую очередь CMC Казахстан и EBRD за инициирование такого мероприятия и за предложение сотрудничать в рамках проведения данного мероприятия.
Мы убеждены, что подобные площадки для обмена знаниями между экспертами благоприятно воздействуют на улучшение качества консалтинговых услуг в целом и в частности в Центральной Азии. То, что наша программа работает уже с 2021 года, то, что мы наблюдаем как раз на этапе запуска, мы попали как раз-таки на те геополитические турбулентности, но несмотря на это мы наблюдаем позитивный рост торговли между странами Центральной Азии. То есть на сегодняшний день мы наблюдаем 2,5 раза увеличение роста торговли между странами, которое достигло уже 11 миллиардов долларов. И, конечно, эти результаты достигаются благодаря усилиям не столько наших предпринимателей и тех игроков, в том числе консультантов, которые формируют экосистему поддержки бизнеса. И в этой связи вкратце о нашей программе мы оказываем техническое содействие экспортерам всех стран Центральной Азии о продвижении их продукции на внешние рынки, но путем привлечения экспертизу местных консультантов. Я вижу некоторых коллег, которые уже сотрудничают с нами, как минимум зарегистрированы в нашей базе. И мы оказываем содействие по 4 направлениям. Это маркетинг, сертификация, брендинг и нетворкинг. То есть если кто-то из вас еще не зарегистрированы в нашей программе, у вас есть возможность в дальнейшем, потому что программа еще действует до 2026 года. И на сегодняшний день мы выделяем ежегодно экспортерам 15 тысяч долларов на привлечение, то есть на консультационные услуги. Эту услугу они получают у местных консультантов. Обязательное условие – это местные консультанты, не зарубежные консультанты. И где мы до 70% затрат в рамках общего лимита мы покрываем на вышеуказанные консультационные услуги. Но чтобы не быть голословным, хотел бы привести некоторые данные, которые как раз-таки показывают результат наших консультантов, именно центральноазиатских консультантов. На сегодняшний день 150 консультантов из 5 стран зарегистрированы, и они оказали уже более 40 услуг, 40 из них оказали более 60 услуг. То есть на сегодняшний день 5 компаний получили сертификаты Global Gap, ISO и другие, еще 10 сейчас в процессе. Наш флагман – это бренды, то есть более 20 компаний уже усовершенствовали свои бренды, и были разработаны около 10 экспортные стратегии были разработаны и так далее. Еще одно отличие нашей программы – это комплексный подход. То есть те компании, которые прошли этап развития экспорта с помощью местных консультантов, дальше мы их продвигаем на внешние рынки, организуя их участие в зарубежных выставках. И на сегодняшний день, за 2 года запуска, наши экспортеры заключили контракты, это не намерения, а реальные контракты на сумму 9 миллионов долларов США. И, конечно, эти результаты как раз-таки с участием именно центральноазиатских консультантов, то есть это реальные показатели результативности наших консультантов. И, конечно, сегодняшнее мероприятие, мы надеемся, натолкнет нас на новые идеи, новые подходы к реализации региональных программ. Наша программа открыта к сотрудничеству, и с учетом текущих трендов, как уже было отмечено, появляются новые направления. Мы тоже пытаемся адаптировать нашу программу, такие как, допустим, декарбонизация. Буквально мы в Узбекистане провели тренинг по декарбонизации, и мы понимаем, что те предприниматели, которые собираются выходить на европейские рынки уже с 2026 года, уже вынуждены будут работать над этим, поэтому нам нужно уже готовить их сегодня. И напоследок мы от имени еще раз программы USAID TCA позвольте пожелать вам успехов и плодотворных работ в рамках нашей конференции. Спасибо. Спасибо большое, Сабит. Да, USAID продолжает нас поддерживать, и мы очень благодарны этой программе за то, что так же, как ЕБРР, поддерживает нашу конференцию. Давайте еще раз поаплодируем программе USAID. Спасибо. И сейчас к нам онлайн подключается Роберт Боденштайн, который является президентом Международного совета Организации управленческого консалтинга ICMCI. Он подключается к нам из Австрии.
Подключается, да? Окей. Я буду переводить последовательно, потому что мы не успели сделать запись, но это живой эфир, поэтому прошу меня извинить за мой не очень хороший английский в случае чего. Я думаю, многие из вас поймут то, что Роберт будет говорить. Ага. Роберт, can you hear me? You're online? Yes, I can hear you. Yes, please, you are on. Welcome to our conference. Hopefully you can see us as well. The floor is yours. Yes, I can. Thank you. Thank you, Valentina. Thank you for giving me the floor to say a few words to welcome you to this very inspiring conference. And I had a look on your agenda. It addresses exactly the things that we as ICMCI address, and we would be happy to support you and the region with our activities. Although management consulting Robert, I'm sorry, is I need very... to translate. I'm sorry, okay, sorry. Yes, I need to translate it. Это всегда так бывает, когда Sorry. человек говорит, он забывает, что его переводят. Очень рад приветствовать вас на такой вдохновляющей конференции. Я просмотрел темы, которые вы будете сегодня обсуждать, и они абсолютно соответствуют тем темам, которые обсуждаем мы в Международном сообществе консультантов в ICMCI. Although management consulting is a very young profession, it is a very important part of developed economies. And we publish next week our next edition of the National Consulting Index. And this index proves again the importance of the pillar of management consulting for many economies. And that makes us proud, but it's also a big responsibility for us as management consultants. Несмотря на то, что управленческий консалтинг является достаточно молодой профессией, тем не менее индексы нашей профессии растут, и мы вносим большой вклад в развитие компаний по всему миру. Especially in times like this, with artificial intelligence and sustainability, management consultants need to transform these trends into business and support our clients how to deal with these topics. Особенно такие темы, как искусственный интеллект и устойчивое развитие, это те темы, которые нам необходимо продвигать, развивать и помогать нашим клиентам воплощать в жизнь. Let me bring 3 examples of trends that are transformed by management consultants into business. Я хочу привести несколько трендов или направлений в развитии управленческого консалтинга. Example number 1, as I mentioned already, artificial intelligence. И пример номер At the end один of the day, – это искусственный интеллект. at the end of the day, our clients, the business, must be more successful on the market. They have new competitors. They need to be more efficient. And we need to understand how artificial intelligence can support our clients in doing so. Искусственный интеллект становится частью нашей жизни, и наши клиенты, конечно же, заинтересованы в том, чтобы качественно конкурировать на своих рынках и для этого использовать искусственный интеллект. This is why we publish next week our first ICMCI white paper, and this is about artificial intelligence in management consulting. Поэтому в глобальном совете консультантов в нашей организации ICMCI мы уделяем огромное внимание вот этому направлению именно развития искусственного интеллекта. It is a very comprehensive paper with more than 100 pages. It addresses risks and opportunities of artificial intelligence. И у нас есть такой достаточно большой разработанный документ, который отражает все риски и возможности при использовании искусственного интеллекта. Let me bring example number 2, how we transform trends into business, and this is sustainability. And this is what? Sustainability. Sustainability. Ага. Да, и второй тренд, о котором мы говорим, опять же, на глобальном уровне в области управленческого интеллекта, это устойчивость. For the time being, sustainability is a political declaration or a personal lifestyle, but how do we deal as business with this topic?
И это, конечно, не просто заявление о том, что мы хотим этим заниматься, это действительно желание понять, что включает в себя этот термин. And I want to quote Mr. Carlyle from something he said in 1992. And he said, "It's the economy, stupid. And without economy, sustainability will never happen. And without economy, sustainability will stay a brain game or some show effects in the background. Or we need to bring economy in the situation that they can do their business more sustainable." И нам необходимо обеспечить большую устойчивость, постоянное развитие нашим клиентам. Я извиняюсь, я плохо слышу, что говорит, и поэтому не могу, наверное, все перевести, но уловила суть, да? Да, потому что я не знаю, где встать, чтобы мне было хорошо слышно. Извиняюсь, да. В общем, наша задача обеспечить устойчивость развития наших клиентских компаний, а не просто декларировать о необходимости устойчивого развития. Спасибо. And megatrend number 3 is how to develop economies in countries which have not the level of the full developed economies. И третий тренд – это помочь развитию бизнеса в тех странах, которые еще являются так называемыми развивающимися странами. And I want to report that we as ICMCI, we achieved an agreement with UNIDO, the United Nations Industrial Development Organization, to train and to certify management consultants who support their programs in the African region for the time being with ICMCI knowledge and know-how based on our competence framework and the technical requirements for the specific development program. И я хочу сказать о том, что мы в ICMCI заключили соглашение с ЮНИДО о том, что мы будем проводить обучение в странах Африки, основываясь на нашей карте компетенций ICMCI. ICMCI is providing the training and the certification. It is not the full CMC, it is a mid-level certification, but consultants who have achieved this mid-level certification, they can go forward on their path to CMC. И мы будем проводить тренинги и сертификацию для консультантов в африканских странах. Это пока не будет полная сертификация, но пройдя данную сертификацию, такую промежуточную, у них будет возможность развиваться дальше в консалтинге и в дальнейшем получить CMC-сертификацию. Okay, these were 3 examples of how we management consultants transform these trends into business. I need to be very short, as Valentina asked me to do so, because you have a very inspiring program and the agenda, as I said already, is very interesting. Let me wish you all the best for this conference and thank you for supporting the management consulting profession. Thank you, Valentina and Kulsum. Thank you very much, Robert. Вот эти вот 3 основных направления, которые я озвучила, это искусственный интеллект, это устойчивость и развитие стран, которые пока еще стремятся только к тому, чтобы называться развитыми странами. Это основные 3 тренда, которые мы поддерживаем как ICMCI, как организация управленческого консалтинга. И вам всем большое спасибо за то, что вы пришли на эту конференцию. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете развитие управленческого консалтинга. Я видел, что у вас очень насыщенная сегодня программа. Желаю вам всем успехов и удачи сегодня. Спасибо. Thank you, Robert. Thank you. Большое спасибо Роберту. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену Гульсум Ахтамбердиеву, председателя правления Казахстанской палаты консультантов по менеджменту CMC Казахстан. Такая приятная музыка. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада вас всех здесь видеть такое большое количество талантливых, увлеченных людей, объединенных идей развивать нашу великолепную профессию консультант. Она называется по-разному, называется бизнес-консультант, менеджмент-консультант, ну вообще менеджмент-консультант. Наша конференция называется Bridging Minds.
И основная цель нашей конференции – это объединение. Объединять умы, объединять таланты, объединять команды, создавать региональные команды, что мы уже прекрасно делаем. Наша палата консультантов, хоть и называется CMC Казахстан, на самом деле она центральноазиатская, и у нас есть члены из Кыргызстана, Ситек Кулмаматов, у нас является представителем комитета этики, Еркин Кулибаев из Узбекистана является членом комитета сертификации, 2 человека из Туркменистана у нас являются тоже членами комитета сертификации, и еще будут вступать новые члены и развиваться. Наша организация объединяет более 40 человек только, потому что, как сказать, люди приходят к нам осознанно. Из этих около 40 человек, где-то 41-42 человека, у нас 27 сертифицированных менеджмент-консультантов в CMC, вот, тех, кто имеет вот такой значок на груди. И каждый из этих 27 сертифицированных менеджмент-консультантов – это профессионал с большой буквы. Сегодня программа наша очень такая насыщенная, как Роберт говорил, мне вообще после него даже говорить нечего. Я думаю, что каждый из нас найдет что-то такое очень интересное для себя и внесет очень такой значимый вклад в развитие нашей общей профессии, менеджмент-консультант. Я призываю вас всех активно участвовать, получить огромное удовольствие, узнать о новых методах, о новых подходах, о новых трендах в нашей профессии, получить новые связи. Может быть, здесь создадутся новые команды и появятся новые идеи. Особую благодарность, особенно я хочу отметить наших спонсоров. В первую очередь это программа поддержки малого бизнеса, Советы для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. Мы вообще были созданы благодаря этой программе, и они нас продолжают поддерживать на протяжении 14 лет. Большое спасибо программе Советы для малого бизнеса. Поаплодируем, друзья. И мы хотим, чтобы эта поддержка длилась бесконечно. Да? Также огромная благодарность хочу выразить проекту USAID «Торговля в Центральной Азии». Вот Сабиту Нарбаеву. Он лично принимает огромное участие в нашей работе, поддерживает. Мы с ним проводим много совместных мероприятий. И 2-й год подряд они нам привозят интересных спикеров, дают интересные презентации, новые идеи, дают возможности для нас не только по развитию, но и даже как бы поддерживают финансово, как и ЕБРР тоже, конечно, поддерживает нас финансово. Поэтому большая благодарность проекту «Торговля в Центральной Азии» USAID. Поаплодируем, друзья. Также хочу поблагодарить вот конфедерацию Swiss Confederation, не знаю даже, как по-русски это сказать, швейцарская конфедерация, да, тоже за поддержку нашей сегодняшней конференции, и тоже им большая благодарность. Давайте поаплодируем. Смотрите, мы собрались в таком великолепном месте, на озере Иссык-Куль. Сколько удовольствия. Вчера вот заезжая на автобусе сюда, уже когда мы подъехали к Рыбачьему, уже такие впечатления начинаются дальше. Тамчи, я вот говорила, великолепные такие воспоминания молодости. Вот это озеро, я думаю, вдохновит нас всех на плодотворную работу. И всем желаю получить удовольствие, пользу и активно работать. Всем успехов! Спасибо большое, уважаемые спикеры. Давайте еще раз поаплодируем всем, кто поддержал организацию нашей конференции. Спасибо. А сейчас я приглашаю панелистов первой панельной дискуссии, которая называется «Обзор консалтингового рынка Центральной Азии». Игорь Угай, партнер по консалтингу компании Грант Торнтон, Казахстан. Ситек Кулмаматов, CMC Казахстан и представитель клуба бизнес-консультантов Кыргызстан. Онлайн к нам подключится Санавбар Аюбова, палата консультантов Таджикистана. Онлайн к нам также подключится Даниил Майковский, представитель CMC Казахстан в Туркменистане. И сюда я еще приглашаю Эркина Куйлибаева, который является
представителем CMC Казахстан в Узбекистане, город Ташкент. Доброе утро, уважаемые коллеги! Я очень рада, что сегодня на этой панельной сессии мы с вами обсудим вопросы развития консалтинга в Центральной Азии. И здесь на этой панельной сессии присутствуют представители всех стран Центральной Азии, те люди, которые занимаются консалтингом давно и всерьез, те люди, которые могут поделиться тем, что происходит в каждой из наших стран. Первое слово я хотела бы предоставить Игорю, который сейчас занимается как раз-таки, является членом команды, которая занимается исследованием рынка консалтинга в Казахстане. Игорь, пожалуйста, вам слово. Доброе утро всем. Рад очень видеть всех. Спасибо большое за приглашение, за организацию. Ситек, Валентина, очень все классно. Спасибо за радушный прием. Маленькая рекламная пауза по тому исследованию, которое мы сейчас проводим в Казахстане, именно направленное на анализ рынка консалтинга в Казахстане. Где-то в декабре прошлого года Татьяна Солдатенко, активный член CMC Казахстан, на одном из вебинаров упомянула об идее проведения такого исследования. И мы с удовольствием присоединились, то есть нас было трое, я как представитель, как сказать, финансового бизнес-аналитического сообщества, и Максим Барышев из Казахстана, который очень активный, получается, член и обладает большими данными с точки зрения базы данных всех налоговых, всех предприятий Казахстана, и все предприятия Казахстана, соответственно, сколько налогов они платят. То есть мы объединили усилия трех сторон для того, чтобы провести такое широкомасштабное комплексное исследование рынка. Задача и миссия была поставлена основная – это помочь развить консалтинговый рынок в Республике Казахстан. По мере развития нашего проекта к нам присоединились другие опытные консультанты, как Александр Арузанов, Яна Исакова вместе с командой. Поэтому сейчас исследование идет такое, знаете, в самой активной фазе. И предварительный результат у нас есть, который я немного сейчас позже расскажу. Все окончательное исследование мы планируем завершить ближе к сентябрю. И представить его на осенней конференции. Хотел бы обратиться в зал, потому что в течение этого исследования, по казахстанскому в первую очередь рынку, мы будем и будем проводить много различных интервью с экспертами консалтингового рынка и пользователями рынка. Поэтому, коллеги, если кто-то из вас захочет поучаствовать и помочь в нашем исследовании, то всегда будем рады посотрудничать. Если будет интересно, после конференции можете напрямую обратиться ко мне, и мы попробуем дальше развернуть вас как экспертов и как респондентов. Предварительные данные по исследованию оказались следующими. Первое. Рынок Казахстана в цифрах, получается, консалтинговый рынок с 2019 по 2023 год растет где-то на 19% в год, это в тенговом эквиваленте, и 12% в год в долларовом эквиваленте. То есть, в принципе, мы считаем, что с учетом роста ВВП Казахстана, который в среднем составляет около 11%, то мы опережаем рост ВВП, как консалтинговый рынок. И это, в принципе, дает определенную стабильность, наверное, всем консультантам, и перспективы для следующего, развития этого рынка, и, соответственно, перспективу получения новых проектов и работы. Что оказалось для нас наиболее удивительным с точки зрения цифр? Это то, что за эти 5 лет, с 2019 по 2023 год, если мы разобьем это по категориям крупный, средний и малый консалтинговый бизнес, то получилось, что общая доля налогов, которые заплатили малые и консалтинговые компании, составила 76%.
То есть это, по сути, 76% всех налогов консалтингового рынка платят малые предприятия консалтинговые. И это еще мы не берем в расчет ИП и фрилансеров. Просто по ним у нас нету данных, но мы предполагаем, что эта цифра как бы намного выше будет, что малые и ИП консалтинговые компании платят намного больше налогов, соответственно, составляют основной драйвер развития консалтинговых услуг в Казахстане. Вот. С точки зрения качественных трендов, вот, хотелось бы отметить, что многие клиенты сейчас просят комплексные решения. То есть уже конкуренция, соответственно, в экономике, она давит. Многие попробовали консалтинг уже в какой-то мере. Где-то хорошо, где-то не очень. Но в целом сейчас клиенты просят более комплексные решения. И вот с учетом этого я бы, может быть, попросил рассмотреть вот такую идею, да, Валентина, Ситек, чтобы, может быть, вы организовали бы, может быть, какие-то 2-3-дневные сессии для клиентов, где вы могли бы с помощью различных консультантов, да, которые предоставляют разные услуги, вырабатывать какие-то интеграционные комплексные решения, которые бы могли в конце сессии показывать клиентам. Вот. Мне кажется, это было бы, возможно, интересно для клиентов понять условно, что вот каждый умеет, но плюс, что это в интеграции может дать ему в целом. Второй вопрос, который сильно влияет, это нехватка кадров. Все клиенты подчеркивают и консультанты подчеркивают вопрос, связанный с нехваткой квалифицированных кадров для консалтинга. Да? Но здесь вот мы подходим, наверное, с другой точки зрения еще. Смотрите, сейчас в экономике Казахстана, по крайней мере, вот по моему опыту, есть огромное количество консультантов, фрилансеров. Они не все фрилансеры в чистом виде. Они частичные фрилансеры, гибридные, есть чистые фрилансеры, кто-то работает, но все они хотят проявить себя. Им уже где-то за 35 и старше. Вот. И мне кажется, следующий виток развития консалтинга в Казахстане может быть связан с тем, как консультационные компании научатся работать вот с этой огромной массой людей, экспертов, которые очень сильны в своих зонах, вот, и вырабатывать с ними правильные взаимоотношения, как условно там и ценообразование, и занятость этих людей. Третий вопрос, который к нам пришел из исследования, это консалтинг и переход консультантов в образовательные проекты. Вот сейчас в Казахстане запущен проект, называется «Комфортные школы». В рамках этого проекта будет построено около 740 школ, новых школ в Казахстане. Но есть огромная проблема. То есть школы как здания будут построены, но кадров будет, не знаю, около 7 тысяч новых учителей нужно подготовить, которые будут, соответственно, обучать детей в этих новых школах. И часть консультантов сейчас обратила взор на то, чтобы фокусироваться на том, чтобы обучать учителей. Понимаете? То есть, условно, консалтинг для учителей. Как преподавать в современных школах, причем эти школы будут оборудованы современным оборудованием, но учителей сейчас вузы так не готовят. И это вот огромная зона, где можно было бы тоже посмотреть возможности. Влияние искусственного интеллекта, да, это один из факторов, который будет влиять, но хорошо или плохо он будет влиять на развитие рынка консалтинга, мы пока не знаем. Открытие консультационных франшиз. Еще одна новая тема, мне кажется, она очень может быть актуальна для Казахстана и других рынков Центральной Азии, потому что, я думаю, мы созрели до того, чтобы компании начинали уже открывать свои франшизы. То есть обычно все сами по себе существуют, как юрлица. Но почему бы, если у вас есть уже сложившаяся бизнес-модель, и вы четко понимаете, как зарабатывать хорошо, не продавать эту франшизу. Ну и последний пункт – это открытие портала по консалтингу. Смотрите, я как понимаю, во всех странах, возможно, Центральной Азии есть такое приложение Тугис, да, по которому мы зачастую выбираем там лучшие рестораны, лучшие, я не знаю, там какие-то места для посещения. То есть на рынке консалтинга огромное количество малых, средних компаний, да, которые оказывают услуги.
но я, по крайней мере, в Казахстане не встречал портала, где можно бы зайти и увидеть, как бы, да, что это качественные услуги за адекватную цену. То есть если такой портал будет открыт, я думаю, это даст транспарентность всем бизнесам, клиентам. Они научатся понимать, кто за какую цену оказывает услуги, ну и, соответственно, покупать качественный сервис и ставить, ну, знаю, рейтинг. И этот рейтинг будет определять, наверное, качество консультанта с точки зрения его, как бы, качества. Ну, пока все. Спасибо. Супер, спасибо огромное. Игорь, давайте поаплодируем. Я думаю, что не все пункты, которые озвучил Игорь, были для нас понятны, прозрачны и предсказуемы. Да? Что-то новое мы для себя точно услышали по Казахстану. И следующее слово я хотела бы предоставить Санавбар Аюбовой, которая представляет Палату консультантов Таджикистана. Санавбар у нас подключилась онлайн через Zoom. Пожалуйста, Санавбар, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Очень рада вас видеть. Надеюсь, все хорошо доехали. Я хотела спросить у организаторов презентации, должна поделиться я, да? Да, пожалуйста, если это возможно, Санавбар. Одну минуту. Возможность участия онлайн – это, конечно, очень здорово, потому что не все смогли приехать. Но в то же время, так как мы это делаем впервые, то есть определенные технические заминки. Но я думаю, мы все консультанты, все понимаем, работаем Zoom. Прошу предоставить мне возможность демонстрировать экран. Да, Санавбар, у вас есть возможность демонстрации экрана, пожалуйста. Спасибо большое. Мы видим вашу презентацию. Это она, да? Ага. Да, спасибо. Меня зовут Санавбар Аюбова. Я являюсь сооснователем, директором и по совместительству HR-бизнес-партнером Lean Solutions. Представляю вам нашу компанию в том числе. Работаем на рынке давно, но юридически с недавнего времени, поэтому Lean методология для рынка Таджикистана. Можно сказать, что мы пионеры, да, Lean в Таджикистане. Программа моего выступления, вот вы видите на экране, я не буду его разглашать, вы этот по ходу дела мы с вами разберемся. Итак, для меня честь представлять мою страну с обзором консалтингового рынка и хотела бы сегментировать этот рынок вот на такие, вот по такому принципу. Клиентами консалтинга является, конечно же, в первую очередь бизнес, но поставщиками услуг бывают как частные консультанты индивидуальные, так и компании, такие как наша. Для бизнеса предоставляет управленческий, маркетинговый, стратегический, финансовый, а также производственный консалтинг. По производственному консалтингу есть только вот по пальцам пересчитать, наверное, только 2 игрока, которые предоставляют такие вот услуги. Но что касается грантовых услуг, здесь немножко более стратегический, да, подход, потому что там предоставляют уже индивидуальный экспертный консалтинг, который направлен на развитие цифровизации, на устойчивое развитие, а также развитие экспортного потенциала страны. По методу консалтинга для бизнеса предоставляет более широкий спектр услуг. Это и экспертный, это и проектный, это и процессный. Есть проекты, где мы реализовываем стратегию, которую, например, сами же и написали, поэтому здесь более такой обширный формат. А что касается грантовых, то здесь чуть уже, они связаны
своими уже какими-то контрактами, поэтому там больше обучающий консалтинг. Структуру рынка про структуру можно говорить бесконечно, потому что бизнес развивается ускоренными темпами, но в разрезе консалтинга я хочу представить вот производство, строительство и медицина. Это три направления, которые в прошлом и в нынешнем году в портфеле нашей компании занимают, наверное, 80% услуг. Основные проблемы – это продажи и логистика, и все эти проблемы объединены проблематикой кадров. И мы с вами переходим к проблемам и решениям, да, которые мы предлагаем. В первую очередь это кадровый голод. Я думаю, он на каждом рынке сейчас актуален. И вот я здесь написала все виды потерь в операционке. И те, кто знаком с Lean-методологией, они понимают, что это значит. И плюс еще одна проблема – это интуитивное ведение бизнеса, потому что у нас есть лидеры, но тактической поддержки этих лидеров в формате хорошей школы менеджмента, к сожалению, пока нету, запаздывает. Есть большой спрос на так называемое вытягивающее производство, которое потихонечку сменяется выталкивающим. То есть из-за кризиса перепроизводства бизнес пришел к такому естественному и логическому, да, мнению, что нужно делать производство, нужно делать исследования снизу вверх, то есть от потребителя потом к производителю. И плюс еще один спрос на экспорт, причем на экспорт полного цикла. Здесь предложение грантовых, да, консультационных услуг, оно как раз-таки соответствует спросу. А что касается B2B рынка, то там предложения немножко раздроблены. Почему? Потому что предлагается project management, предлагается очень много проектов делается, опять же, со стороны грантовых предложений по проникновению ESG-принципов, только здесь методология уже сверху вниз идет, не снизу вверх, да, как мы видим в спросе, но сверху вниз. И IT-консалтинг, хардовая часть, это разработка приложений, сайтов, ну, что необходимо, да, для бизнеса, но, к сожалению, хромает софт-часть, это так называемая бизнес-аналитика, когда нужно переводить из языка бизнеса, из языка конечного потребителя на язык айтишников. Что касается решения. Мы с помощью палаты консультантов, привлекая все ресурсы, которые мои коллеги, основатели палаты заложили, да, смогли предложить рынку уникальный формат работы, где мы взяли на себя как организацию консалтингового процесса, так и его и реализацию. Как я и говорила, кадровый голод не позволяет нашим клиентам реализовывать все эти большие амбициозные цели, которые мы можем, да, во время диагностики или стратегии поставить для компании. И здесь мы взяли часть, мы предлагаем хороших менеджеров, которые, как сказал мой коллега Бактыбек, чаще всего работают в гибридном формате, то есть они уже где-то работают, не хотят покидать, да, свое место, но тем не менее обладают огромным потенциалом, с которым могут решать проблемы еще и общего рынка. И вот здесь мы придумали такую выгодную для всех бизнес-ориентированную формулу. Мы ее сами между собой называем 1 + 1 = 3, что означает, что когда мы в сотрудничестве с компаниями работаем, то это уже не двойной эффект, а вот такой вот тройной. Здесь на примере Lean Solutions я вам представлю коротко представлю проект, который мы уже запустили. Он
Так, секунду. Вот он. Проект цифровизации экосистемы по цепочке добавленной стоимости для агросектора. Большой, огромный проект, где поставлены амбициозные цели, и как раз-таки наша система привлечения консультантов и экспертов заработала и дает уже свои плоды. Мы были организаторами этого процесса, мы организовали и объединили экспертов, консультантов, поставщиков, стейкхолдеров по цепочке добавленной стоимости. Все 5 основных процессов были охвачены как стейкхолдерами, так и все вспомогательные процессы были обеспечены со стороны консалтинга. Очень коротко скажу про наш уникальный продукт Lean HR. На этом завершу свое выступление. Как вы видите, мы смогли реализовать спрос и на стыке бережливого производства, принципов ESG, а также управления человеческого ресурса, разработали продукт, который сейчас просто на расхват на рынке Таджикистана. При необходимости я вот сейчас поставлю на несколько минут слайд с контактами. При необходимости вы можете посетить наш сайт, социальные сети, странички в социальных сетях. Если необходимо, можете выйти на меня, я вам напишу, пришлю, и будем работать. Надеюсь, сработаемся. Всего Большое хорошего, спасибо. коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое, Санавбар. Дополнительная Давайте информация. поаплодируем. По известным причинам консультанты из Таджикистана не смогли приехать на нашу конференцию, хотя очень хотели. В прошлом году один из консультантов из Таджикистана стал членом палаты консультантов. Фердавс Ташпулатов, я думаю, что он сейчас смотрит нас на Soil онлайн, и другие консультанты. Большое спасибо, Санавбар. И сейчас для того, чтобы смиксовать онлайн и офлайн формат, разрешите предоставить слово Эркину Куйлибаеву, CMC, консультант из Узбекистана, член CMC Казахстан. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад, что мы сегодня здесь собрались для того, чтобы обсудить те проблемы или тенденции роста консалтингового рынка, которые сейчас присутствуют в Средней Азии. Я присоединяюсь к тем выводам, и проблемам, которые указал Санавбар, и те тенденции рынка, которые указал Игорь. И немножко хотел бы рассказать о том, как сейчас обстоят дела с консалтингом в Узбекистане. В основном эта информация основана на открытых данных и, можно сказать, экспертная, имеет экспертную основу. Да? То есть на сегодняшний день на рынке консалтинга произошли существенные изменения по сравнению, скажем так, с 5-летней давностью. Что именно изменилось? В первую очередь хотелось бы отметить большую активность международных программ, которые продвигают консалтинговые услуги и дают возможность предприятиям воспользоваться консалтинговыми услугами за счет грантовых программ, инвестиционных программ и других льготных кредитов, которые продвигают консалтинговые услуги. В связи с этим, конечно же, данная деятельность международных компаний, она увеличивает вовлеченность и рост, скажем так, консалтинговых услуг и потребности предпринимателей в этих консалтинговых услугах. С учетом этой деятельности рост консалтинговых компаний, если посмотреть за последние 20 лет, можно сказать, увеличился раз в 10. А можно листать? Если посмотреть на начало 2000-х годов, это было около 20 компаний более-менее активных. На сегодняшний день это более 200 компаний, которые имеют свою нишу, имеют, скажем так, свой какой-то средний чек оказания консалтинговых услуг и оказывают услуги этим. Да. Также по состоянию рынка сейчас идет значительное снижение стоимости консалтинговых услуг по тем традиционным методам консалтинга, видам консалтинга, которые до этого присутствовал. И, конечно же, новые виды консалтинга, они наиболее имеют высокую стоимость, такие виды консалтинга, как корпоративный менеджмент, как ESG консалтинг и так далее. А, к примеру, что уменьшается в стоимости, к примеру,
ISO, консалтинг по ISO стандартам сейчас, можно сказать, находится на самом низком уровне чека стоимости, и соответствующее качество тоже получают потребители. Это не очень хорошая тенденция для будущего. Да? Если посмотреть на следующем слайде, то мы можем увидеть, это не то чтобы сегментация, это, можно сказать, типы консалтинга. Да? Это универсальные консалтинговые компании, которые, ну, скажем так, мастера на все руки, и в основном они работают под какие-то цели, не то чтобы, которые несут пользу для предпринимателя, они больше, наверное, для сопровождения работы с международными финансовыми организациями и так далее. Следующий тип консалтинга, который сейчас очень сильно нашел большое распространение, это компании по автоматизации и информационно-коммуникационным технологиям. Вообще в Узбекистане поставлена цель до 2030 года развить экспорт консалтинговых услуг по IT-продуктов до 5 миллиардов долларов. В связи с этим созданы соответствующие организации, IT-парк и так далее, которые развивают этот вид услуг консалтинговых. И, конечно же, на сегодняшний день это одна из самых популярных ниш. И каждый день эти консалтинговые компании появляются на рынке под видом разработчиков новых продуктов или интеграций, или еще других направлений IT. Следующая ниша, скажем так, это финансовые и оперативное консультирование, где уже входит правовое, бухучет, финансовое консультирование и так далее. Кстати, здесь они расположены также и по своей доле, можно даже так сказать. Следующая, скажем так, ниша – это маркетинговые услуги. Они также остались, но немножко уменьшились в объеме, вернее, в количестве консалтинговых компаний. И следующий вид – это тренинги. Тренинги сейчас набирают обороты. Я думаю, в тенденции в дальнейшем это одно из направлений, которое будет одним из самых востребованных, потому что рост предпринимателей огромный, и идет дальнейшая тенденция увеличения предпринимательской активности, но предприниматели сами по себе не совсем имеют осведомленность или подготовку для ведения самостоятельного бизнеса. Для этого их нужно обучать, для этого их нужно направлять и так далее. В связи с этим тренинги в дальнейшем будут развиваться в Узбекистане, это, как сказать, мое экспертное мнение. Помимо этого направления, какие еще есть тенденции? Безусловно, идет огромный рост спроса на консалтинговые услуги именно у отечественных предприятий. В первую очередь это обусловлено и пониманием менталитета, и языковыми, и другими факторами. Да? И также рост предпринимательской активности, скажем так, заставляет развиваться и консалтинговые услуги, которые создают инфраструктуру, создают необходимую помощь, которая оказывается этим предпринимателям. Увеличение конкуренции на рынке консалтинговых услуг тоже заметно, значительно. Это связано в том числе и с приходом иностранных консалтинговых компаний, которые по определенным причинам, геополитическим и другим факторам, начинают заходить в Узбекистан. Также это благоприятно среду для этого создает и либерализация валютного регулирования, где можно заходить уже и не бояться каких-либо внутренних курсов, внешних курсов валюты и так далее. В связи с этим, конечно, конкурентоспособная среда увеличивается, и появляются различные ниши консалтинга, где есть очень высокопрофессиональные и начинающие консультанты. В целом, хотелось бы отметить, что рост консалтингового бизнеса несет определенные угрозы, потому что методы оказания консалтинга различны. И восприятие консультантов становится тоже различным. Некоторые считают после неудачного использования консалтинговых услуг, что консультанты – это мошенники, которые ничего не могут делать. Некоторые считают, что наоборот это те помощники, которые могут помочь развиться. В связи с этим, конечно, возникает тенденция урегулирования рынка консалтинговых услуг в Узбекистане. Я в дальнейшем думаю, что это, безусловно, будет более организовано, может быть, с государственной стороны, может быть, со стороны бизнеса. И вот на следующем слайде можно сделать такой вывод, что необходимость создания профессионального общества консультантов в Узбекистане стала очень актуальна на сегодняшний день. И ответом в данном случае, конечно, чтобы не изобретать новый велосипед, это развитие Института профессиональных консультантов CMC
И в дальнейшем, наверное, масштабы развития этого института консультантов, сертифицированных консультантов будут в дальнейшем, ну, скажем так, иметь соответствующие размеры. За этим, я думаю, будущее. Спасибо большое, Эркин. Давайте поаплодируем. Большое спасибо. Да, здесь, пожалуйста, можете сфотографировать контактные данные, но на самом деле я думаю, что вы все зарегистрировались в приложении. Это приложение создано нашими партнерами Клуб бизнес-консультантов Кыргызстана, и большое им за это спасибо. Это то самое цифровое новшество, которым, воспользовавшись сегодня, мы сможем сохранить все наши данные друг друга и обращаться по всем вопросам. Сейчас я хочу предоставить слово Даниилу Майковскому онлайн из Ашхабада, Туркменистан. Эта страна достаточно закрытая, да, не все имеют возможность туда попасть, тем более интересно будет услышать о том, как развивается рынок консалтинга в Туркменистане. Пожалуйста, Даниил, вам слово. Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня слышно. Да, прекрасно слышно. Все хорошо слышно, Даниил? О, хорошо, замечательно. Ну, тогда постараюсь дать краткий обзор. Не претендую на какой-то большой уровень объективности. Это вот мой экспертный взгляд на рынок консалтинга в Туркменистане, на его изменения и развитие за последние годы. Я на него смотрю в том числе как руководитель одного из объединений консультантов, которые существуют здесь, в Туркменистане. Поэтому вот что могу как руководитель объединения и как сам действующий консультант видеть, то постарался сейчас небольшой обзор как раз и перенести, и переложить. Да, ну, страна на самом деле, наверное, малоизвестная, немножечко информации о ней. Страна не очень большая, 7 миллионов жителей, около 60 миллиардов долларов ВВП. Вроде бы по статистическим данным и вторые после Казахстана в Центральной Азии по такому показателю, как ВВП на душу населения. Страна достаточно быстро развивающаяся. Какие тенденции у нас? Очень большое влияние в экономике играет государственный сектор, что было понятно, более половины занятых наемным трудом работают так или иначе на государство. Достаточно ограниченное присутствие иностранного бизнеса, вот в нефтегазовом секторе они достаточно активны, ну, несколько строительных компаний, и в других отраслях иностранный бизнес, иностранные компании достаточно мало представлены. Вот. Но главная тенденция развития, как вот мне представляется, за последние где-то 15-17 лет, это активное развитие частного бизнеса. Производственные компании, особенно производство продуктов питания и строительных материалов. Активное присутствие частного бизнеса в строительстве, сейчас, наверное, 95-98% всего строительства, которое делается в Туркменистане, оно достаточно активное, ведется именно частными компаниями. Ну, традиционная сфера торговли, очень быстро сейчас развивается присутствие частного бизнеса в сфере транспорта и транспортной логистики, другие услуги и так далее. Так вот, в моем понимании, как я это понимаю, главный драйвер развития консалтинга в Туркменистане – это именно запросы от частного бизнеса, которые за последние 5-10 лет постепенно нарастают. Но, тем не менее, поле запросов консультантам составляет не только частный бизнес, поэтому маленький такой краткий обзор. Но традиционно присутствуют заказы от международных структур, агентства ООН, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, USAID и другие структуры. Но, правда, по моим оценкам, большая часть этих заказов уходит консультантам за пределы Туркменистана, европейским, американским, но какая-то часть и здесь остается для выполнения. В основном это какая-то узкая экспертиза, которую они запрашивают. Иностранные компании немножечко все-таки у нас есть, тоже какую-то часть рынка заказов они формируют, заказов на консалтинговое обслуживание. Но это большей частью, значит, запросы в области управления человеческими ресурсами, в частности тренинги, и немножко в меньшей степени какие-то вопросы операционной деятельности. Из потребностей местного бизнеса хотел бы вот разделить на две большие группы. Есть компании, которые за последнее время пережили достаточно активный рост. Ну, по местным меркам местного нашего рынка это большие компании. Естественно, при быстром росте всегда владельцы, руководители сталкиваются с проблемами и сложностями в управлении.
ищет способы преодоления, и вот это формирует значительную часть запроса к консультантам. Вот. С другой стороны, местный мелкий, небольшой, малый бизнес, он тоже активно в последнее время развивается. Это вот тенденция, наверное, последних, ну, может быть, 3, 4, 5 лет, что растет, сильно растет число запросов от этого малого бизнеса. Значит, что их волнует? Растет уровень конкуренции на всех сегментах рынка. Соответственно, больше всего беспокоит малый бизнес. Любые решения, которые позволят выигрывать в конкурентной борьбе, расти именно на рынке, то есть развиваться. То есть маркетинговые моменты, связанные с развитием продаж и так далее. Вот. Есть еще, правда, третья тенденция, здесь она мне на слайде не обозначена, это частный бизнес все больше приобщается к вопросам экспорта, и растут запросы именно на консультирование, связанные так или иначе с вопросами экспорта. Что еще хотел бы сказать? Ну да, вот на этом фоне за последние 5-6 лет быстро растет число консультантов и консультантов индивидуальных. Они пока составляют большинство, наверное, предложений на нашем рынке. Но и постепенно растет число консалтинговых компаний. Ряды вот этих индивидуальных консультантов активно растут. Откуда приходят люди? Это или выходцы из реального бизнеса, отраслевые эксперты, которые предлагают другим компаниям, предприятиям, предпринимателям в этой сфере свою экспертность и зарабатывают как консультанты, соответственно. Еще интересная тенденция, хоть консалтинговых компаний у нас в стране немного, но ряды индивидуальных консультантов пополняются за счет выходцев из таких консалтинговых компаний, как наши или какие-то другие, которые присутствуют на рынке. Еще одна интересная тенденция, которую я заметил в последнее время, консультантами нередко становятся те, кто работал в реальном бизнесе, участвовал в каких-то проектах, когда приглашались консультанты, в рабочих группах, участвовал во взаимодействии с консультантами. Посмотрели люди, увидели опыт, поняли, что их экспертных знаний тоже вполне достаточно для того, чтобы предлагать себя как консультанты. Уходят из реального бизнеса, становятся консультантами, выполняют ряды консультантов. Вот такой вот интересный опыт. И еще интересный момент. Люди, которые много лет прожили за пределами Туркменистана, получили опыт работы в бизнесе где-то в других странах. Иногда такие люди приезжают, возвращаются. Они являются, получается, носителями какой-то менеджерской культуры, который недостает на нашем рынке, и, соответственно, нередко такие люди тоже становятся консультантами, их привлекают для того, чтобы они помогли компаниям здесь, в Туркменистане. Вот. Это вот, как я заметил, основные пути пополнения консалтингового рынка консультантами, откуда они приходят. То есть можно сделать вывод, что рынок консалтинговых услуг сейчас в Туркменистане находится в стадии активного, ну, наверное, не совсем появления, но вот начального пути развития, наверное, так. Он формируется, скажем так. Ряды консультантов активно растут. Опыт этих людей совершенно разный. И вот на этом фоне, конечно, большое значение приобретает необходимость по многим аспектам, по этическим, по многим другим, необходимость объединения консультантов, создание такого объединения, развитие такого объединения. Вот такое объединение у нас есть. Оно инкорпорировано в состав другой организации, одной из старейших и авторитетнейших в Туркменистане, это Союз экономистов Туркменистана. Мы существуем как отделение консультантов в рамках Союза экономистов Туркменистана. У нас сейчас 39 членов. Есть 2 уровня членства, ассоциированные и профессиональные. Вот среди профессиональных членов чтобы стать профессиональным членом, необходимо пройти определенные процедуры и доказать, что, во-первых, ты консультант, это твой основной заработок, и, во-вторых, свою профессиональную компетентность доказать. Таких у нас 13 человек среди участников отделения, из них вот 2 человека – это CMC, я и Сергей Минеев. Вот. И отделение активно развивается, и рынок активно растет. Вот основной, наверное, вывод – очень быстрый рост. Вот. Мы в Туркменистане открыты к сотрудничеству, поэтому добро пожаловать.
Спасибо большое, Даниил. Огромное спасибо за информацию по Туркменистану. И я хочу поприветствовать в зале двух консультантов из Туркменистана, которые приехали офлайн. Давайте поприветствуем. Можете, пожалуйста, Айгуль, встать? Мне кажется, это такая страна уникальная, с представителями которых хочется вам познакомиться во время кофе-брейка. Да, и сейчас я хочу предоставить заключительное слово данной панели Сейтеку Кулмаматову, которого вы все прекрасно знаете, который является CMC-сертифицированным консультантом, председателем комитета по этике Казахстанской палаты консультантов и президентом бизнес-клуба консультантов Кыргызстана. Пожалуйста, Сейтек. Я специально засек время, чтобы кратко, четко сказать, донести до вас вашу мысль. Во-первых, хотел бы поприветствовать всех в Кыргызстане, всех наших гостей, поприветствовать всех наших консультантов, которые приехали из регионов на Иссык-Куль. Добро пожаловать. Можно сказать, что я уже местный, я иссык-кульский, я живу сейчас на Иссык-Куле. Переехал сюда. Специально для этой конференции буду жить, и после этого буду жить 3 месяца. Добро пожаловать еще раз. Давайте похлопаем все друг другу, что мы вот собрались на этом мероприятии. Во-вторых, вот с Валентиной мы до начала этой сессии обсуждали о том, что насколько важна этика. Вот вчера с Игорем тоже обсуждали, насколько важна этика для объединений. Я бы хотел вам показать несколько ответов. У нас, как вы знаете, проводятся тренинги по этике, и мы после тренингов задаем вопрос, что вам дает этот тренинг. Да? И хотелось бы просто, чтобы вы прочитали, а я буду просто рассказывать. Там орфография, грамматика вся сохранена. Да? Консультанты разного уровня отвечали на вопрос, что вы понимаете под этикой. Да? И вот я бы хотел сегодня вам донести мысль того, что этика – это в первую очередь коллективный договор. И то, что мы сегодня здесь собрались, консультанты, эксперты, специалисты из разных стран, и это и есть в первую очередь этика, на которой должно основываться наше объединение в целом. Всех консультантов Центральной Азии, да и не только Центральной Азии. Здесь у нас есть консультанты из Польши. И в первую очередь, если мы будем ставить во главе этику, мы начнем друг друга узнавать, мы друг друга будем знать. И это и есть самая необходимая вещь для кооперации, для дальнейших проектов, дальнейших работ. Вот. Я бы хотел вкратце в своей речи только это сказать, потому что мы чуть-чуть по времени тоже чуть не успеваем. Представим слово другим спикерам. Спасибо большое. Спасибо, Сейтек. Давайте еще раз поблагодарим наших панелистов. Большое спасибо за участие. Я думаю, что вопросы мы сможем задать позже на кофе-брейке. К сожалению, мы, как всегда, все культуры в Центральной Азии отличаются тем, что мы не сильно пунктуальны, поэтому слегка выбиваемся по времени. Но сейчас я хочу пригласить сюда Луизу Нокун из Польши, консультанта по экспорту. И хочу пригласить сюда Нурмухамеда Абдыкадырова, менеджер программы поддержки МСБ ЕБРР. И 2 спикера у нас присоединятся онлайн. Пожалуйста, проверьте, пожалуйста, подключен ли Эркин Джаманбаев, который является консультантом по стратегии и присоединится к нам из Словакии. И сегодня у нас еще спикер Елена Сон, которая является исполнительным директором Американско-Узбекской торговой палаты, Американо-Кыргызского делового совета США-Кыргызстан, делового совета США-Таджикистан и Американо-Афганской бизнес-инициативы. То есть вот она возглавляет несколько похожих организаций, которые призваны взаимодействию предпринимателей или бизнесменов из Соединенных Штатов с предпринимателями из Центральной Азии. 4 спикера, и я хотела бы
в первую очередь предоставить слово Эркину Джаманбаеву. Проверьте, пожалуйста, ребят, онлайн он. Я здесь, вы меня слышите? Ага, мы сейчас должны вас увидеть, Эркин. Да, картинка у меня слышим. выведена. Отлично. Эркин достаточно известен в Кыргызстане, и я думаю, нам будет очень интересно услышать, пусть и не офлайн, но онлайн. Эркин, вам слово, пожалуйста. Добрый день всем участникам, всем коллегам. Сегодня у меня несколько тезисов для возможного вашего обсуждения на этой конференции, либо у себя в компании, либо для себя лично. Мне кажется, это вещи, которые могут быть полезными для развития. Тезис первый – это необходимость обновления стратегических инструментов, которые мы используем. То есть инструменты SWOT-анализ, PESTLE-анализ, матрица Анцоффа, БКГ и прочее, они были разработаны 40-50 лет назад. Они устарели, и даже в условиях прошедшего ВУКа мира и текущего бани мира они уже во многом не работают. Мир стремительно изменился, а инструменты, созданные в прошлом веке, уже могут быть неактуальны. Второй тезис – то, что методы работы консультантов уже не отражают необходимость современных реалий. То есть не только инструментарий, но и способы, и подходы, и роль бизнес-консультантов существенно изменилась, и алгоритмы работы должны быть изменены также. Третий тезис – изоляция локального бизнеса. То, что мир стал глобальный, он стал виртуальный, это всем понятно, но на мой субъективный взгляд, что бизнес-компании Центральной Азии, что консультанты, они варятся в собственном соку, мало интегрируясь с глобальным миром, неважно, в офлайн или в онлайн. Четвертый тезис – это шаблонность и неэффективность стратегических целей. Когда, как бизнес-консультанты, мы работаем с клиентами, мы часто видим, что они используют абсолютные шаблоны, которые скопировали у других, либо работают, как это было. И, соответственно, шаблоны стереотипной цели не дают им возможности выпрыгнуть из собственных штанишек. Тезис пятый. Слишком большое превалирование аналитики и слишком мало работы над креативностью, над развитием абсолютно новых вещей. И когда мы делаем много-много анализа, отсюда не проистекает креативное решение. Тезис шестой. Необходимость развития мягких навыков у консультантов. То есть не только эмоциональный интеллект, но и вопросы фасилитации, дизайн мышления, agile методологии, нетворкинга и так далее. Тезис седьмой. Необходимо, на мой взгляд, развивать фокус на реализации стратегии. Потому что, я уверен, мы все видели прекрасный контент стратегии, шикарный дизайн, оформление документа, стратегического плана, стратегических намерений, но ноль их имплементации. И восьмой тезис – цифровизация. Использование больших данных, big data, машинного обучения, имитационного моделирования, использование искусственного интеллекта и так далее – это абсолютно необходимость. Ну и такое ощущение, что эффект Даннинга-Крюгера у консультантов наступает незаметно, как деменция старческая, к сожалению. Мир стремительно меняется, и мы должны меняться вместе с ним. На текущий момент мое ощущение, что мы работаем как в бронзовом веке, и понятно, когда наши клиенты из каменного века, то мы можем чем-то помочь. При этом забывая, что уже век промышленной революции закончился, и мы перешли в век информационных технологий. На это у меня все. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Эркин. Давайте поаплодируем. И к вопросам мы вернемся. Пожалуйста, будьте с нами в эфире. Следующее слово я бы хотела для короткой презентации о себе и о том, чем вы занимаетесь, предоставить Луизе Нокун, которая приехала к нам из Польши. Но Луиза работает очень много в странах Центральной Азии и помогает компаниям из Центральной Азии выйти на экспорт в Европу. Я права? Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, Валентина. Добрый день. Очень приятно познакомиться. Спасибо большое за приглашение.
Меня зовут Луиза Нокун. На самом деле я из Польши, но в Польше очень редко бываю, если честно, потому что уже 25 лет занимаюсь экспортом, международным движением, с чего 20 лет я занимаюсь экспансией, международной экспансией в странах Центральной Азии, в странах Ближайшего Востока. И если смотреть на последние 10 лет, когда я уже создала свою компанию консалтинговую, я где-то 60-70% времени провожу в странах Центральной Азии и Ближайшего Востока, где-то 40-30% в странах Европы. Тогда на самом деле я практик по созданию стратегии, международной стратегии и также ее внедрения. Значит, я беру ответственность за это, чтобы эту стратегию потом внедрить. И я поддерживаю компании и в Центральной Азии, и в Ближайшем Востоке, но также компании в Европе, западной, восточной, к выходе на международные рынки. И я видела очень много ситуаций и успешных внедрений стратегий, и неуспешных внедрению стратегий. И я бы сказала, что стратегия очень важна для этого, чтобы выйти успешно на рынок. А если смотреть сейчас на глобализацию мира, выход на зарубежные рынки – это уже необходимость, чтобы быть конкурентоспособным. Потому что и в Европе, как я вижу, и здесь в Центральной Азии, но также в странах Ближайшего Востока идут очень большие инвестиции, чтобы поддерживать компании к международному выходу. Очень часто бывает так, что компании, производители хотят очень быстро выйти на рынок, но они еще не готовы. Я видела компании, которые просто спонтанно выходят на рынки, не имея хорошей, готовой стратегии. И потом приходят проблемы. Знаем, что когда находим клиента на зарубежных рынках, вход есть только один. Если мы пропадем, тогда зайти второй раз очень тяжело. Это практически невозможно. Поэтому, так как я вижу из своей практической точки зрения, да, создание хорошей стратегии, которая берет во внимание и способности, но также показывает, какие есть риски, это очень важно и это очень ключевое. И в этом, как я вижу, также очень важная роль консультанта, потому что часто бывает, что менеджмент компании, что компании хотят просто очень быстро выйти на рынки, и они спешат, быстро. Хотя они еще не готовы, они до конца этого не понимают. И здесь есть роль консультанта, чтобы с одной стороны хорошо подготовить стратегию, но также чтобы очень транспарентна была коммуникация с менеджментом компании, насколько компания готова, чтобы выйти на рынки, а что еще надо подготовить и сколько времени на это надо, чтобы на эти рынки выйти. Второй вопрос, очень важный при создании стратегии, как я вижу, и это я видела очень много разов, что вот компании смотрят, это большой рынок, там можно деньги хорошие получить, быстро зайти, но это не так, потому что на больших рынках очень часто есть очень большая конкуренция. И здесь очень важно также в стратегии, чтобы брать, конечно, во внимание рынки о большом потенциале, но надо смотреть на риски, которые на этих рынках есть, как одно, а второе, опять, посмотреть на компанию, насколько она готова, чтобы адаптировать свой продукт, свои кадры, процессы также внутренние, чтобы выйти на зарубежные рынки. Потому что, как я также вижу, проблема с кадрами есть везде, мы сегодня об этом сказали. Есть очень большая нехватка квалифицированных кадров по экспорту. И это не только здесь, в Центральной Азии, это везде. Это есть и в Европе. Не хватает кадров, идет везде очень агрессивное обучение по поводу создания стратегии и также ее имплементации, потому что
я это скажу сейчас, что создание стратегии это как бы один важный вопрос, но потом как ее внедряем, это второй. И, например, я сейчас прилетела из Бахрейна также, я посчитала, вчера я в последние 6 месяцев посетила 23 страны, и везде шли обучения по поводу этого, как надо выйти на зарубежные рынки, как посчитать, на какие рынки выйти, чтобы эта имплементация была успешной, потому что выход есть только один. И если подготовимся неправильно, потом вернется на этот рынок, будет очень-очень тяжело, потому что идет потом за нами репутация. Значит, есть, какие я вижу вызовы. Это есть нехватка квалифицированных кадров, и здесь также очень большая роль консультантов, чтобы помогать компаниям и обучению кадров, но также в таком потом продвижению внедрения стратегий, потому что консультант берет часто на себя большую ответственность подготовления стратегии. Иногда бывает так, что стратегия готова, хорошо, отложена на полку, все, а потом мы пошли спонтанно на зарубежные рынки. А стратегия сама по себе, мы сами по себе. И очень часто потом появляются проблемы. Поэтому я также, когда я работаю с компаниями, я беру на себя ответственность за внедрение этой стратегии. Иногда компании говорят, нет, мы уже имеем свои кадры, мы набрали свои кадры, мы имеем экспорт-менеджеров, специалистов по экспорту, вы их обучите, а потом мы сами все сделаем. Но это я также видела. Важно также, чтобы поддерживать еще потом после выхода на рынок, чтобы эти компании поддерживать и помогать им оценить, или внедрение стратегии идет правильно или неправильно. Вот такие вызовы самые главные при разработке стратегии, а также при имплементации стратегии я вижу. Спасибо большое. Спасибо большое, Луиза. И я хотела бы еще раз напомнить тем, кто еще не успел, возможно, записаться на тренинг. Завтра мы попросили Луизу провести тренинг по экспортным стратегиям. Это будет однодневный тренинг, он пройдет здесь же. Поэтому, если вдруг кто-то не успел еще записаться, но есть желание, пожалуйста, вы можете еще попасть на этот тренинг. Большое спасибо. И следующий спикер наш, Елена Сон. Она выступит тоже онлайн. Пожалуйста, проверьте. Елена, добрый день, мы очень рады вас видеть. И мы понимаем, что большая разница во времени, у вас наверняка вечер, да, глубокий? У нас уже, наверное, разница в бизнес-культуре, да. По-нашему это час утра, по центральноазиатски это час ночи. Отлично. Тем не менее, мы страшно благодарны вам за то, что вы к нам присоединились, и хотели бы, чтобы вы нам раскрыли тайну о том, чем занимается ваша организация, каким образом вы помогаете компаниям в Центральной Азии, американским компаниям, и какие у нас есть возможности сотрудничества между организациями, с которыми работаете вы, и нашими клиентами. Спасибо. Да, спасибо большое. Доброе утро, коллеги, те, которые находятся сейчас в Иссык-Куле, в Кыргызстане, и доброго дня всем тем, кто находится за пределами Центральной Азии. Для меня действительно огромное удовольствие и честь принять участие в конференции, которая организована по Валентине Григорьевой. Спасибо огромное за приглашение ее коллегами. И, наверное, особая благодарность всем вам, участникам этой конференции, за вашу поддержку и внимание, интерес к тому, о чем я буду говорить. Я являюсь исполнительным директором нескольких бизнес-групп, которые расположены в Вашингтоне. У нас нет офиса в Центральной Азии. Мы представляем интересы крупных американских компаний, таких как Apple, Microsoft, Google, HP, Boeing, CNH Industrial, General Electric, General Motors, Caterpillar, Coca-Cola, Visa и так далее. То есть практически полностью Fortune 100 и Fortune 500. На территории Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. К сожалению, сейчас мы не так уж активны в Афганистане в связи с известными событиями, но мы надеемся на то, что произойдут изменения, которые позволят американским компаниям возобновить нашу работу.
Наша история вообще уходит в начало 90-х годов. Это когда группа американских компаний создали в 1993 году Американо-Узбекскую торговую палату. И сегодня АУТП, то есть мы называем по-русски это АУТП или по-английски AUCC, мы не МЧМ, кстати, потому что иногда происходит такая конфузия, что думают, что мы МЧМ, мы не МЧМ. Как я уже сказала, мы находимся на территории США. И мы являемся старейшей деловой группой, представленной на территории Евразии, Центральной и Восточной Европы. Мы также являемся самой крупнейшей в Центральной Азии, то есть мы представляем самое большое количество американских компаний. И в 2016 году мы были очень рады тому, что мы организовали Американо-Кыргызский деловой совет и Американо-Таджикский бизнес-совет, и который аналогично представляет интересы вашей компании на территории Кыргызстана и Таджикистана. Когда мы разговаривали с Валентиной, основной вопрос был о том, чтобы осветить моменты касательно силы стратегии, да, как ключ вот именно к успешному бизнесу. И, наверное, я сразу же скажу, что один из элементов нашей стратегии или силы нашей стратегии заключается в том, что мы устанавливаем взаимовыгодные деловые отношения между американскими компаниями и нашими центральноазиатскими партнерами. То есть, наверное, это является ключом и является основой для нашей плодотворной деятельности, которая уже длится больше, чем 30 лет со странами Центральной Азии. И существует бытовое убеждение, просто я знаю, так как я очень часто езжу, я буквально недавно вернулась из Узбекистана, мы, кстати, едем в Кыргызстан и в Таджикистан в конце июня. Существует иногда такое бытовое убеждение, оно достаточно упрощенное, что западные компании, особенно американские, они ориентированы исключительно только на прибыль. Но если бы это было так, то как тогда объяснить международный успех американских компаний и как их приветствуют все правительства и все государства, именно вхождение американских компаний на местный рынок. Поэтому, наверное, сила нашей стратегии это также является то, что мы умело можем раскрыть потенциал американских компаний для центральноазиатской аудитории и продемонстрировать широкий диапазон знаний, международного опыта, наличие высоких технологий. И самое главное, это то, что мы заинтересованы в развитии рабочей силы. То есть в развитии не только оправдать нам, самое главное, затраченные усилия, да, но также гарантировать создание крепкой фундаментальной базы, которая состоит из роста местных кадров, улучшения промышленной инфраструктуры и укрепления финансовой базы. Это, скажем так, такие ключевые моменты. Но, наверное, если я немножко отступлюсь, скажем так, от такого официоза, так как вы консультанты, вы, наверное, являетесь то, что мы называем сейчас это передовая группа, да. Это передовая группа, которая сталкивается с американскими компаниями и которая помогает американским компаниям подготовить вот именно ту площадку для успешного вхождения на рынок и успешного проведения реализации деятельности. Наверное, я просто скажу в качестве примера. Есть такая игра, называется Тетрис. Наверняка вы все играли, все знаете правила игры, что там есть такие фигурки, которые называются тетраминос, да, по-английски. И идея заключается в том, чтобы каждую фигурку положить вот именно в ряд, и для того, чтобы, как говорится, вот эта вот линейка, она была полностью укомплектована. Когда вы являетесь консультантами, то есть вы являетесь вот именно тем игроком, который должен поставить все эти фигурки в нужное место, в нужное время и вот именно в нужной позиции. И, наверное, это является самым критическим моментом, потому что правила игры очень легки, когда вы являетесь консультантом, то есть экспертом своего рынка, вы знаете, как работает этот рынок, и вы знаете, у вас есть свое, как говорится, представление о том, как американская компания должна войти на этот рынок. Но условия игры меняются тогда, когда американская компания вам диктует свои условия, потому что у них есть уже апробированная система, апробированная модель, по которой они входят на рынок, или есть у них какие-то специальные интересы, которые они, допустим, преследуют по определенному какому-то рынку. Для нас тоже размер рынка не имеет огромного значения, для нас имеет значение о том, чтобы это был привлекательно с точки зрения бизнеса рынок. И, наверное, в этом заключается ваша основная задача. Я в качестве примеров, для того, чтобы обосновать мои аргументы, приведу вам несколько моментов. Первый момент. В прошлом или позапрошлом году я привезла группу американских компаний в одну из центральноазиатских республик. Мы сидели просто за ужином, и я у них спросила, назовите страну, где у вас самая высокая прибыль. И там присутствовали огромные компании, глобальные компании американские, которые присутствуют практически во всех странах мира. И было такое затишье, стали, как говорится, какие-то идеи подавать.
некоторые люди, которые не работают в американских компаниях. И американские компании сказали, что самый прибыльный рынок для них – это американский рынок. Американский рынок, потому что существует достаточно прозрачная система законодательная, система отлажена очень то, что касается supply chain, то, что касается финансовых платежей, маркетинга и, скажем так, общения с клиентами. То есть это территория, которая достаточно известна американским компаниям, и, наверное, нам, как деловой ассоциации, деловой группе, которая работает с американскими компаниями, вот именно по Центральной Азии, проблема номер один – это убедить американскую компанию в том, чтобы они покинули американский рынок и переключились на центральноазиатский. И в этом отношении мы видим вашу роль, вот именно как ключевой, в том, чтобы объяснить, почему Центральная Азия является привлекательной для американских компаний. И очень часто аргументы, которые нам даются, это то, что Центральная Азия является центром региона, о том, что очень грамотные ресурсы, быстрый прирост населения и достаточно дешевая рабочая сила и хорошая отлаженная инфраструктура. К сожалению, эти аргументы уже не работают, потому что если вы посмотрите, существуют регионы Юго-Восточной Азии, которые тоже с большим ростом населения, да, или, допустим, африканский континент, или Латинская Америка. То есть, когда мы говорим, мы должны говорить предметно. Мы должны говорить предметно о тех моментах и секторах, которые непосредственно касаются американских компаний. Поэтому я всегда говорю консультантам или с людьми, с которыми мы работаем в Центральной Азии, будьте мудры по-центральноазиатски. Отойдите от моделей, которые уже известны и которые практически не работают, потому что они достаточно высокопарные. То есть, как вы знаете, наверное, опять-таки возвращаясь к деловой культуре между Центральной Азией и Америкой, то, что идет генерализация в Центральной Азии, а спецификация идет в американской культуре. Поэтому на это, наверное, нужно будет обратить огромное внимание. Второй момент – это то, что работать с американскими компаниями не очень легко. Они достаточно бюрократичны, иногда даже бюрократичнее, чем правительство Центральной Азии. И все построено на том, чтобы сделать достаточно аналитически, грамотно подход, разработать вот именно подход к определенному рынку, который уже оправдает себя и будет надежным и крепким на года. То есть работает полностью группа юристов, работает группа финансистов, работает группа экспертов по бизнес-развитию, которые просчитывают всю модель от начала до конца, смотрят на макроэкономическую стабильность, смотрят на законодательную базу, смотрят на тарифы, смотрят на supply chain, смотрят на то, насколько силен потребительский рынок, на то, как работает маркетинг, какие сопредельные государства, где есть еще, допустим, рынки, которые могут удовлетворить потребности, где, как работают конкуренты и так далее, и так далее. К сожалению, такая модель американского, скажем так, ведения бизнеса, она не совсем подходит для центральноазиатского рынка. Так как вы консультанты, вы наверняка общаетесь очень много с местными игроками, которые говорят, для них модель более приемлема такая, что выходите на рынок, получится, не получится, ну и уйдем, что-нибудь новое придумаем. Вот это вот сочетание, скажем так, несовпадение американского представления о ведении бизнеса и центральноазиатский иногда создает нам вот эти вот проблемы. Потому что ориентировка Центральной Азии очень достаточно, скажем так, деловая, ориентируется на результаты. Но мы также ориентированы на результаты. К сожалению, единственная какая разница, это в том, что мы хотим просчитать, как уже предыдущий спикер говорил, мы хотим просчитать все свои риски для того, чтобы быть готовым к тому, что может произойти, если, допустим, модель не сработает. Вот это вот желание, скажем так, работать на авось, оно, конечно, в бизнесе уже не срабатывает. Следующий момент – это то, что не надо изобретать новый велосипед. То есть, как правило, так как центральноазиатские государства практически все сейчас очень востребованы, есть желание закрепить себя на глобальном рынке и быть достаточно сильными игроками. И, соответственно, ну, естественно, как говорится, вырабатываются какие-то новые тенденции, новые модели, на что уходит очень много времени, потому что каждую новую модель необходимо ее опробировать. Поэтому наше желание, или, скажем так, ну, это не всегда так бывает, в смысле, но, наверное, стоит сначала посмотреть на то, что хорошо работает. Особенно хорошо работает в тех рынках, где американские компании достаточно сильные и крепко сидят. То есть посмотреть, что, допустим, работает в Сингапуре, что работает, допустим, в той же самой Южной Корее, или что работает, допустим, в странах Ближнего Востока, или в Центральной Америке.
Как правило, тенденция у консультантов, она в основном полагается на опыт близлежащих государств, что вполне естественно, потому что есть языковые какие-то сходства, да, есть сходство в ведении культуры, и есть такое, допустим, представление о том, что, ну, если компания, допустим, получается бизнес в Украине или, допустим, в Казахстане, или там, допустим, в других государствах, то почему бы не такую же модель не использовать у нас? Но, к сожалению, мы всегда говорим, не к сожалению, а, наверное, с нашей точки зрения, мы хотим, чтобы был у вас рост. Рост был не только с точки зрения производственного роста, но и с точки зрения повышения культуры, вот именно ведения конституционного бизнеса. Опирайтесь на страны, где достаточно sophisticated model, страны Европейского Союза, которые очень защищенные рынки, очень сложные в плане юридической, но в то же самое время, которые представляют площадку для американских компаний для ведения бизнеса. Поэтому всегда опирайтесь на сильных мировых игроков, опирайтесь на их знания, опирайтесь на то, какая модель присутствует для них. И таким образом попытайтесь, как говорится, видоизменить окружающую среду для того, чтобы как можно больше американских компаний вошли на рынок. Те компании, которые мы представляем, мы всегда говорим, что это является рекламным щитом Центральной Азии. Если наши компании будут успешны, те, которые сейчас работают, то, соответственно, они просто-напросто повлекут за собой своих конкурентов, потому что в бизнесе не реклама имеет значение, да, что вот это хорошо, а вот именно отклики от покупателей и потребителей о том, что действительно это хороший, качественный продукт. И так как если компания ведет достаточно успешную деятельность, то сами конкуренты, они придут, как говорится, без особого приглашения, потому что они скажут, почему на рынке, допустим, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана или Туркменистана так успешно работает компания А. Да, почему бы нам тогда на этот рынок не зайти, почему бы нам не рассмотреть условия для вхождения на этот рынок. И самое главное, опять-таки, наверное, я всегда говорю о том, что опирайтесь на успех уже тех стран, где это все было апробировано. И мы, скажем так, как бизнес-структура, мы уже достаточно давно работаем, поэтому мы сталкиваемся со всеми моментами, с которыми сталкивается и бизнес, и консультационные компании. Я всегда подбадриваю наших партнеров о том, что можно, наверное, тоже отойти от каких-то лейблов, да. Я в своей речи, например, несколько раз говорила о том, что центральноазиатская аудитория, то есть использовала слово «Центральная Азия». Но, может быть, когда вы работаете как консультанты, может быть, отойти вот именно от географической привязки, когда вы работаете с американскими компаниями. Может быть, отойти уже от тех лейблов, называя там, допустим, бывший Советский Союз или территорию Евразии, или территорию Центральной Азии. Регион является сильным рынком. Рынок, который востребован. Рынок, который достаточно стабильный и который представляет сейчас растущую покупательскую способность, у которой есть аппетит, огромный аппетит к американским технологиям, к американским брендам и к американским компаниям. Наверное, опять-таки уйти вот от этих лейблов и представить регион в полной силе и достаточно, скажем так, наверное, в унисон, да, это та работа, которую вы можете проделать на этой конференции. Опять-таки, я вижу, что здесь очень много участников с различных стран, то есть представлены практически все государства. Может быть, вам есть смысл сесть и подумать о том, как бы отойти от этих лейблов и как можно будет представить регион, ну, например, для того, чтобы вы стали новым тетрисом, да, то есть новым, скажем так, новой игрой для американских компаний, где все знают, куда падают вот эти фигурки и куда их вставлять для того, чтобы бизнес шел достаточно гладко. И в заключение, наверное, я тоже вам скажу о том, что есть очень часто такое представление скажем так, с партнерами, с которыми работаем, особенно в консультационном бизнесе, это очень часто бывает то, что люди, как говорится, полагаются или движутся импульсами, да, то есть рынок достаточно импульсивный. Вот сейчас мы захотели, мы сейчас это сделали, и, соответственно, все консультанты кидаются в какую-то определенную стезю, где есть определенные доходы, где есть определенные интересы и так далее со стороны потребителей. Опять-таки, может быть, отойти от лейблов и перестать быть вот этим импульсивным рынком, который оперируется на лейблы, оперируется на какие-то, скажем так, традиционные модели, и подумать о том, что нужно сделать для того, чтобы как можно больше американских компаний зашли, потому что американские компании очень конкурентоспособны. Они очень открыты к тому, чтобы рассматривать рынки. Как я вам уже сказала, самый главный конкурент для нас, когда мы работаем здесь, в Вашингтоне, это не страны, в
который окружает вас, допустим, для нас самый большой конкурент это та же самая Америка. То есть поэтому мы полагаемся на вас, так как я, как еще раз сказала, вы являетесь передовой силой, вы являетесь именно тем ключевым звеном, той именно силой, да, которая позволяет развить успешную стратегию. И понимание бизнес-культуры и разницы в бизнес-культуре между американскими компаниями и культурой, которую вы представляете, это, наверное, является основополагающим принципом. Потому что, как часто бывает, что документ написан на английском языке, который подписывает обе стороны, но, к сожалению, интерпретация этого документа, она совершенно бывает отличается друг от друга. Опять-таки, почему? Потому что культура ведения бизнеса, она отличается. Поэтому огромное спасибо за то, что вы мне дали возможность с вами пообщаться. Я приеду туда, мы приедем туда вместе с нашей делегацией. Мы будем 24-25 июня в Таджикистане, 27-28 июня мы будем в Бишкеке. Будем рады к сотрудничеству, будем рады общаться с вами. У Валентины есть тоже мои координаты, поэтому надеемся на то, что мы можем организовать какое-то совместное мероприятие, где мы сможем рассказать о том, что могут сделать консультанты для американских компаний. Конечно, знание языка будет для нас очень важно, потому что некоторые из наших компаний, они говорят двуязычные, некоторые не говорят, поэтому, может быть, это будет такой, скажем так, языковой момент, на который нам нужно будет разрешить. Спасибо огромное за внимание, и если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Да, и мы готовим небольшие группы консультантов в Кыргызстане и Таджикистане для встречи с предпринимателями, с бизнесменами из Соединенных Штатов. Это будет конец июня. Мы дополнительно еще раз пообщаемся с организаторами. Елена, будем на связи. Большое спасибо. Мы, к сожалению, вываливаемся за временные рамки, поэтому если будут какие-то вопросы и предложения от наших участников конференции, я обязательно вам перешлю. Огромное спасибо, что вы нас немножко такой холодный душ, да, о том, к чему нам нужно готовиться в работе с американскими компаниями. Если мы здесь с Луизой говорили об экспорте, с вами мы говорили больше о тех компаниях, которые хотят прийти на наш рынок. Огромное спасибо, Елена, будем на связи. Да, я надеюсь, что это не холодный душ, а это, скажем так, наш совет. Мы не даем никогда рекомендаций, мы никогда не говорим, что вот именно следуйте вот этим моделям, мы просто, как говорится, это называется food for thought, да, то есть пища для размышления, это о том, чтобы всегда нам нужен профессиональный рост, и этот профессиональный рост, он иногда толчком бывает именно мнение извне, поэтому мы только приветствуем, когда компании обращаются к нам, только приветствуем, когда они говорят о том, что нужно сделать, и, наверное, это прелесть работы со всеми, с вашей аудиторией, потому что мы видим ту открытость, которая не всегда видна в других странах. То есть к нам приходят в открытую и говорят, расскажите, как вы хотите вести бизнес, и мы будем готовы к тому, чтобы перенять эту модель и, допустим, адаптировать ее для местных условий. Поэтому, опять-таки, пожалуйста, не принимайте это абсолютно ни как критику, ни как холодный душ. Валентина, спасибо, что вы это показали. Да, наверное, важный момент. Это просто, скажем так, наше пожелание и опыт, с которым мы готовы поделиться. Да, конечно. Холодный душ – это полезно. Мы находимся на берегу озера Иссык-Куль. Я не знаю, сколько человек сегодня окунулись в него, потому что это тот самый полезный холодный душ. Спасибо огромное. Ну, и я вам завидую, потому что в Вашингтоне очень холодно и идет дождь, поэтому наслаждайтесь той погодой, которая есть. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. И Спасибо. сегодня у нас еще один участник нашей панели, Нурмухамед Абдыкадыров, который представляет программу ЕБРР. И, пожалуйста, расскажите нам о том, какие есть точки, на которые нужно обратить внимание при взаимодействии и выполнении проектов через Европейский банк. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые консультанты, уважаемые коллеги, я просто, опираясь на личный свой опыт, просто хотел поделиться некоторыми нашими работами, где мы акцентируемся на партнерство. Я думаю, ключ в любом как бы развитии и в любом успехе – это партнерство. Поэтому я сегодня здесь хотел бы отметить группу, которую возглавляет Замир Дуйшеев, Центр поддержки предпринимателей. Если можно, встаньте, пожалуйста. Это ребята, которые нам активно помогают в развитии регионов, потому что эти ребята, они расположены по всему Кыргызстану, в офисах бизнес-ассоциации ДЖИА, и они предоставляют консультации бесплатно. То есть мы замечаем именно рост
спроса к консалтингу после того, как ЦПП приступила к таким услугам, да, скажем так. И особенности здесь, в этой команде, я хотел отметить Дастана. Есть у кыргызов слово, да, Кыргызстан начинается с Баткена. Вот он действительно такая наша гордость. Он сам базируется в Баткене, работает в ЦПП непосредственно, но благодаря ему мы в 3-4 раза увеличили проекты в Баткенской области. Вот, и поэтому я хотел особо его поблагодарить, но, видимо, он вышел. Ага. И еще один опыт. Мы заметили после пандемии, мы заметили очень большой дефицит консультантов в регионах. Это Иссыкуль, Нарын, Ош, Баткен, Жалабат. И мы начали думать, каким образом этот момент решить, потому что когда приходят новые консультанты, они ввиду своей неопытности начинают делать определенные какие-то ошибки, и это очень влияет на, в целом на репутацию всех консультантов. Как раз об этом была речь одних из спикеров. Вот. И мы начали думать, и потом пришла идея, клуб бизнес-консультантов разработали программу по взращиванию новых консультантов с помощью тренингов и с помощью программы менторства и менти. Вот. Я бы хотел попросить встать тех консультантов, благодаря которым появились новые консультанты. Это Кайрат, Салтанат, Сейтек, Бахтияр, Адхам, Гульбара и все, кто участвовал, Анастасия, да. Все, кто участвовал в развитии, к присоединению новой команды к консультантам ЭБРР, да. Спасибо вам большое, огромное. Давайте хорошенько похлопаем всем для наших экспертов. Вот. И теперь я попрошу встать тех консультантов, которые за последние 2 года прошли квалификацию именно благодаря этим ребятам. Пожалуйста, встаньте с места. Все, кто получил квалификацию. Их на самом деле больше, но, наверное, они чуть-чуть устали, да, и после продолжительной презентации предыдущей они вышли, наверное, поэтому... Вот, я бы хотел особо отметить этих ребят, потому что они последние 2 года прошли квалификацию, и они поднимают регионы. В регионах сейчас нехватка консультантов, то есть дефицит консультантов, он закрыт полностью, да, и ребята будут продолжать, наверное, работать в этом направлении. И еще один момент хотел здесь отметить, 3-й пункт, это то, что все консультанты, которые начинали свой первый проект в регионе, а также опытные консультанты, они научились сотрудничать между собой. В основном я говорю о кыргызстанских консультантах, те же, которых я до этого отметил. Есть серия проектов, где консультанты объединяются и делают проекты. К примеру, просто из-за того, что Сейтек больше делает проекты в регионах, я других примеров Сейтека хотел бы особо отметить, потому что первый начинал именно в этом направлении. Был проект «Автомол», и он, Сейтек, больше так силен в стратегии, но нужен был именно очень сильный специалист в HR и очень сильный специалист в области финансов. Да? И Сейтек приглашает Салтанат по финансам, ВОЖ, и они начинают реализацию этого проекта. Потом приезжает Бурулканджи, и она работает по HR направлению. Да? В целом, стратегия эти моменты тоже покрывает, и в результате получаются шикарные проекты, потому что мы видим, как выросла эта компания «Автомол», потому что все консультанты знают, после реализации одного проекта через год мы делаем оценку. И мы видим, как «Автомол» растет. Более того, у них открываются новые направления, таких проектов очень много. И поэтому я просто хотел бы призвать, пользуясь сегодняшней конференцией,
начать коллаборацию. Вот видите, у нас эксперт по экспорту в европейские страны, да, из Польши. Где еще такая возможность будет тет-а-тет пообщаться и законтачиться, нетворкинг, да. И потом здесь еще у нас гости из Казахстана. Вот, я вот предлагал бы, вот, чтобы из Казахстана консультанты тоже приезжали в Кыргызстан и реализовали проекты. Не обязательно, чтобы они сами все это организовывали. Вы, как консультанты местные, если у вас хорошие есть клиенты, почему бы и нет, если вы привлекаете дополнительно специалистов из Казахстана, например. Или наоборот, Казахстан привлекает специалистов из Кыргызстана. Как бы есть возможность присмотреться к консультантам. И я знаю всех консультантов, которые здесь сегодня с нами, и они очень профессиональные, они всегда следят как бы за своим образованием, профессионализмом. Каждый прошел как бы этику консультанта и желает как бы постоянно расти. И они всегда вот занимаются коллаборацией. Поэтому мой призыв и мой посыл на этот день сегодня, да, только партнерство, сотрудничество и такой совместная коллаборация и реализация успешных проектов. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, у меня работает, да, микрофон? Ага, ну что ж, огромное спасибо нашим панелистам. И еще раз напоминаю, что завтра у нас состоится тренинг Луизы Нокун, и те вопросы, которые вы не успели задать сегодня, я думаю, мы успеем задать завтра во время тренинга. Спасибо большое. Спасибо нашим панелистам. И сейчас, перед тем, как мы с вами пойдем на кофе-брейк, я бы хотела немножечко рассказать вам, попросить Сейтек рассказать вам о игре, в которой мы сегодня, надеюсь, все участвуем. И еще один маленький момент. Мы, как видите, немножко отстаем по времени, но мы специально сделали продолжительный кофе-брейк, чтобы нагнать наше время, и продолжительный обед, чтобы снова нагнать, да, потому что мы понимаем, что у нас такая культура, ничего не можем с ней поделать, мы немножко всегда опаздываем. После короткого объявления мы приглашаем вас на кофе-брейк на 15 минут, в течение которых просим вас, призываем вас знакомиться друг с другом, делать селфи с новыми знакомыми, отмечать, и вы будете таким образом набирать дополнительные баллы в нашей игре. Спасибо. Да, отмечать CMC Казахстан, отмечать клуб бизнес-консультантов в Инстаграме, EBRD Official. Вот 3 хэштега. И как бы мы в конце, у вас ожидают призы. У кого самое большое количество селфи, у нас есть хорошие призы, мы подготовили. Также по игре. Мы с утра вас регистрировали онлайн. Вы все зарегистрировались через Telegram-бота. Вы можете через свое приложение, то есть периодически после выступлений наших спикеров, там будут появляться вопросы. 3 вопроса с 4 вариантами ответов. Спикеры предоставили эти вопросы. Если вы зайдете, там сейчас не активно, вы не можете сейчас нажать, потому что спикеры еще не предоставили информацию вам. И чем внимательнее вы будете слушать, тем больше у вас шансов ответить правильно. И в конце у нас автоматический рейтинг собирается. И наибольшее количество, то есть участник, который набрал наибольшее количество баллов, может выиграть в этой игре. Получить Спасибо. Вкусные призы. Спасибо большое всем за внимание. Пожалуйста, проходите на кофе-брейк. Встретимся Кофе-брейк через... у нас за вами. Да, буквально оглянитесь назад, и вы увидите кофе-брейк. Соберемся обратно через 15 минут. Спасибо. Очень скромный консультант. Очень скромный. Чуть-чуть потише сделаем, меня перебивают. Уважаемые гости, коллеги, друзья, принимайте свои места. У нас очень важная сессия в программе «Приятного аппетита, Сейтек». Я хочу всех попросить занять свои места и хочу попросить своих коллег, кто у нас заявлен спикером на панельную дискуссию. Можно попросить Гульнару, потом кто у нас еще есть? Можете огласить спикеров? Пожалуйста, проходите. Очаровательная дама. Вас как зовут, простите? Я Татьяна. Все, Татьяна, я вас первый раз вижу.
Очень приятно, присаживайтесь. Давайте я вот так поднимусь, да? О, так лучше, оказывается, видно. Так, Кани, можно меня снимать? Меня, красавчика, я себя сам так сильно люблю. Меня иногда называют нарциссом, я хотя не согласен с этим. Я очень скромный помощник во всех делах. Вот. Можно вот так вот видео поставить. Пока собирается народ, Гульнара, welcome. Еще кто у нас? Вот. Вы наш гость из самой Европы. Присаживайтесь сюда, пожалуйста. Смотрите, я окружен с прекрасными дамами. Они не просто красивые, они еще умные, опытные. И сегодня они пришли с целью с вами поделиться ценностями, которыми действительно можно применять на практике и хорошо зарабатывать деньги, правильно? Мы же все бизнес-консультанты. Пожалуйста, тогда закройте дверь, мы начинаем наше представление. Пожалуйста, огласите, сколько у нас минут есть? 45 минут, здорово. Перед началом я хочу всех вас попросить встать. С места теперь встаньте. Да. Это упражнение называется Bridging Minds, Bridging Smiles. Smiles – это улыбка. Консалтинг начинается с улыбки. Хорошо? Принимаем позу льва. Ширине плеч ноги ставим. Чуть-чуть сгибаем ноги. Это вечером еще повторим на головужине. Вот. И сгибаем. Руки вот так поднимаем, как лапы льва. Вот так вот. Смотрим. Широко. Вот расправляем плечи прям вот так. Берем воздух и на счет 3 повторяем за мной. Пожалуйста. Это очень важно. Хорошо, это называется рычание льва. Вы же все хищники, консультанты. Да, они жертвы обстоятельств. Мы все хищники. Мы творим свою судьбу сами. Творим бизнес. Давайте на счет 3. Я за вами смотрю. Вы поддержите, хорошо? Все делаем до единого, потому что иначе мы не сядем. 1, 2, 3. Поняли? Язык я хочу увидеть каждого. На счет 3. 1, 2, 3. Где ваш язык, Байке? Ну, давайте, покажите свой язычок. 1, 2, 3. Нурмухамед, ты же наш, мы гостей должны чуть-чуть. И на счет 3, давайте. Я на вас смотрю теперь. 1, 2, 3. Молодцы, похлопали. Присаживаемся. Я надеюсь, у меня получилось всех вас собрать. Ваше внимание в единый кулак. И мы начинаем наше представление. Да? Наши дорогие спикеры, давайте так сделаем. Больше интерактива. То есть я прошу каждому из вас буквально на 5 минут, а потом я буду задавать вам интересные вопросы, легкие. А вы будете говорить народу. Если у народа есть какие-то вопросы, у них тоже возьмем и будем отвечать. Как, согласны с таким форматом? Спасибо большое. Тогда начинаем с вас, да? Гульнара, вы же начинаете. Семейная конституция, корпоративное управление. Это очень важная вещь. Я думаю, что мы все тоже одна большая семья, семья консультантов и с разных стран. Давайте послушаем Гульнару. Пожалуйста, вам слово. Я приветствую всех участников. Очень рада видеть так много знакомых лиц. Это кейс, надо другую презентацию, где мое выступление. Это, название моего выступления очень такое длинное и нет, надо сменить. Это кейс, вторую презентацию. Применение ESG стандартов в управлении семейным бизнесом, опыт Кыргызской Республики. Может быть, очень так серьезно, но я постараюсь
это рассказать вам, ну, интересно. Да, вот эту презентацию можно? Ну, сразу начну, вот первый слайд. Я считаю, что ESG-стандарты для семейного бизнеса, они очень экологичны, да? Почему? Потому что вот здесь тоже сидят, я знаю, владельцы семейных бизнесов, я сама владелица семейного бизнеса. Мы хотим, чтобы наши дети жили в экологичной среде, и это не только бизнес, а все мы хотим, да, как родители, чтобы у детей тоже был чистый воздух, да, хорошая пища и так далее. Ну, опять-таки мы хотим оставить, если у нас бизнес семейный, мы хотим оставить наш бизнес детям. Но даже если наши дети не хотят, им не интересен наш бизнес, мы все равно хотим, чтобы бизнес продолжался, потому что это тоже наше детище. Вот. И коротко расскажу о себе, о своей компании, семейной компании Audit Plus. Вот, у меня работает моя же младшая дочь, и у меня работают дети моих подруг и родственников. И когда я говорю об ESG, когда мы продвигаем ESG для своих клиентов, конечно, надо начинать с себя. И если говорить конкретно о нашей компании, то мы, как и многие из вас, мы разделяем мусор, да, как минимум там бумагу отдельно, пластик отдельно. У нас у всех энергосберегающие лампочки, да, или энергосберегающее какое-то климатическое оборудование в офисах. Мы экономим ресурсы, то есть мы сейчас стараемся мало распечатывать, больше хранить в электронном формате все материалы. Там, мы не используем воду в пластиковых посуде. У нас диспенсеры, как у многих из нас, да, в офисах. Если говорить о ОБС, то у нас есть принята политика управления персоналом, где у нас говорится о преемственности, о резерве кадров, об обучении кадров. И ну, это, наверное, было более вынужденно. Мы небольшая компания, но в COVID многие из нас мы стали взаимодействовать с тем местным сообществом, где мы находимся. И вот тоже вот наш офис расположен в частном секторе, и у нас очень много рядом живут пенсионеров. И мы, как многие из нас, закупали продуктовые пакеты, раздавали нашим соседям, да, и так мы познакомились с нашими соседями и стали с ними общаться. Вот. И если говорить о G, это не последнее, а на самом деле с чего у нас все это начиналось, с корпоративного кодекса и с преемственности. Если говорить о том, как мы продвигаем это клиентам, то, конечно, мы начинаем с G. То есть, вообще говоря, точка входа – это всегда корпоративное управление, ну или какой-то консалтинг. Но когда мы начинаем с корпоративного управления, мы используем все те инструментарии, все те материалы, которые нам в свое время передал и передает IFC, проект IFC по продвижению корпоративного управления в Кыргызской республике, а сейчас это региональный проект по продвижению ESG-стандартов в управлении компанией. И мы разрабатываем корпоративные документы, оцениваем эффективность. Ну, это почему я демонстрирую всем. Я думаю, что многие из вас тоже предлагают такие услуги, но, может быть, кто-то не предлагает и задумается об этом с тем, чтобы расширить линейку своих услуг для клиентов. Когда мы говорим о экологии, то раньше мы внедряли ISO 14000, сейчас больше у нас как бы предложения по политикам и процедурам по экономичному использованию ресурсов, по энергосбережению. И мы
ну, это был, правда, один единственный пока случай, когда мы проводили у клиента оценку эффективности использования ресурсов. Ну и социальная ответственность. Опять-таки, когда мы говорим о социальной ответственности и вообще об управлении персоналом, раньше мы продвигали только услуги по кадрам, да, то есть управление персоналом, обучение и так далее. Но ну, какие-то зарплатные проекты, какие-то социальные, да, пакеты. А вот опять-таки в COVID мы начали разрабатывать какие-то процедуры взаимодействия с сообществом для наших клиентов. Это теперь ну, тоже достаточно востребованная услуга. Ну и если говорить о последнем нашем опыте, таком очень показательном, и я этот кейс буду после обеда рассказывать в своей маленькой группе, это о нашем недавнем проекте, мы его завершили в этом году. Мы реализовывали проект при поддержке ЕБРР, деловых консультаций. Это для сети розничных магазинов у дома, те, кто не бишкекские. Это 3 магазина, расположенные в Золотом квадрате. Это небольшие магазинчики, но они универсальные. Чем они нам понравились? Тем, что вот ESG это было, ну, как бы не наше предложение, а их внутренний запрос. Мы помогли это все поставить на такие ну, формальные и структурированные рельсы. Вот. Да. Все. И вот я хотела бы перейти вот к семейной конституции. Вообще вот само название нашей сессии вот корпоративное управление и семейная конституция, она заставила меня задуматься о семейной конституции. И вот здесь вот буквально я вот уже не буду говорить о принципах и так далее. Просто я, когда начала вот изучать этот вопрос, Смит и Вильямсон, они проводили исследования, и семейные конституции вот в большинстве стран в Европе, в большинстве семейных компаний Европы были приняты в первое или второе поколение. А у нас как раз-таки такой период в наших странах, в постсоветских, когда первое поколение уже готово передать власть. А готово ли второе поколение принять управление бизнесом? И, ну, я надеюсь, презентация будет доступна, да. Я вот здесь единственное, что хотела сказать для нас, для консультантов, да, и те вопросы, которые стоят перед основателями бизнеса. На самом деле у наших основателей бизнеса нет, вот и у меня тоже, нет опыта, как передать бизнес, потому что мне его не передавали. И у меня нет таких друзей, которые бы уже передали свой бизнес. И бизнес строился, и мой бизнес, и у многих строился на личных предпочтениях. Разделяют ли его наши дети? Потом, ну, реально мы не умеем воспитывать наследников бизнеса. Ну, в общем-то, мы умеем воспитать детей, да, вот просто. Вот. И чаще всего в наших семейных компаниях нет совета директоров, который вот на Западе, он смягчает переход к наследникам. Потом одна из больших проблем, которые вот отмечают все, это потеря ключевых сотрудников, потому что многие ключевые сотрудники работают с нами из-за нас. И точно так же вот наши ключевые клиенты. Вот. Ну и есть проблемы, если наследников несколько, у каждого из наследника есть свои какие-то цели, они могут не совпадать, могут поменяться рыночные условия, могут быть какие-то конфликты внутри семьи. Вот это просто вот что почитать, это достаточно интересные книги как раз вот по воспитанию наследников. Ну а это наши карты. Супер, большое спасибо, Гульнара. У меня очень короткий, простой вопрос. Вот, я тоже сам лично на своей практике сталкиваюсь с владельцами бизнеса. Они очень ревностно относятся, не хотят никому доверять, а дети имеют свои интересы. Вот как нам быть консультантом,
в работе именно вот перемена поколений, чтобы действительно была такая мягкая, нежная передача капитала? Ну, на самом деле, я считаю, вот сейчас вот этот период, да, ну, может быть, ближайшие лет 5, это большое поле деятельности для консультантов. То есть это большая ниша? Это большая ниша. Во-первых, мы можем сейчас нашим клиентам рекомендовать, как подготовить своих наследников, да? Вот, как наследники обязательно должны быть детьми, родственниками или могут быть извне, не родственник? Ну, смотрите, вот получается, я читала исследование, кто-то из Большой Четверки проводил в России, и там большинство основателей российского бизнеса, они сейчас готовы продать бизнес, потому что наследники не готовы принять. Это уже не будет наследники, они просто ищут внешнего инвестора, да, это нормально, которому передадут бизнес, чтобы это детище не умерло. То есть выход на публичность? Выход на публичность. Соответственно, семейная конституция здесь? Семейной конституции здесь не будет. На самом деле мы можем предлагать два варианта нашим клиентам. Во-первых, развивать семейный бизнес, да, может быть, принять семейную конституцию, какие-то еще документы, которые позволят поженить, да, корпоративное управление и семейное управление в одном, и продлится наш именно семейный бизнес. Или можно пойти вторым путем, и я знаю такие компании у нас в Бишкеке, да, когда первое поколение понимает, что детям это неинтересно, и тогда они, как не потерять управление над бизнесом, тогда спасает корпоративное управление. И это тоже широкое поле для деятельности для консультантов. Супер, спасибо большое. Я понял. С аудиторией, да? Может быть, в конце или сразу хотите сейчас? Давайте сразу, да? Хорошо. 5 баксов. Очень короткий. Представьте себе, очень короткий вопрос. Мое имя Шавкат, я являюсь директором консалтинговой компании Global Invest. Насчет семейного бизнеса, я сейчас консультирую такую компанию, как компания Jetty Batır. Компания Jetty Batır уже в 3-м поколении передает бизнес из поколения в поколение. И хотелось бы отметить первое, то, что... Это вопрос. Нет, ответ, дополнение. Первое, то, что как вырастить нынешнее поколение. Первое. Надо подключать новое подрастающее поколение к своему бизнесу. Это первое. Второе. Надо диверсифицировать бизнес. Надо развивать бизнес в различных направлениях, да, чтобы... Мне кажется, это вот как раз дискуссия. После обеда мы с вами вернемся к этому тему. У вас будет много возможностей. Просто формат, да, вопросы. Я практический ответ вам даю. И третье, я видел, когда маленькие дети росли вместе с заводами, да. Вот это Супер, спасибо большое. Спасибо большое за комментарии. Я еще раз хочу попросить наших дорогих консультантов. Формат у нас панельная дискуссия, это вопросы-ответы. Вот сейчас для вас здесь люди готовились, хотят на ваши вопросы отвечать, на мои вопросы в том числе. Да? Валентина, такая же, да, у нас работа? А после обеда у нас будет дискуссия со стороны именно наших коллег. Иначе, спасибо большое. Все равно, чон рахмат. Татьяна, вам слово 5 минут. Я вот сейчас засекаю. Вот, точность, это, как говорится... Да, спасибо, Кайрат. Я на самом деле очень нетипичный консультант. Вот если можно, Кайрат говорил, чтобы взаимодействие с залом, поднимите, пожалуйста, руки, кто себя ощущает нетипичным консультантом. Ну вот не таким вот классическим, вот какой-то вот такой консультант, но вот не так, как все... Да, вот, я говорю, я не зря в вашей панельке, я прям вот потому что всеми уважаемый нами тренер Чернявский Владимир Николаевич, он вообще говорит, ты играешься в консалтинг, и ты играешься в бизнес. Я уже 24 года играюсь в бизнес, но я вот сейчас буду говорить, что я наиграла, а вы поднимайте, пожалуйста, руки из того, что вам тоже типично. Я, во-первых, old school, я использую бумагу, все еще делаю заметки на бумаге. Поднимите, пожалуйста, руки, кто все еще пишет на бумаге. Отлично, так приятно, что мы в одной
стезе. Когда мы говорим о семейном бизнесе, я пришла же делиться инструментами с консультантом, и оказалось, что мы с 2017 года работаем действительно вот в этой стезе, помогая семейному бизнесу. То есть вот моя вторая часть будет называться «От яблока раздора», да, к устойчивому предприятию. Кому интересно, приходите, с удовольствием поделюсь. Но комплексные решения – это действительно то, что здесь уже называлось. И комплексные решения – это частый запрос от компаний, которые к нам приходят. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сталкивался с комплексными запросами. То есть когда клиент приходит, а запрос там очень многогранный. И, соответственно, мы выработали микс методик. Причем в 2020 году, когда пандемия, мне было страшно, я звонила Валентине, говорила: Валентина, я ничего не понимаю, что происходит, что делать, да, как жить, все пропало. Вот. И из-за этого страха в том числе я начала работать в программах Астана Хаб. Это программы, которые поддерживают развитие стартап-технологий. Соответственно, мы научились вот этим технологиям Lean-подходов, трекшн-технологиям. Опять же, кому интересно, во второй части с удовольствием поделюсь. Но вот мы начали использовать микс методик, как подходящих вот к стартапу, к управлению проектом и в том числе традиционный консалтинг. Кто пользуется миксом технологий? Поднимите руки. Отлично, хорошо, спасибо. Что мы делаем на территории клиента? Мы заходим туда с пониманием, что мы имеем дело с разными поколениями. Соответственно, то, что мы делаем в первую очередь, мы дружим. Наша задача подружить поколения между собой. То есть вот эти картинки мира старшего поколения, среднего поколения, молодого, да, совсем юного поколения, чтобы они начали понимать в первую очередь друг друга, про ценности друг друга и так далее. Ну и вообще, если так-то, то я по первой профессии своей переводчик. Есть тут переводчики, кстати? Есть те, кто с преподавателей английского вырос? Круто. Это хорошая тенденция, я считаю. И на самом деле я вдруг поняла, что то, чем мы занимаемся, мы переводим. Мы переводим с языка собственника на язык его наследников, чтобы они, ну вот повторюсь, понимали друг друга. И на язык его команды, да, чтобы команда понимала, куда за собственником идти. Про разность подходов в том числе, ну, то есть от внедрения геймификации, повторюсь, да, Владимир Николаевич считает, что я играюсь, я решила не противиться этому, я решила, а почему нет? И когда мы заходим в компанию, говорю: ребят, мы сейчас будем играть. Все же играют в компьютерные игры, нам нужно перейти с уровня 1 на уровень 2, а там всегда есть какой-нибудь главный злодей, да, с которым надо побороться. Мы обозначаем главного злодея, собственно, все силы на то, чтобы преодолеть вот этот главный барьер для перехода на следующий уровень. Это затягивает, обычно нравится, поэтому с удовольствием тоже поделюсь. Мы обнаружили, что у собственников бизнеса, вот у старшего поколения, у них тоже есть такой же страх, который был у меня в 2020 году, и они вот все больше и больше следят за вот этими мировыми тенденциями и хотят двигаться быстро на рынках. Здесь сегодня тоже про это говорили. И мы научились двигаться быстро на рынках. Мы научились использовать ходи-циклы для того, чтобы помогать компаниям быстро тестировать гипотезы и в том числе объединять усилия. Ну и мы говорили здесь об эмоциональном интеллекте, а мы чуть дальше шагнули, мы уже учимся не столько эмоциональному интеллекту, как адаптивному интеллекту. Я думаю, вы тоже с этим знакомы, но вот адаптивный интеллект нам реально помогает. Клиент нас ждет от нас быстрых результатов. Это последний пункт в моей бумажке. И, собственно, лучший наш результат – это за 4 месяца. Вот от того, где в компании был гром и молнии, до компании, которая сейчас дружно двигается к поставленным целям. Об этом во второй части дня. Я уложилась. Спасибо большое. Очень классное выступление. Я бумажку показываю, не доллары, а 1 минута осталась. В этом смысле, да? То есть, дорогие консультанты, я хочу вам задать очень короткий вопрос. Вот для нашего зрителя, для нашего народа, что вы конкретно можете предложить для реализации консультационных проектов из того, что вы выше перечислили, там, Lean, стартап-проекты, да, там, геймификации, еще какие-то такие методы, которые вы сейчас вот рассказали широкой публике. Жизнь это же ведь игра. Да. Вот, поэтому вы, может быть, хотя бы одну технику
Ой, это очень просто. Играйтесь в докторов. Представьте, что вы терапевт, к которому пришел больной. Он вам рассказывает что-то долго и длинно, а ваша задача как терапевта потом понять, каких еще специалистов предстоит подключить для того, чтобы вылечить пациента. Ну и определить с ним, докуда он хочет лечиться, потому что не все хотят лечиться до конца. Супер, супер. Спасибо. Отлично. Значит, мы можем создать группу семейных врачей. У нас в стране есть. Запишите, пожалуйста. Альбур, запишите, нам нужна группа семейных врачей. Нам нужна группа семейных врачей, да. Отлично. Спасибо большое. Ну, у нас на практике группа семейных врачей работает по-другому. Я имею в виду в системе здравоохранения. Но давайте создадим действительно группу семейных врачей из консультантов и будем лечить наших и владельцев бизнеса, которые хотят передать свой капитал либо детям, либо профессионалам извне, либо хотят развивать какой-то новый продукт путем через игры, agile, да, мы сейчас любим Scrum и тому подобное. Поэтому давайте делать свои проекты играючи, дорогие консультанты. Тогда следующее, третье выступление нашему спикеру. Я боюсь ошибиться при произнесении вашего имени. Якобина. Вам слово, пожалуйста. Спасибо. Сегодня очень много звучало слова устойчивого развития. Я хочу вам сказать, что у меня интерес к устойчивому развитию родился раньше, чем родился мой сын. Ему в августе исполнится 30 лет. Ну, в том числе я работала здесь, в Центральной Азии, для проекта, как руководитель команды проекта Евросоюза по написанию национальных стратегий устойчивого развития. В презентации не здесь, презентация для после обеда у нас будет применение вот этой. Самое главное там, после обеда, правильно? Самое главное там. Так что здесь затравка. Сейчас затравка. Подготавливаем, да? Вот. И когда мы писали эти стратегии, национальные стратегии устойчивого развития, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, и как руководитель команды, я думала, это очень абстрактные понятия, давайте мы тоже пишем местные стратегии. Местные стратегии в Киргизии мы писали на базе реки, бассейн Чолнаксу. Это Григорьевка. И Григорьевка, Тимировка и Кашат, кто знает здесь окрестности. И мы написали эту стратегию, потом проект закончился, и я думала, я же заработала сейчас очень много денег от ЕС. Айлык Мюту одобрил стратегию, куча бумаг, и ничего не происходит. Надо что-то делать. И я решила вкладывать часть заработанных денег в маленькое социальное предприятие. Мы производим сыр. И у нас предприятие по устойчивому туризму. Это маленькие капли в море устойчивого развития. Очень маленькая, я скромная, как карят паке. И дальше сейчас у нас в Европе, я голландка, кстати, у нас в Европе происходят новые, то есть вводится новая директива, европейская директива по корпоративной отчетности. Я не знаю, кто про это знает, слышали? О, руки поднимите, я училась от прошлого. Спасибо. И она сложная достаточно директива, но она говорит о том, что обязаны европейские компании, не только европейские, только тоже те, которые большую финансовую часть зарабатывают в Европе, обязует отчитываться по 10 пунктам: экологическое, социальное и корпоративное управление. И по этим пунктам надо сказать, что, про себя сказать, ну, обоснованно объявить, какие они существенные для вашего бизнеса. То есть это касается крупных европейских компаний, но также они должны в цепочке ценностей у своих поставщиков спрашивать, какие у вас существенные темы существуют, как вы
как это называется, извините, я голландка все-таки. Как вы воздействуете на экологию, как вы воздействуете на социальные аспекты? И все эти моменты надо учитывать, и надо о них отчитываться. Это касается больше 50 тысяч компаний и для начала. И я работаю, у меня постоянная работа в инженерной компании, но и работа по ESG. Ко мне каждый день поступает предложение на работу по консультанту ESG, потому что очень большой рынок, очень много надо делать аудитирования, все эти большая четверка, они ищут людей, которые могут в этом помочь. То есть это огромный сейчас рынок, и все наши компании, они борются с этим. Сколько минут у меня осталось? 1 минута. Вот. И для того, чтобы, то есть именно для вас важно, что я думаю, что 2 желания у меня есть для вас. Во-первых, вникать в эту сферу. То есть я бы сказала, за вами все-таки большое дело. Вы можете, как мы тогда свою каплю конкретизировали стратегию для местного устойчивого развития, вы можете конкретизировать эти ESG для ваших бизнесов. Я считаю, что это большое дело. Это ваша капля будет в море устойчивого развития. Потом я думаю, что если вы можете вникать в суть этих стандартов европейских для вашего бизнеса, для которых вы являетесь консультантом, вы будете иметь большое преимущество перед другими консультантами. Отлично, спасибо большое. Давайте похлопаем. У меня очень коротких 2 вопроса. Первый, что означает для вашей личной жизни, образа жизни устойчивое развитие, как сейчас говорят, sustainable development. И вторая часть вопроса, вот вы можете нам дать хотя бы вот структуру, из чего состоит ESG отчет, и насколько можем мы на отчете ESG заработать денег? Средняя стоимость на рынке отчета ESG. Ну, во-первых, вопрос личный. Вы начали свое выступление скромное, сказать, что давайте делаем бизнес. Для меня все-таки это улучшит мир больше, чем делать бизнес. А на это можно делать бизнес, пожалуйста. Для меня это побочный эффект, и я думаю, что... Икигай, да, по-японски? Ну, я не знаю, это просто надо с душой делать, я считаю. Хорошо. Сколько зарабатывать, ну, это совершенно зависит от какой компании, насколько она большая и насколько тема, какие темы являются существенными. Ну, например, большая четверка, сколько готова заплатить нам? Если я знаю английский, я разбираюсь, что вы такое имеете в виду в месяц, ESG. сколько зарабатывать? Нет, на отчете. Вот я подготовлю на отчет? Там, Нет, для корпорации ESG отчет, и сколько я могу заработать. Короче, пока нельзя сказать так. Это потому что зависит от компании, сколько. Я сейчас занимаюсь для своей компании инженерной. У нас 10 человек. Я думаю, что месяца 3-4 плотно вместе работаем над этим отчетом. Так что считайте. 200 евро в час, кстати. Спасибо большое. Спасибо за ответ. Дорогие наши консультанты, я отстрелял свои вопросы нашим дорогим спикерам. Теперь, уважаемые коллеги здесь, может быть, микрофон возьмете для аудитории. Если с вашей стороны есть вопросы, пожалуйста. Имя, представьтесь, чем вы занимаетесь, очень кратко, но без рекламы, да? И вопрос ваш, очень короткий, буквально 30-секундный. Есть вопросы, дорогие слушатели наши здесь, сегодняшнего нашего Bridging Minds, Bridging Smiles? Да, пожалуйста. Вот очаровательная наша гостья из Казахстана. Да. Меня зовут Марзия Кажитаева, я представитель Казахстана. Я хочу сказать, что с Екабиной мы познакомились на проекте. У нас был совместный проект для кыргызской компании одной очень крупной. И я была поражена тем, что человек влюбился в Центральную Азию,
Она уже 10 лет живет в Кыргызстане, приезжает, представляете, вот на лето. И она своим участием показывает, что можно делать дело, ESG укреплять, да? Были ли трудности? И как на ваш взгляд, это утопия или это все-таки реальность? ESG. ESG это утопия или реальность, говорит? Можно ли потрогать, как ваш сыр или нет? Потрогать можно. Потрогать можно, но надо действительно выйти из сферы стратегии, политики, и надо перейти именно к сфере практики. И я думаю, что за вами вот этот шаг. И я думаю, что вы очень важны в этом. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Я уже свои 40 минут, у меня 5 минут осталось для этой сессии. Еще вопросы есть? Нет вопросов? У вас есть вопрос, да, молодая девушка? Если нет вопросов, я хочу, чтобы вы похлопали нашим дорогим спикерам, прекрасным дамам. Напоследок, если какие-то будут буквально пожелания на 30 секунд с вашей стороны, может, еще остались какие-то резервы? Ну, мне кажется, вы поняли, да, идти надо к нам после обеда. Уже продажи пошли. И одновременно к нам. Ну, тогда я тоже к себе приглашаю. Но я хочу сказать, что на самом деле сейчас для нас наступает самое такое лучшее время для того, чтобы мы могли проявить все свои таланты, все свои компетенции и помочь нашим клиентам развивать экономики наших стран. Так что удачи нам! Спасибо большое. Тогда, с вашего позволения, уважаемые участники нашего форума или конференции, хочу просто резюмировать выступление наших гостей. Конечно, мы раскроем тему потом после обеда. Будет у нас такая более детальная презентация. Но мы сегодня, наша сессия была сконцентрирована на вопросах именно корпоративного управления. И что это такое? В двух словах, это разделение функций владения и управления. И об этом вот Гульнара начала рассказывать, что на практике сталкиваются люди, начали строить свой бизнес, небольшой, может быть средний, хорошим таким капиталом, с менеджментом, но человеку уже 65 плюс, и он уже как бы отходит, дети обучились за рубежом, живут в Европе, и свои дела, свои семьи. Ну, как бы вот такая, да, ситуация, и хотели бы там передать это в наследство либо своим родственникам, либо это профессионалам. Вот как этот процесс мы могли бы сделать, улучшить. Мы, конечно, обсудили вопрос в реализации этих проектов в виде игры, в виде как терапии для этих собственников бизнеса. Мы этот вопрос обсудили, и консультанты могли бы быть группой целых семейных врачей, чтобы залечить, допустим, эти боли наших клиентов, потому что после развала Советского Союза все начали заниматься бизнесом в кругу своих семейных отношений, семейных брачных уз. Я помню, в 90-е годы нам первые, кто финансировали, это, конечно, были родственники, первоначальный капитал. А потом только банки, институциональное финансирование, и сейчас идет речь о инвестициях. И в этом плане мы всегда готовы нашим дорогим клиентам преподносить так проект, чтобы это было действительно увлекательным, интересным, в виде игры, в таком гибком варианте, подходе. Правильно, да, я понял, Татьяна? И третий вопрос, конечно, это долгосрочная практика, это больше, видимо, образ мышления, культура. ESG – это Ecology, Social, Governance, три таких составляющих кита в современном бизнесе, потому что сейчас вот миллениалы, я туда отношусь, наверное, 80 плюс, годом рожденные, они сейчас это смотрят, насколько компания экологично ориентирована, насколько там нету sexual harassment
и там каких-то там дискриминационных моментов, соблюдает ли эта компания какие-то социальные нормы, есть ли вообще прозрачность, интегрированность в компании, управлении. Вот. И это все, что касается ESG. Потому что без ESG в этом 21 веке, тем более вот в развитии искусственного интеллекта, интернет-технологий, must-have должно быть. Иначе мы не сможем обеспечить долгосрочность существования жизни компаний, корпораций. Вот. На этом я хотел бы всех вас, во-первых, поблагодарить и наших слушателей, что слушали внимательно. На этом моя часть завершается. Мы вас с нетерпением ждем в 3-м зале номер 3. Приходите к нам и получайте вау-эффект. Если даже вы куда-то в другой зал записались, все равно приходите к нам. Я думаю, с нами будет очень интересно. Спасибо большое. Якобина, дайте, пожму вашу руку. Можно ваш сыр купить? Спасибо. Сыр я взяла для Валентины. Все. Валентина, это вам оказывается. Спецдоставка сейчас будет обеспечена мною. Тогда, что, у нас обед, да, сейчас? Какое объявление? $5. Что? Хорошо, я зачитаю как есть, хорошо? Напомните, пожалуйста, что спикеры могут выбрать интересные вопросы и добавить баллы для участников игры. Поняли, да? Я тоже постараюсь понять позже. Спасибо большое еще раз за ваше внимание. Тогда я микрофон передаю коллеге, да? Вы, ваша очередь, да? Пожалуйста, вот вам трон. Все, Кайрат, благодарю. Коллеги, всем еще раз добрый день. Немножко конкретизирую последнее объявление Кайрата. Спикеры, которые находятся на панельной дискуссии, могут выбрать один или несколько вопросов, которые были заданы из зала, и для них дать один дополнительный балл в рамках игры. То есть в игре вы копите баллы, и в конце, подводя итоги, те, кто набирает самое большое количество баллов, получают призы. То есть зарабатывать можно, отвечая на вопросы, и зарабатывать баллы можно, задавая вопросы спикерам по их теме. Вот. Наша панельная дискуссия, текущая, которая сейчас начнется, она, наверное, одна из важных, то есть это привлечение финансирования. Это те инструменты, которые доступны для бизнеса, и также важность соблюдения их этических принципов. Я попрошу на сцену подняться участников дискуссии. Это Анастасия Дмитриенко, проектный менеджер Baker Tilly в Кыргызстане. Сыргак Абакиров, страновой менеджер проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды. Дарья Смаилова, соучредитель компании Marketers Team, независимый маркетолог, консультант в штатах Флорида и Калифорния, США. И Чингиз Маткеримов, старший специалист группы поддержки малого бизнеса, Европейский банк. Я предлагаю формат нашей дискуссии сохранить с предыдущего выступления, то есть немножко видоизменив. Сначала каждый представляется, рассказывает коротко о своем видении, о своем опыте, буквально 3-5 минут по очереди, а после мы отводим время на вопросы из зала. То есть каждый участник может задать любому спикеру вопрос, интересующий именно по его тематике, по которой он озвучил. Так, Анастасия, вы первая.
Добрый день, коллеги. Сегодня я хотела бы начать со слов благодарности организаторам этого мероприятия. И я хочу поблагодарить каждого из вас за ваше время и внимание, которое вы выделили нам, спикерам, и этому мероприятию. Сегодня я представляю компанию Baker Tilly. Это консалтингово-аудиторская компания, которая входит в топ-10 аудиторских компаний в мире. В своей деятельности мы в основном работаем с крупными и средними компаниями и фокусируемся на привлечении инвестиций в крупные проекты. Говоря о крупных, это суммы, начинающиеся от $1 миллиона и выше. Однако вся наша команда очень активно участвует в самых разных социальных и образовательных проектах и мероприятиях. Так, например, у меня есть опыт участия в акселерационных программах, которые проводятся для малого и среднего бизнеса, для различных тренинговых программ для предпринимательниц. Поэтому, к моему великому удовольствию, мне довелось поработать с большим количеством малого и микробизнеса. Сегодня, во второй половине дня после обеда, я проведу короткую, но очень увлекательную экскурсию по возможным источникам финансирования для бизнеса в Кыргызстане. В нашей экскурсии мы будем фокусироваться именно на возможности для среднего, малого и микробизнеса. О крупных говорить сегодня не станем, поскольку основная цель и вектор сегодняшней встречи – это все-таки МСБ. Я буду рада обсудить с каждым, кто захочет присоединиться к этой сессии. И в продолжении с удовольствием отвечу на вопросы касательно вопросов привлечения финансирования. Внутри сессии мы обсудим не только те источники, которые есть, обсудим ряд кейсов, все подводные камни, с которыми может столкнуться как предприятие, так и консультант в процессе привлечения финансирования. И один из главных таких тезисов, которые я хочу уже сейчас заложить, что на самом деле привлечь финансирование не так сложно. Самое главное – это подготовить компанию к тому грузу ответственности. Как ни крути, кредиты, привлечение инвестиций – это хорошо, это буст для развития, но это риски и большая ответственность. И мы, как консультанты, должны помочь предприятию подготовиться к этому важному шагу в развитии бизнеса. Благодарю вас. Далее, Сыргак, вам слово. Спасибо. В первую очередь хотел бы выразить благодарность организаторам за приглашение и возможность выступить спикером. Меня зовут Сыргак Абакиров, я являюсь директором проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды. Мы являемся экономическим проектом, работаем с 2019 года и продолжим нашу деятельность до 2026 года. Работаем в 5 странах Центральной Азии. Это Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. И наша поддержка как раз, мы оказываем прямую поддержку малым, средним, крупным предприятиям в 4 секторах экономики. Это пищевая промышленность, легкая промышленность, IT, туризм. Также у нас есть сквозные темы, которые могут затрагивать и другие сектора. Это вот цифровизация, это зеленая экономика, женское предпринимательство. В целом, как вы знаете, донорские организации, как USAID, ЕБРР и другие, GIZ, нацелены как раз, чтобы поддержать в основном малый и средний бизнес, потому что нужно повышать экспертизу их, выходить на внешние рынки, и услуги вас, как консультантов, и иногда при поддержке даже международных консультантов считаются достаточно затратными. И не каждый бизнес может себе позволить, даже крупные. Соответственно, наши проекты как раз направлены на то, чтобы частично закрыть эти финансовые затраты бизнеса и может за те же деньги, либо же получить более качественного консультанта, либо же больше объем работы выполнить. Мы работаем, получается, на базе грантового конкурса, который открывается каждый квартал. Это он был в октябре, в апреле в текущем году завершился, и следующий будет 30 октября.
Мы предоставляем грантовую поддержку от 20 тысяч до 100 тысяч долларов на одного заявителя. При этом заявитель должен быть готов покрыть 50%. То есть если он запрашивает 100 тысяч долларов, то сумма проекта должна быть 200 тысяч долларов. И очень важна вот роль консультантов. Не всегда бизнес понимает, что им нужно. Они бывают приходят с потребностью или же с проблемой даже. Просто с проблемой, но не знают ее решения. Да? И важно, у вас все-таки более обширный подход, вы знаете бизнес, вы знаете их проблемы, вы знаете решения. И если вы будете оказывать им какую-то даже базовую консультационную помощь в направлении их, ну, как бы обсуждать проблемы, обсуждать решения, и этой заявке, допустим, будет грамотно отражено, то нам это тоже выгодно. Знать, что бизнес не просто говорит, у меня там проблема, я хочу оцифроваться, но я не знаю как. Закладывают там микробюджета, а в конце это выходит ну, десятки, бывает даже сотни тысяч долларов. Проект считается уже провальным, но если он еще пройдет одобрение. А в большинстве случаев даже не проходит одобрение. Поэтому у нас также есть механизм работы, когда консультант сам может подать заявку и с пулом компании и какие-то решения уже предложить для, там, скажем, для 5-6 компаний. Нам это выгоднее, чем 5-6 компаний индивидуально принимать заявки. Нам легче принять от одной консалтинговой компании, которая скажет, вот мы там 5-6 компаниям внедрим такие-то решения, ну условно самое базовое это ISO или иные какие-то там цифровизация, автоматизация, даже вот в плане корпоративного управления мы тоже внедряли семейную модель корпоративного управления, ESG и другие, да, и нам лучше сразу с одним работать, качественным консультантом и внедрять такие решения. В целом, вот как бы у нас достаточно такой обширный спектр работы, бюджеты в принципе достаточные, как вы понимаете, потому что мы не предоставляем оборудование и на техническую помощь таких сумм ну, более-менее достаточно. Поэтому ну, вот как механизм можно на текущих этапах, пока донорская помощь присутствует, такую поддержку оказывать, да, с учетом, скажем, скидки, да, 50%. Но важно, конечно, компании, чтобы не приучались к этому. Потому что рыночные условия, это всегда, ну, они не такие, там не бывает доноров за рубежом, там, какой-то поддержки. Да. Рыночные условия, они достаточно жесткие, особенно за рубежом. Да. Поэтому компании нужно готовить к тому, что они должны платить полностью, и что ваши услуги это не только, а их берут, да, не только тогда, когда есть донор. А есть необходимость, ну, они должны обращаться к вам, а не так, чтобы ждать донора, ждать грантовый конкурс, там, к одному донору обращаться к другому. Поэтому мы все временные, скажем, пока есть бюджетирование, пока наша страна находится, скажем, в группе развивающихся, но нужно переходить ну, к рыночным условиям, потому что мы не можем постоянно на грантовой игле сидеть. Спасибо. Сергей, спасибо за вашу информацию. Дарья. Здравствуйте, дорогие гости. Присоединюсь к словам предыдущих спикеров. Хочу поблагодарить организаторов за такую прекрасную конференцию, где мы можем обменяться опытом с коллегами, а также вам всем за то, что вы здесь, за то, что вы выделили время. Меня зовут Дарья Смаилова, я являюсь сотрудником компании Google, я занимаюсь маркетинг и медиа, а также являюсь независимым консультантом в штате Флорида и Калифорния и учредителем компании Marketers Team, которая занимается маркетинговыми услугами. За последние 14 лет работы в Кремниевой долине, или как модно ее называть, Силиконовой долине, я помогла более 5 компаний пройти различные раунды, или как их называют, круги финансирования, от самого раннего до самого последнего. И я хотела бы сегодня поделиться с вами своим опытом, да, как привлекать инвестиции из зарубежных фондов, как работать с различными инвесторами, как правильно упаковывать бизнес. После обеда у меня будет сессия, где мы разберем успешные кейсы, успешные и неуспешные кейсы, как правильно упаковывать бизнес для того, чтобы получить то самое финансирование. И вы как консультанты, я думаю, лучше всего знаете, как это делать, и хотелось бы поделиться и обменяться с вами опытом. Спасибо, Дарья. Я думаю, вопросы будут чуть попозже. Сейчас Чингис. Добрый день, уважаемые консультанты. Рад вас приветствовать на благоприятной, благодатной земле Иссык-Кульской области. Я представляю программу ASB,
группа поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. Очень приятно видеть много знакомых лиц. Я думаю, больше половины участников – это наши консультанты, которые работают не только в Кыргызской республике, но и по всему региону. Когда я пришел сюда, со мной рядом моя соседка оказалась представителем компании М-Вектор, Любовь Терещенко. Это наша одна из первых компаний, которая попала в базу консультантов и теперь выросла за рамки Кыргызстана, работает по всему региону. Рад приветствовать, любить и жаловать, пожалуйста, Любовь. И я не буду углубляться. Наверное, все знают о принципах работы ЕБРР. Это продвижение частного рынка, поддержка малого и среднего бизнеса, инфраструктурные проекты, бизнес-диалог с государственными органами. И, в принципе, я слушал представление Сыргака. В общем и целом наши услуги повторяют направление деятельности вашего проекта FGI. Единственная там деталь, у нас сумма гранта до 75% от стоимости ваших услуг. То есть получается 3/4 стоимости ваших проектов, работы вашей компенсируются, субсидируются за счет наших доноров. Наши доноры – это Европейский Союз, швейцарское правительство, различные фонды по поддержке малого бизнеса. И мы также предоставляем гранты помимо финансирования. Сумма грантов у нас для местных консультантов до 10 тысяч евро, для международных экспертов до 60 тысяч евро. Ну и финансирование, как Банк развития, мы, соответственно, предоставляем денежные средства для дальнейшего развития, расширения бизнеса от 1 миллиона евро. И я чуть-чуть, если возможно, Николай, расскажу об истории возникновения банка. Европейский банк реконструкции и развития уже тоже вырос за границы предполагаемого начала мандата. Он создавался в 1991 году для того, чтобы страны Восточного блока могли воспользоваться помощью капиталистических стран из Европы и пойти по рельсам рыночной экономики. Но теперь мандат ЕБРР расширился, теперь ЕБРР работает в Азии, в Европе и недавно начал работать в Африке, в странах, которые лежат ниже Сахары, пустыни Сахара. Поэтому география расширяется, соответственно, расширяются возможности для вас, как для консультантов. Теоретически вы можете работать во всех 40 странах, где работает наша программа, группа поддержки малого бизнеса. Но ареал расширяется постоянно, потому что среди учредителей ЕБРР не 40 стран, а 70 стран. И недавно в состав учредителей были включены 2 страны из Африки, это Кения и Нигерия. Поэтому добро пожаловать. Если кто-то из вас желает работать не только в рамках среднеазиатского региона, но и далее, пожалуйста, карты вам в руки. Большое спасибо. Чингис, спасибо за информацию, которую предоставили. Теперь, коллеги, у кого есть вопросы в зале к нашим спикерам? Можно адресовать кому вопрос и задавать. Шавкат, очень хороший вопрос, спасибо большое. Чтобы не рекламировать самого себя, Николай, с вашего позволения, я приглашу нашего клиента, пусть он нас похвалит. Козубаев Айганыш. Пользуясь случаем, на правах хозяина, я пригласил нашего клиента сюда. Большое спасибо, Айганыш, что буквально за час я ее пригласил. Ну, для нее не трудно было, потому что она живет здесь, работает здесь. Это пансионат Акбермет, в советское время это пансионат «Жемчужный».
Этот клиент представляет второе поколение хозяев. И вот очень удачно вы подошли, как раз была презентация по семейному бизнесу. И Айганыш мне пишет в WhatsApp, тема «Семейный бизнес» как раз для нас. Очень хорошо подобрали тему. Николай, Сейтек, поздравляю. Айганыш, вы слышали вопрос Шавката. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с ЕБРР. Какие проблемы вы решили? Если финансирование получали, какое финансирование получали? И как это помогло вам в вашем развитии, вашего бизнеса? Спасибо большое, благодарю всех. На самом деле я так не подготовлена, приехала так быстренько. Большая благодарность вообще этому проекту поддержки малого бизнеса Европейского банка. Мы изначально где-то в 2016 году обратились к ним по поводу консультирования в сфере, установка, нам нужна была установка и строительство очистного сооружения. Так как пансионат у нас получается небольшой, коротко, да, он идет большой, территория 16 гектаров, 400 мест. У нас получается первый руководитель, хозяин, он приобрел это способом приватизации в 1999 году. И получается 30 лет пансионат отработал, нам нужна была модернизация. И для начала любое что-то, чтобы модернизировать, это надо технически подготовиться. И нам нужен был достойный такой достойное очистное сооружение, чтобы дальше начать строительство. И вот в рамках этого проекта во время консультирования мы смогли подать документы и получить финансирование. Первое финансирование, я могу сказать, что это первый большой транш для нашей организации, потому что наш хозяин, он, как сказать, был человек такой старых нравов, да, и сразу брать кредиты было очень сложно. Но мы получили $700 тысяч, и этот кредит мы пустили на строительство очистного сооружения, нового, современного, сейчас он работает. И, естественно, денежки у нас немножечко остались, и мы решили, что мы на базе своего пансионата будем делать горячие источники, комплекс по использованию горячих источников, минеральной воды. То есть это у нас источник был еще в советское время открыт, но он не был использован. Далее, когда мы начали использовать средства, нам дали международного консультанта. Я, насколько знаю, что стоимость полностью консультирования была около $60 тысяч, но от нас получили только 10%. Мы вложили свои 10% и получили международного консультанта. Международный консультант, он нас возил даже в Румынию, на свою родину, где показал подобные горячие источники, вообще не горячие, минеральные источники, и как вообще из старого модернизировать в новое, как вообще старое можно переделать в новое. И вот были сложности, потому что была как раз-таки смена поколений. Сейчас вот мы уже своих детей привлекаем, чтобы они там работали у нас, да? Тоже могу рассказать попозже. Но я к тому, что у нас много чего изменилось после этого проекта. Мы перешли после первого горячего источника, после этих средств, мы открыли второй спа-комплекс, куда мы уже все, что мы увидели с консультантом, мы уже туда и гидрованны, и дополнительные услуги, все это мы внедряем, работаем. Плюс мы перешли на финансовый учет. Раньше у нас всегда был это ручной учет, потому что был один хозяин, ему удобно было видеть воочию, то есть компьютеру не для него. Сейчас мы полностью перешли на автоматизацию. Ну и вот самое главное, то, что мы работаем круглый год. И вот как раз была тема про семейный бизнес. Я думаю, что вот сейчас мы, когда своим детям объясняем, почему они не должны уезжать далеко и работать, то мы делаем к своему бизнесу отношение как к дедушке. То есть, вот, допустим, отец – это вот хозяин, да, первый, а наш бизнес – это не то, что часть семьи, это наш дедушка, которого мы должны почитать, благодаря которому мы вообще все развиваемся во всех сферах. Спасибо большое. Я Чингиза Маткерима очень хорошо знаю, он реализует очень хорошие проекты. Насчет семейного бизнеса, если вы будете вовлекать своих детей в свой бизнес, вы сэкономите их жизнь на 20-30 лет. Спасибо. Я бы хотела рассказать свою историю ВАУ-проекта. В 2016 году меня позвали консультантом в компанию Gate Labs в штате Калифорния в Сан-Франциско. Это 3 иммигранта из Ирана, которые поступили в Вашингтонский университет. И благодаря их разработке в механическом инжиниринге они получили грант в Google, и Google пригласил их на проект Google Glass. Если вы знаете, сейчас очень популярны эти очки Oculus, Spectacles, Facebook, различные очки. К сожалению, Google Glass вышли на
намного раньше своего времени. Но на то время это был очень успешный проект, и эти 3 инженера решили, что у них есть достаточно опыта, и они хотят создать свою компанию. И они решили создать компанию Gate. Это был первый в мире замок для дверей, который в себя включал и видеозвонок, и сам замок, и набор, да, кодов. И тогда они меня пригласили туда консультантом. И задача моя была такая, чтобы привлечь инвестирование, так как денег у них своих не было и тратить они их не хотели. Задача была очень сложная, потому что в Америке очень важно не нарушать чужое пространство, да, а тут мы, получается, даем доступ к домам людей. И моя задача была найти деньги для того, чтобы потом показать инвесторам то, что у нас есть хороший тракшн, что у нас есть хорошие метрики. Моя стратегия была такова, что раз так денег у нас нет, нам нужно запустить краудфандинг компанию на краудфандинг-площадке. С минимальным бюджетом на 3 месяца $10 000 у меня получилось создать очень хорошую компанию, создать огромное сообщество людей, которое бы нас поддерживало, среди друзей, среди знакомых, среди бывших сотрудников. Мы начали ходить по домам и спрашивать, хотят ли они установить этот умный замок, потому что это облегчит им вход в дом, они могут облегчить себе различные доставки на дом. Это был 2016 год. И тогда при помощи всех этих мероприятий за сутки я собрала $500 000 на платформе Indiegogo. После такого успеха к нам пришли инвесторы, и тогда мы уже смогли закрыть первый раунд. Это был мой самый любимый, наверное, проект, я всегда о нем вспоминаю, но это о том, что даже без денег можно привлечь инвестиции, если сильно этого захотеть. Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще есть вопросы в зале к нашим спикерам? Также вопрос кому и задаем. Ну, такой, наверное, вопрос, но я хочу, чтобы спикеры ответили на него не в микрофон, а написали, да? Если позволить, такой небольшой вот буквально этот. Знаете, вот в детстве мне отец говорил, если ты не можешь вот что-то описать одним словом, то ты в этом ничего не понимаешь. И я после этого как-то потом вспомнил так и... Когда работаю с клиентами, когда им много рассказывают, я говорю, хорошо, а можете одним словом написать, что вы хотите? И слышишь там абсолютно какие-то иногда такие варианты, типа спокойствия, там, не знаю, там, уверенности и так далее, да? У меня такой вопрос, вот просто с инвестициями такая ситуация, там, условно, крупно поделить можно малый бизнес вот так. Одни очень хотят инвестиций, но не знают, зачем им это. А другие очень боятся инвестиций, да, хотя им вроде бы это нужно. Вот можете написать на листочке одно слово, что-то инвестиции для малого бизнеса, одним словом просто. Вот в микрофон не говорить, написать на бумажке, а я возьму, если коллеги хотят, я поделюсь, что там написано. Да? Это мне очень важно, пожалуйста, можно? Я сейчас листочки могу дать. То есть вы хотите получить листочки и забрать их с собой, никому не показывая? Ну, нет, я потом прочитаю, если коллеги скажут, можно, я поделюсь, да? Можно листочки, пожалуйста? Или у вас есть, да? А вот есть здесь бумажечка. Инвестиции для малого бизнеса, что это? Одним словом. Так, микрофон творит чудеса. Знаешь, когда у тебя микрофон, ты можешь, что хочешь говорить, люди будут делать. Вот, классная вещь. Вау. Сохраним интригу. Вау, это можно потом сфотографировать, даже передать, да? Что здесь написано? А, я только думаю, ё-моё, иероглифы. О! Круто. Хотите поделюсь? Похлопайте, тогда поделюсь. Я же говорю, микрофон творит чудеса. Для малого бизнеса инвестиции – это возможность. Воздух. Рост. И, по-моему, самое интересное – это кровеносная система. Вот. Спасибо вам. Спасибо большое за такой интересный интерактивчик «Экспресс». Давайте еще один завершающий вопрос и будем потихоньку закругляться, потому что уже у нас время. Да? Тогда два вопроса.
Есть еще в зале вопросы к спикерам? Кого-нибудь что-нибудь интересует из финансирования, из опыта? Да. Тогда я передам слово Чингизу, у него есть еще небольшое объявление. Анонс маленький. Большое спасибо. Пока думаете над вопросами, я хочу еще одного человека пригласить сюда. Это Азат Турбатов. У нас тема панельной сессии финансирование. Но для того, чтобы привлечь финансирование, нужно знать человека, знать клиента, знать МСБ. А для этого нужно что? Информация, визибилити, реклама. Я вот хочу прорекламировать одного консультанта, вашего коллегу. Азат, пожалуйста. Азат Турбатов, квалифицированный консультант ЕБРР. Буквально год назад мы его квалифицировали. Он очень крутой специалист, датабейс-администратор по Oracle, Cisco Management Certified Consultant. Мы его квалифицировали в прошлом году, и буквально первый его проект был очень успешным. Он разработал мобильное приложение для сельскохозяйственного кооператива. Может быть, вы на нашей страничке, кто подписан в Фейсбуке, видели объявление. Буквально полмесяца назад, 16 мая, у нас проходило годовое собрание управляющих в Ереване. И вот на этой торжественной такой площадке он получил премию «Лучший цифровой проект ЕБРР». Это такая внутренняя премия, но тем не менее, давайте его поприветствуем, похлопаем. И, Азат, пару слов о себе, о проекте, каким образом сотрудничество с ЕБРР, квалификация в ЕБРР, база консультантов дала возможность для вашего профессионального роста. Спасибо. Чингиз, спасибо. Коллеги, добрый день. Меня зовут Азат. Я являюсь сертифицированным консультантом ЕБРР в сфере IT и автоматизации. Как Чингиз отметил, это был мой первый проект. И вот на ежегодном собрании мы получили вот такую премию. Это Digital Awards for SME Advisory Activity. Эта награда очень приятна мне и мотивирует. Хотелось бы сказать пару слов благодарности проекту ESB, EBRD, то, что она позволяет таким консультантам, как я, находясь в относительно маленьком городке, в городе Каракол, консультировать малый бизнес, реализовывать такие проекты, помогать им и тем самым реализовывать себя. Спасибо. Ну, в таком случае мы спикерам нашим скажем всем спасибо. Продолжение каждой темы будет во второй половине дня, отдельно в зале по финансам. Так что кого заинтересовала тема, вы можете присоединиться и послушать уже более полные, емкие презентации от наших спикеров. Все, всем спасибо. Уважаемые коллеги, обед у нас будет происходить в том же здании, в том же помещении, где был завтрак. После обеда мы с вами делимся на 3 сессии. 3 сессии будут проходить параллельно. Послеобеденные сессии будут проходить в совсем другом формате, в виде презентации кейсов и обсуждения кейсов. Утренняя сессия была нацелена на то, чтобы ознакомить вас с темами, погрузить вас в темы. А после обеда вы уже будете подробно разбирать кейсы с консультантами, которые выступали до обеда, и другими консультантами. Пожалуйста, внимательно изучите программу. У нас будет 3 зала. Зал по стратегии остается здесь. Те, кому интересно послушать об HR-стратегии, о внедрении стратегии через Kaizen инструменты, о стратегии маркетинговой, пожалуйста, и об экспортной стратегии, оставайтесь в этом зале после обеда. После обеда мы продолжаем в 2:30. Обед у нас 1,5 часа. 2 других зала будут в том же здании на 2-м этаже. Зал, который будет посвящен корпоративному управлению, будет разбирать кейсы по разработке и внедрению ESG стандартов и систем корпоративного управления. 3 кейса вы там разберете.
И третий зал будет посвящен теме привлечения финансирования. Тоже спикеров вы видели здесь. Пожалуйста, оставайтесь после обеда там. На втором этаже будет небольшой зал. То есть мы все разделимся на 3 группы. А во время обеда, для того, чтобы вы смогли с залом определиться, на столы мы поставим таблички с названиями тем. Спикеров попрошу сесть за стол с вашей темой, да, чтобы вы могли пообщаться и послушать друг друга, обменяться мнениями во время обеда тоже. Потому что я понимаю, что консультанты очень обычно говорливые. До обеда мы вам возможности сильно поговорить не дали между собой. Во время обеда, пожалуйста, общайтесь, обменивайтесь мнениями, знакомьтесь. Пожалуйста, пройдемте все на обед. Спасибо большое. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Yeah, I'm so bad, that's the truth. I guess you're digging the show. Open the door, you want some more. Вроде бы деньги не дешевые. К нам приходят и говорят: ой, у вас такие дорогие деньги. Ну, не секрет, все знают, да, что Российско-Кыргызский фонд развития предоставляет очень благоприятные условия по финансированию. Почему же идут к нам? Как вы думаете, есть у кого-то ответ? Да, пожалуйста. Да, спасибо большое. Развернутый ответ. На самом деле к нам приходят не за деньгами. Вот, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Наверное, вы встречались с клиентами, которые обращались к нам, и зачастую они рассказывают, что к нам другие, да, партнеры говорят: слушайте, что вы пошли в Европейский банк, такие дорогие деньги. К нам приходят не за деньгами, и мы всегда говорим: если вам нужны дешевые деньги, да, к сожалению, это не к нам. К нам приходят за экспертизой. Это уникальность нашего продукта, что освоить деньги гораздо труднее, чем их получить сейчас. Хорошо, рынок развивается, у нас, вы видите, да, условия, в принципе, легко сейчас стало получить, ну, у кого-то легче условия, у кого-то труднее, но через Европейский банк действительно труднее. Условия выставляет банк-партнер, это залоговое обеспечение. Вот как раз-таки я к чему это говорю, более подробно во второй сессии в 4 часа, после 4, да, я подробно расскажу, какие условия выставляют банки-партнеры, Европейский банк для того, чтобы получить финансирование. И те компании, которые обращаются к нам, идут к нам за деньгами, они идут не за деньгами, а за экспертизой. То есть у них есть возможность получить консультации, ну, за 1/4, да, как мы говорили, потому что это действительно до сих пор малый и средний бизнес считает, что консультации – это роскошь, да, не всегда могут позволить, и как раз-таки инструмент Европейского банка дает возможность, потому что покрывает 75% от стоимости консалтинговых услуг, приобрести услуги консультантов. То есть я уже подробнее пошла, но если коротко, любой малый и средний бизнес, да, кому 2 года, может к нам обратиться и получить субсидию примерно на 10 тысяч евро. Но если клиент обращается в банк за инвестициями, получает кредит, то эти субсидии растут до 100 тысяч и даже больше. Вот об этом я буду говорить, каким то, что вы отметили, это привлечение местных консультантов, это привлечение международных консультантов, это возможность получить программу Accounting Improvement Program, это улучшение автоматизации управленческого и бухгалтерского учета. И я просто хочу, это вот ролик у нас готовился на годовое собрание акционеров несколько лет назад, просто показать, какие проекты есть в Центральной Азии, да. Можно будет включить, пожалуйста, эту ссылку?
What do you know about Central Asia? It's a crossroads between China, Russia, and Europe. It's also so much more than that. A region of opportunity that might just surprise you. Last year, we invested $1 billion in Central Asia. Investments that are making an impact. Располагая такими новейшими технологиями, мы спасаем жизнь. Компьютерный томограф в данной ситуации в нашем центре проводит около 7000 обследований. Начала работать здесь и полюбила это место. Я рада, что в нашей стране открылся такой комплекс современный, инновационное новое место. Самый большой комплекс во всей Республике Таджикистан и во всей Азии в целом. The investment helped us to introduce innovative technology in the production of infusion solutions, which made them more affordable and at a high quality. Rapid development, connectivity, and economic growth. This is Central Asia. It's time to be surprised. Спасибо. Ну, это вот наши разные проекты. Вы можете увидеть, да, что в разных странах абсолютно разного масштаба компании. Наверное, вы узнали, да, нашу ЮРФА, диагностический центр ЮРФА, также является клиентом Европейского банка. И вот, если у вас будут вопросы, When we started talking about Fabrica being on this location, they didn't believe that people would come here. Финансирование в течение 3-5 лет, да? Это требуется время, когда компания начинает с малого, может быть, это в форме частного предприятия, да? Какие-то внедрения стандартов качества, по маркетингу. 6-7 years ago, this part of Tbilisi wasn't really popular for any kind of activities. All the things were happening on the right bank. After opening Fabrica, we saw a very big impact on the neighborhood as a lot of new businesses and economic activities popped up around. People started to come here. It was a black spot in the district, and right now it's a very lively and open space for anyone who wants to visit. Мы приглашаем вас пройти квалификацию, да, и узнать, как же есть возможность легче привлекать клиентов. In the post-Soviet countries, we have a lot of industrial buildings, and we see that how these buildings can be reused in a way that it could have a positive impact on the surrounding. After opening up Fabrica, we saw that we want to reposition our company not only as an architecture, but also placemaking company who works on the placemaking, thinking of how the areas could be redeveloped. Мы тогда непосредственно, после того, как проводим Адимал, непосредственно переходим к сессии нашей, к сегодняшней нашей сессии в этом зале. Тема нашей сессии называется «Сила стратегии». Как вы знаете, стратегии развития, коллеги-консультанты, мы все работаем с разными предприятиями, с малыми, с большими, с крупными, со средними, да? И каждое предприятие, оно имеет в утвержденной форме, может быть не в утвержденной форме, может быть как документ, да, свою стратегию развития на определенный период. Согласны с этим? И вы с этим все встречаетесь, вы работаете с этим, может быть, части стратегии какие-то вы в своей работе реализуете. И, как вы знаете, по структуре стратегии у нас идет сначала что? Миссия, видение, ценности каждой компании. Даже маленькая компания, даже маленькое предприятие имеет стратегию, если даже не в утвержденной, в расписанной форме,
в голове предпринимателя какая-то стратегия развития есть на определенные годы. И вот и первое, с чего начинается по структуре стратегии, первое начинается с миссии, ценностей, целей основных. И далее идет организационный план, план маркетинга и дальнейшие планы. Поэтому для первого выступления я приглашаю сюда Анатолия Фиськова. Анатолий сегодня поделится с нами, на сцену, пожалуйста. Да. Спасибо. С нами инструментом разработки стратегии, который, ну, если я правильно понял, который называется Hoshin Kandri. И он хочет представить этот инструмент в качестве практического упражнения. Пожалуйста, вам слово. Всем добрый день. Я рад вас приветствовать в столь прекрасном райском уголке. Иссык-Куль — это, конечно, источник силы. И, надеюсь, сегодня эта сила нам понадобится для того, чтобы мы... Сколько у нас времени есть, кстати? Сейтек, сколько времени у нас есть? 40 минут. У нас есть 40 минут, и мы за 40 минут должны разработать документ, который позволит дальше продвигать наши идеи. Ну, а вы, естественно, познакомитесь с великолепным инструментом, который с успехом используют все японские компании. Вот. И я думаю, что многие влюбятся и возьмут себе его на вооружение. Итак, я... Так. Окей. Вот так. Ага. Так, меня зовут Анатолий Фиськов, я сам из России, но вот уже 14 лет живу и работаю в Алмате, в странах Центральной Азии, то есть бывший производственник и сейчас уже вот 19 лет консалтинга. Это вот компании, с которыми я работал в России, это компании, с которыми я работал в Казахстане, это компании, с которыми я работал в Кыргызстане, в Узбекистане, и еще есть опыт работы в Таджикистане. Вот. О чем поговорим? Я буквально за 10 минут, надеюсь, расскажу об ключевых моментах инструмента Hoshin Kandri. Вот. Мы посмотрим, как эта методика работает на примерах моих проектов. Здесь я их предложил. И также мы на практике отработаем этот инструмент непосредственно уже применимо к нашей конференции. Возражений нет? Тогда начинаем. Итак, сначала я о себе рассказал, теперь давайте расскажите вы о себе. Я так понимаю, все здесь консультанты. Есть кто не консультант? Ага, есть. Хорошо. А есть те консультанты, которые не работали с инструментом или со стратегией, разработкой стратегии предприятия? Есть такие? Не работали? Есть? Все работали, все знали? Не слышу. Не работали или работали, все знаете, умеете? Не работали. Ну, есть те, которые не работали? Есть, да? Ну, отлично. Это новая возможность для вас получить новую компетенцию, с чем я вас и поздравляю. Итак, значит, я знаю, что вы теперь, с кем мы имеем дело, да, то есть по разработке стратегии понятно. Ну и вот те, кто уже работал в стратегии, вы уже понимаете, с какими трудностями вы сталкивались, разрабатывая стратегию предприятия. Можете буквально 2-3 трудности сказать, с которыми сталкивались? Ага. Есть компании, у которых вообще нету стратегии, да? Почему? Потому что, ну, так скажем, компания, она нет стратегии. Второе, нет конкретных шагов по развитию. Вот. Если нет стратегии, если компания не знает, то она не может развиваться. Раз. Отлично. Действительно, это все так. И для того, чтобы у нас, как Сейтек уже презентовал в начале, что типа каждая компания должна иметь свою стратегию, да, то есть иметь миссию
иметь видение, образ будущего, куда она придет, иметь ценности мировоззрения, да, то есть что она будет в этот мир вносить, иметь цели, естественно, куда прийти, когда прийти и сколько нужно заработать. Да? Ну а стратегия, как мы этого всего будем достигать. Но я уже работаю со многими предприятиями, могу сказать, что не факт, что нужна стратегия вообще предприятию, не факт, что нужна миссия. И часто мы приходим, предприятие успешное, бизнес работает, а у них нет ни стратегии, ни миссии, ни видения, ни ценностей. Но они как-то вот первое время работали, потому что первое время, да, это вот как раз формирование компаний. С этого все начинаются. На этом этапе, в принципе, самое главное, да, то есть завоевать рынок, показать продукт, сформировать команду. И уже когда начинается бурный рост, да, то есть после этого начинаются вопросы, а что дальше, а как двигаться? И здесь возникает вопрос, да, то есть вот стратегии развития предприятия, и она у нас реализуется вот по спиральной динамике. Надеюсь, вы это тоже этот инструмент знаете. Вот. Но есть еще немаловажный фактор. Прежде чем мы будем разрабатывать стратегию, мы должны понять вообще, а собственники кто? То есть они бизнесмены, они реформаторы, они миссионеры, кто они вообще, да, то есть и в зависимости от того, кто они, мы и дальше будем выстраивать стратегию взаимодействия с ними, да, то есть для того, чтобы выстроить работу на предприятии. Почему? Потому что бесполезно с бизнесмена спрашивать миссию, видение, им это не нужно. Им деньги давай, да, то есть и лучше вчера, и чем больше, тем лучше. Поэтому оценив уже, будем говорить, предприятие и тот уровень развития, на котором мы находимся, мы, естественно, начинаем задавать вопросы и спрашивать, а как оно работает. Ну и, как правило, как уже было сказано, не все предприятия, особенно на начальном этапе своего развития, имеют стратегию. И бизнесмены, руководители, собственники вообще на первом этапе они полностью включены в процесс работы, операционной работы предприятия, и на каком-то этапе у них начинает уже шкалить голова, да, то есть он не может и думать и о развитии рынка, он не может думать о развитии продукта, и при этом, да, то есть управлять операционной деятельностью предприятия. И это большая проблема для него. Второе. Многие, наоборот, посмотрели на нас, что модно иметь миссию, видение, давай быстрее консультанта, они им нарисовали все, да, то есть в хороших терминах, да, то есть, но это так и на стенке и осталось висеть, да, то есть сотрудники не понимают, зачем это нужно, к чему это ведет, то есть вся стратегия, она никак не встроена в операционную деятельность. И с этим тоже часто приходится встречаться. Ну и даже если есть стратегический план, часто бывает так, что никто его не знает, и в принципе к нему возвращаются только либо в конце года, либо там раз в квартал, в лучшем случае. То есть план не работает. И поэтому, чтобы люди были вовлечены в деятельность предприятия, были вовлечены в бизнес, да, то есть нужно сделать так, чтобы стратегия начала работать. И для этого есть великолепный инструмент Хосинг Анри, да, то есть который как раз позволяет контролировать ход реализации стратегии, вовлекать в деятельность предприятия всех сотрудников и все подразделения и координировать эту деятельность между всеми подразделениями и самими сотрудниками. Ну а если перевести Хосинг Анри, то это стрелка компаса направлена, то есть направление или курс, да, то есть или стрелка, да, это Хо-Син. А вот Канри, да, то есть это как раз вот и результат, к которому мы должны прийти. То есть контроль, управление, логика достижения поставленных целей. То есть это про Хосинг Анри. И вот когда есть цель,
то средства всегда находятся. Если нет цели, то нет ни стратегии, нет ни тактики и нет результатов. Поэтому все, что мы делаем в Kaizen, что мы делаем, применяя инструмент Hosting Henry, мы определяем ключевые направления, которые действительно позволяют на этом этапе развития предприятия определить красные нити, да, то есть за которые потянешь, и бизнес начнет выстраиваться в нужном направлении для собственника и в лучшем направлении для всего коллектива. Ну и, как я уже говорил, мы определяем, на каком этапе развития находится компания, да, то есть и именно для этого этапа определяем набор инструментов, да, то есть ту же маркетинговую политику, кадровую политику. Многие из вас видели, заходя на проекты, что есть кадровая политика. Я только на крупных предприятиях, на которых вот в России работал, только там есть кадровая политика. А на мелких предприятиях в странах Центральной Азии практически ни на одном предприятии, да, то есть вообще роль кадровика, HR, у меня будет коллега выступать после меня, да, то есть она вообще как бы возникает только когда шишек набьют или когда уже людей нет. Вот, поэтому прежде чем приступить к развитию стратегии, вот именно в Hosting Henry существует так называемая президентская диагностика. Это непредвзятый взгляд собственника, да, на ту ситуацию, с которой сегодня сталкивается его компания. Вот, то есть мы определяем критерии оценки, определяем шкалу оценки результата по тем или иным направлениям, ну и проводим оценку на текущем этапе развития. Каким образом это проходит? Вот вы видите, это как раз набор критериев, это оценочный, оценка текущего состояния этого критерия, ну и плюс, естественно, инициативы, а что делать, вот, если этот критерий очень низкий. Ну и в целом выстраивается вот такая круговая диаграмма, которая показывает, где сегодня провальные зоны, где сегодня зоны роста и где сегодня фокус требует фокусировки для того, чтобы предприятие вышло на другой уровень развития. Ну и постулат любой деятельности, да, и жизни человека, и жизни бизнеса, да, что будущее никогда не наступит, если мы не начнем к нему двигаться каждый раз постепенно, шаг за шагом. Вот. И поэтому мы для себя определяем цели, это нам четко и понятно, да, то есть чего хотим. Да? То есть когда цель есть, тогда и можно ожидать результата. Нет цели, нет результата. Поэтому многие предприятия и собственники хотят успешный бизнес, да, то есть, но они не знают, а сколько они хотят заработать. Я вот только что с проекта приехал, да, то есть предприятие выпускает продукцию, на одно изделие у него уходит полтора дня на изготовление, да, то есть и при этом он еще вкладывает деньги для того, чтобы содержать всю свою команду. То есть ничего не зарабатывает вообще. Я говорю, зачем тебе такой бизнес вообще? Нет, ну я же вижу перспективу. Супер, что собственник видит перспективу. Поэтому да, он ставит цель. Мы эту цель разработали и сказали, что если сегодня ты делаешь за одно изделие за 1,5 дня, то в ближайшей перспективе ты должен, чтобы реально добиться результата, да, то есть ты должен таких изделий выпускать 8 в день. Чувствуете разницу, да, то есть одно за 1,5 дня и 8 в день. То есть поэтому, естественно, нужны методы, инструменты, чтобы этого добиться. Вот пример российского предприятия, как они доводят информацию по стратегии до подразделений, до каждого работника. Ну, а цели, вы знаете, они все смартуются, то есть они должны быть реалистичные, амбициозные, они должны иметь сроки исполнения, да, то есть они должны быть измеримы, как минимум, да, то есть и достижимы. Ну и когда есть цель, то к этой цели можно прийти разными методами, разными способами, и поэтому следующий шаг – это составление дерева цели компании. Но дерево-цель компании, она в первую очередь отталкивается от миссии, видения, от чего, к чему мы конечно хотим прийти. Вот, и разделяется на направления, связанные с рынком, связанные с продуктом, связанные с процессами и персоналом, конечно же. То есть все должно быть сбалансировано, да, и учитывать текущее состояние
бизнеса. Ну вот пример, как подобное дерево цели выстраивается. Вот, и еще один момент, все цели должны быть сбалансированы, то есть не должно быть противоречия. Достижение одной цели не должно противоречить реализации другой цели. То есть все должно быть взаимоувязано. Ну и на основании уже вот этих ожиданий составляется дорожная карта по реализации инициатив со сроками, с графиками, да, то есть по каждому направлению бизнеса. Вот опять же живой пример одного из проектов. Это пример декомпозиции цели, когда цель высшего уровня, да, то есть ставится. То есть разрабатываем и утверждаем планы, да, то есть и мониторим показатели. Ну, галопом по Европам это так. Что-нибудь осталось, нет? Ну, я думаю, что сейчас останется больше, потому что мы сейчас будем практически делать то, что мы с вами говорили. Значит, практически что будем делать? Мы будем говорить о нашей конференции. Кто у нас владелец процесса конференции? Кто организатор? Валентина или Ситек? Ага. Вы вдвоем. Ну хорошо. Значит, тогда вопрос. Стратегия есть какая-то развития дальнейшей конференции? Есть, отлично. Она зафиксирована где-то? Хорошо. То есть возможность великолепная это сделать прямо здесь и сейчас, используя инструмент Hosting Canary. Супер. Значит, смотрите, давайте правила работы. У нас сколько времени-то осталось, Ситек? 20 минут. Ну, почти уложимся. Значит, у нас есть человек на тайминге, который будет отслеживать, чтобы мы уложились. Это будет у нас Бегимай. Да? То есть она будет на секундомере, и, пожалуйста, ее слушайте, она по времени самое главное. Второе. У нас будет Ленара. Она будет записывать то, что вы говорите. Прямо вот сюда прям приходите, Ленар, и будете помогать. Значит, у нас будут эксперты в области проведения конференции. Так, эксперт все-таки Валентина, а Ситек будет у нас владелец процесса. Ну, вы же хозяин, то есть Ситек, но мы же не можем у вас пальму первенства отнимать. Валентина, вы не ревнуете, нет? Все, она не ревнует. Вот, то есть они будут у нас руководить процессом. Потому что стратегию мы не можем разрабатывать, да, то есть если все в нее не вовлечены. Нам нужны стейкхолдеры. Кто заинтересован в том, чтобы такие конференции происходили? Значит, у нас стейкхолдеры кто? ЕБРР. У нас ЮСАИД. Саид, вы у нас стейкхолдер. И у нас Гульсум. Она у нас тоже стейкхолдер. Вот. Так, все, команда у нас определена. Все есть. Теперь для всех общее правило. Первое. Говорим по одному. Говорим один вопрос, обсуждаем и одно предложение за один раз. Вот. Одна мысль высказывается за один раз. Не больше, но только в пределах одной мысли. Вот. По каждой теме у нас выступление 1 минута. То есть и при этом, учтите, должны сказать все. Готовы? Поехали. Итак, на каком этапе развития конференция у нас находится сейчас? Сейчас пока не пишу. На каком этапе? Где мы сейчас? На этапе становления или бурный рост у нас? Этап становления. Все отлично. Вот здесь напишите. Становление. То есть, понимаете, мы становимся, мы только-только набираем обороты, поэтому не должно быть неоправданных ожиданий у наших стейкхолдеров. То есть мы хотим быть лучшими, но это чуть-чуть попозже. Разобрались, отлично. Двигаемся дальше. Миссия нужна конференции или, может быть, есть она, мы не знаем? Есть? Ну давайте, какая миссия конференции, говорите? Так, дайте, пожалуйста, Елена, можно вот передать микрофон? Ленара, вы у нас в другом процессе заняты. Ага. Так, время пошло. На один ответ 1 минута. Ага, давайте.
Итак, консолидация профессиональных объединений консультантов в регионе Средней Азии. Все, давайте. Консолидация и объединение консультантов в Центральной Азии. Правильно? Ну, профессиональных объединений. Угу. Так. Хорошо. Миссия есть, супер. Ну, конечно, мы должны понимать, что если мы действительно сюда для этого приходим, ну, у нас должно это было где-то написано, как минимум, да? Вот. Поэтому это зона нашего роста, и мы на будущей конференции это обязательно учтем. А есть у нас видение, где или когда или как будет проходить конференция через 5 лет? Может кто-нибудь сказать? Да, конечно. Через 5 лет конференция пройдет в Майами. Приглашаем. Супер. Так. Да. То есть видение – это описание идеального состояния нашей команды и нашей организации в будущем. Анатолий, добавлю, потому что мы хотим эту конференцию сделать международной в более широком смысле слова. То есть в течение первых 5 лет это будет международная центральноазиатская, а дальше нам просто придется выйти на большой рынок. Перерасти, да, то есть Центральную Азию и выйти на мировое пространство, правильно? Да, ну даже если это будет центральноазиатская конференция, все равно нам нужно туда съездить, посмотреть, как там люди живут. И мы так, видение. Уже, в общем, Значит, запланировали. конференция в Майами и статус не Центральная Азия, а международная конференция. Ага. Все, разобрались с видением. Мы прямо так вот с консультантом приятно работать, с лету все. Так, теперь ценности, какие продвигает конференция. Для тех, кто не знает, что ценности, это некая кредо, взгляды, обещания, личное мировоззрение, то есть некие предельные ориентиры, на которые мы должны ориентироваться, или признаки качества жизни. Ну, у нас есть CTEC, да, то есть у нас есть кодекс консультантов, мы его, конечно, ну а для конференции есть у нас какие-нибудь ценности вообще? CTEC. Какие? Есть ценности. Давайте. Есть. Первое — объединение консультантов. Второе — это, как уже было сказано, что еще раз? Устойчиво. Первое — получается с помощью консультантов продвигать устойчивые проекты. Ценность — это про отношения и про жизненные ориентиры. То, что вы говорите, это больше про делание. Не имеется в виду устойчивое развитие вообще бизнеса в целом. Устойчивое развитие, ценность. Ну давайте, устойчивое развитие. Хорошо. Ага. Все отлично. Разобрались. Стратегии развития конференции, кто скажет, есть вообще какие-то? То есть как мы будем развивать нашу конференцию? Кто? Валентина, пожалуйста. Мы будем развивать ее, увеличивая количество участников, во-первых, но не расширяя это слишком, да, потому что это должны быть консультанты, которые, во-первых, уже созрели для того, чтобы объединяться и коллаборировать, зрелые, опытные консультанты, вокруг которых, то есть те консультанты, которые являются ячейкой консалтингового общества, каждый в своей стране. Это наша целевая аудитория. Или вопрос был, я извиняюсь, что был вопрос? Тогда вот то, что я услышал, это больше, наверное, про конечный результат, какой мы хотим достичь. Так, нет? Конечный результат – это как можно больше коллаборации между консультантами из стран Центральной Азии. Ну тогда давайте мы тогда цель сразу и запишем. Как можно больше – это сколько? Потому что цель – это сколько грамм вешать. Нет, у нас цель просто каждый год проводить конференцию и каждый год количество стран увеличивать. В этом году у нас Монголия, например, участвует, да, из стран слушателей. Во-первых, завоевать сначала русскоязычную аудиторию, потому что у нас конференция проходит пока только на одном языке. После того, как мы русскоязычную аудиторию охватим, мы будем думать о том, чтобы делать двуязычную конференцию, но это пока еще не факт. То есть сначала ежегодно добавлять по одной стране русскоязычных из русскоязычной территории. Все понятно. Время, не забываем, что у нас одна мысль за один раз, и у нас 1 минута на одну тему, потому что слишком мало времени. Так, много информации было. Давайте, что у нас в сухом остатке? Цель. Значит, двуязычная конференция, да? Или двухязычная конференция, да? То есть постоянный рост участников, цель, да? То есть ежегодное проведение. И прирост каждый год на сколько?
на одну страну, а на количество какой процент берем? Ну давайте посчитаем прямо здесь сейчас. У нас уникальная возможность. Вы понимаете, здесь в Иссык-Куле все сбывается. Сколько скажете, столько и произойдет. Вам больше не надо. То есть вам стадион не нужен. Кто против стадиона? Так, стейкхолдеры что скажут? Нам нужны стадионы из консультантов? А? Не нужны нам стадионы? Для региона нормально. Так, хорошо. Ежегодное проведение. Количество участников до 150. Да? Хорошо. Пожалуйста. Вот. Микрофон. Ага. В течение 5 лет количество реализованных проектов, это 100 проектов, да, с результатами получается. Ух ты. Количество реализованных проектов в течение 5 лет, реализация 100 проектов получается. Это совместных проектов или каких? Совместных проектов. Это по центральной цель Азии. еще у нас реализация совместных. То есть это вот коллаборация, про которую Валентина говорит. То есть мы не просто собираемся обменяться опытом и знаниями, да, то есть мы еще своими наработками и клиентской базой, условно говоря. Ну это вообще супер. Ага, пожалуйста, передайте. Ага. У нас свободный микрофон. Спасибо. Не, может, вы имеете в виду реализацию, то есть презентация реализованных проектов вот на таких ивентах в будущем? Вот сегодня на сессии, на пленарной сессии по привлечению инвестиций Чингис показывал реальные проекты, да, которые успешно были реализованы. Да? И я хочу, чтобы в течение 5 лет мы сделали 100 таких проектов. Да? Ну все, записали. Цель записали. Да. 100 проектов. Реализация совместных проектов. 100. Это за 5 лет. Проектов, да? либо, может быть, если это завершенные, может быть, кейсов. Ага. Успешных кейсов или завершенных кейсов. Успешных кейсов. Ну, я не знаю, у ЕБРР, наверное, там больше уже сотни. Ага. Так, хорошо. Так, следующее у нас со стратегией все разобрались. Так, теперь у нас какие инициативы мы будем использовать, да, то есть вот теперь стратегия у нас, цель понятна, рост участников, вопрос стратегия за счет чего? То есть как мы будем добиваться прироста участников? То есть стратегия, это вот сюда записываем, 1, 2, 3. Ага. Давайте. За счет чего будем прирастать в количестве участников? Дело в том, что вот мы первую конференцию уже в Алмате проводили, вторую здесь, да? Нас поддерживает ЕБРР Алматинский, ЕБРР Кыргызстанский офис. Теперь мы будем привлекать ЕБРР в других странах Центральной Азии, потому что, ну, честно признаться, консультанты сами не в состоянии оплатить такое мероприятие. Если бы не наши спонсоры, это мероприятие стоило бы хотя бы в 3 или в 5 дороже. Ну, потому что рынки у нас То есть еще пока стратегия свежие. расширения пула стейкхолдеров. В первую очередь через стейкхолдеров, Давайте. да. Первое, расширение пула стейкхолдеров. Угу. И, наверное, какую-то работу, да, то есть со стейкхолдерами. Так, следующее. У нас количество участников, чтобы у нас... Не, вот это вот сюда. Вот стратегия, вот она. Ага, вот сюда. Значит, ежегодное проведение, но это к этому. Количество участников как будем приращивать? У нас что-то одна Валентина, а остальные у нас вы с нами, нет? Кто был в прошлом году на конференции? Руку поднимите. 1, 2, 3. Да. Первый раз. Ну вот тем более те, кто первый раз пришли, ну вы скажите, вот вы же сюда пришли по зову сердца. А вот на следующую конференцию, что бы вам помогло, да, то есть сделать выбор, когда вот будет объявление, и вы уже сказали, все, это было в прошлом году, был вообще кайф, в этом году будет еще лучше, похоже. Что нужно? Отзывы, да, то есть это вот, как мы это назовем, кто у нас продвижением занимается? Есть у нас? Промоушен, давайте, продвижение. Угу. Продвижение идей конференции, продвижение опыта, да, то есть конференции, промоушен. Хорошо. Что еще?
для того, чтобы у нас совместные проекты реализовывались. Кроме спонсоров. Ага, вот у нас ЕБРР скажет. Еще хорошая стратегия – это recognition хороших самых каких-то проектов в каком-то направлении, то есть какой-то соревновательный эффект, если будет. С каждой страны, или с каждого объединения профессионального. О, проведение конкурсов на конференции. Делегировать лучшие кейсы. Чего-чего? Все понятно. Давайте. То есть конкурсы и не просто конкурсы, награждение, да, то есть обязательно на конференции тусовка это хорошо, но отметить лучших это еще лучше, да, то есть супер. Вот. Так, еще что у нас? Все, достаточно пока. Так, по успешным кейсам, ну это вот мы награждать будем. Так, хорошо, теперь расширяться будем за счет чего? Да, то есть какую тактику на расширение у нас мысли есть? Давайте. Там микрофон, что ли, не включен? Мы не слышим вас. Ага, все. Для расширения и для увеличения числа, ну, так скажем, участников мы будем пользоваться инновационными технологиями. Да? Ага. Вот, например, искусственным интеллектом? Искусственный интеллект, зеленые технологии, те тренды, которые, каждому консультанту нужно быть на шаг впереди, да, получается? Ага. Ну, если на шаг впереди, то есть каждый консультант должен обладать кайзен знаниями, да, то есть и обладать кайзен философией, которая говорит о том, что если вы сегодня не стали лучше, чем были вчера, то вы сегодня день зря прожили. Как говорится, в бережливом производстве постоянное совершенствование. Да. То есть тогда у нас стратегия, да, то есть это постоянное развитие консультанта. Да. То есть вот здесь давайте мы как стратегию напишем. Ага. Так, что еще у нас? Ага. Значит, тактика. Ну вот награждение это, наверное, все-таки в тактику. Мы зря. Промоушен. Это вот в промоушен конкурсы. Вы просто введите и сюда. Ага. Согласны? Нет, вот это вот так. Угу, вот это сюда. То есть, видите, часто у нас, когда мы разрабатываем стратегию, еще раз говорю, это здесь мы с вами консультанты, да, то есть у нас такой небольшой сумбур. А когда на предприятиях ты работаешь, то там вообще полная каша у них в голове, да, то есть стратегия, тактика, цели, миссия, видение, то есть там смешались в кучу кони люди. Поэтому наша задача, да, то есть зерна от плевел отмечать. Поэтому вот промоушен – это продвижение, а продвижение за счет чего? Конкурсов, награждений, да, то есть и активизации вот этих всех мессенджеров, да, то есть какие у нас существуют сейчас. Что еще? Угу. Так. Какие еще есть идеи в части... Так, цели можно написать вот здесь. 100 проектов, 150 участников. Ага. 1 раз в год. То есть 3 цели. 100 проектов, 150 участников. Угу. И 1 раз в год. Ага. Да. Мы завершаем уже. Так, у нас теперь остались процессы, то есть за счет чего мы будем добиваться вот этих результатов, да? То есть и кто в этом участвует? Можно? То есть у нас команда по продвижению конференции, она у нас стабильная или мы будем постоянно привлекать новых консультантов? Ситек? Стабильно, да? Угу. То есть тогда у нас вот тут Ситек. Угу. Владелец процесса Валентина. Угу. Кто еще? Вот. И вопрос, да, то есть как мы будем, то есть это в первую очередь анализ каждой конференции, результатов конференции, да? То есть анализ. Анализ плюс весь мир должен знать, да, то есть конференция прошла, что в сухом остатке, да, то есть аналитика какая-то должна. Да? То есть плюс отчет в сети, да? То есть весь мир должен знать.
Ага. Что еще в части стейкхолдеры, господа, вы что бы хотели в сухом остатке видеть, что вот конференция прошла, и вы не зря деньги вложили, да, то есть кроме проектов, которые здесь возникли, что еще для вас важно и ценно вот от консультантского сообщества? Дайте, пожалуйста, микрофон, вот у нас еще ЕБРР. Ага. Надо поставить какие-то четкие KPI. Это в результате вот этих 100 проектов условно, сколько было привлечено инвестиций, сколько было создано рабочих мест. Чтобы... То есть отчет стейкхолдерам, да? Да. Какой трансформационный эффект был от наших сходок, собраний, тусовок и так далее. Отлично. Итак, господа, мы как бы прошли путь, то есть от цели, да, то есть от миссии, видения, и прошли путь цель, стратегия, тактика и результаты, показатели. Теперь для того, чтобы быть точным, у нас время подходит, для того, чтобы понимать, что у нас все сбалансировано, мы точно должны понимать. Вот если цель у нас 100 проектов, чтобы у нас было, да, ежегодно, вот это вот промоушен поможет нам добиться этой цели? А? Поможет. Угу. Так, а как он, сильно поможет или средний? А? Существенно, тройка. Так, значит, по этой цели тройка. Значит, теперь для того, чтобы 150 участников у нас появилось, то есть расширение и награждение, стратегия, что тут не дописали мы, стратегия. Развитие, вот, стратегия развития консультанта, да? Постоянное развитие. То есть если у нас каждый консультант будет нацелен на то, чтобы развиваться, да, то есть если мы это будем как-то помогать это реализовывать, да, то есть мы можем это оценивать, условно говоря, год прошел, мы все пришли и сказали, вот смотрите, год, да, то есть у меня там 5 новых компетенций, у этого 10 новых компетенций, то есть мы это собираем и говорим, ребята, год прошел, смотрите, благодаря нашей конференции, да, то есть консультантского сообщества Центральной Азии нарастило компетенции по там, 20 направлениям. Это показатель. То есть тогда тоже существенно, да? Вот. Ну и активизация, пиар, совместные проекты, да, то есть это тоже как бы поможет в реализации наших поставленных целей. То есть мы идем от цели через стратегию к тактике и процессы каждый. То есть мы не забываем конференцию после того, когда разъедемся, да, то есть мы постоянно работаем над тем, чтобы у нас, да, то есть какие-то активности проходили. И для этого у нас есть команда, да, то есть и мало того, что команда, мы еще должны постоянно эту команду пополнять. То есть показатель, вот именно показатель процессный, это увеличение команды. Не развитие ее, а именно увеличение. И это будет качественный показатель того, что конференция действительно востребована и она интересна. Правильно? Согласны? То есть рост команды. Ну, в общем, в целом все. Мы закончили работу. Устали, нет? Все, спасибо за работу. Спасибо большое. У меня. Спасибо. У меня только один вопрос. Вот Хосхин Кандри, это вот суть. Суть это фокус на результат. Спасибо. Спасибо большое. Фокус на результат у нас. По результатам сегодня нам объявит в конце речи. Не слышно, да? По результатам сегодняшней конференции Валентина нам объявит, мы уже собираем этот слайд. Следующего спикера я хочу сюда позвать, следующим спикером Бахтияра Мухаммед. У него очень такая интересная тема. Есть ли жизнь после консалтинга?
во что может перерасти консалтинговый бизнес? Бахтияр, вам слово. Всем привет. Все мы консультанты, ну, большинство из нас. И я, наверное, затрону разные темы и буду рассказывать как и про деятельность консультантов, также и про действительно, во что может перерасти консультационная деятельность. Можно кликер? Слышно, да? Так лучше? Окей. Стратегический квадрат. Сегодня, наверное, я буду рассказывать именно про кейсы, не только про кейсы, которые в том числе и я делал личные, но сегодня я постараюсь ответить на два важных вопроса. Что такое стратегия, сколько их есть и вообще как развиваются не только клиенты наших консалтинговых проектов, но и сами консалтинговые компании. Очень кратко расскажу о себе. Меня зовут Бахтияр Мухаммед, мне 34 года, из которых 14 лет последние я посвятил консалтингу, стратегии позиционирования. Я работаю партнером по Центральной Азии в международной консалтинговой компании Trout & Partners. Чуть позже расскажу в следующем слайде о нашей компании. Совокупный опыт мой – это свыше 100 кейсов по Центральной Азии. И моя компетенция – это разработка и внедрение стратегии позиционирования. Очень коротко расскажу о нашей компании. Основатель компании является Джек Траут. Поднимите руки, кто знает это имя. О, 4-5 человек. Это уже хорошо. Значит, вы читали книгу «Маркетинговые войны» как минимум. Вот, это основатель нашей организации. В 1969 году была основана эта компания. И по сей день, то есть уже больше 50 лет. Да? За это время наша компания уже свыше 1000 успешных кейсов есть по всему миру. География нашей компании, мы работаем по всему миру. Есть 25 партнеров и 25 регионов. Вот мой регион – это Центральная Азия. Есть у партнеров там регионы Западная Европа, Восточная Европа, Россия, там, допустим, есть Северная, Южная Америка и так далее. То есть вот так мы поделены, да? То есть на 25 регионов. У каждого есть свой регион, мы в нем работаем, развиваем стратегии позиционирования. А можно вот этот вот? Да, все, спасибо. Вот. И по рейтингу мы входим в топ-10 консалтинговых компаний в мире. С текущим президентом компании является Дэнг Дулонг, потому что в 2017 году Джек Траут, к сожалению, ушел из жизни. Вот. Ну и это половина нашей компании, не все присутствовали. Это вот буквально в апреле в Шанхае, в штаб-квартире мы проводили встречу. Вот это вкратце наша компания. Все, хвастаться, наверное, уже буду кейсами. Давайте поговорим про стратегический квадрат. Это то, что как раз-таки автор этого стратегического квадрата является Джек Траут. На самом деле здесь есть очень много дискуссий о том, вообще сколько есть маркетинговых стратегий. Да? У каждого в голове есть там десятки, а может у кого-то сотни вариантов стратегий. У каждого есть свое понимание стратегии. Я сегодня не буду оспаривать это, просто расскажу видение именно как нашей компании, как мы это видим. Всего есть 4 стратегии. Вот, он называется стратегический квадрат. Это 4 стратегии: оборона, наступление, фланг и партизанская стратегия. И как вы видите, это стратегии, взятые не из маркетинга и вообще не из бизнеса. Да? То есть больше похожи на военные технологии. Да? Слова как стратегия, тактика, захват рынка, да даже слово конкурент, оказывается, является именно военной терминологией, что как оказалось. Поэтому в нашем понимании маркетинг произошел от военных технологий, от военного искусства. Поэтому если вы читали такие книги, как, допустим, о войне, да, Карла фон Клаузевица, или же там, может быть, это какие-нибудь там китайских авторов типа Сунь Цзы, да, и так далее, все здесь отражено. Поэтому и самая знаменитая книга Джека Траута называется «Маркетинговые войны». По каждому из этих стратегий, по каждому квадрату я расскажу минимум 2 кейса. Это как глобальные
международные кейсы, так и локальные. Для начала определения еще, вот, кстати, по статистике, это, кстати, уже по данным таких компаний, как Forbes, NASDAQ, да, и так далее, то есть как мы определяем лидера рынка, да? Если компания владеет как минимум от 40% и выше, то он считается лидером на рынке. Чаще всего, всего есть 3 места. Есть первое место, 40%, есть второе место, которое занимает 20%, да? И есть третье место, которое занимает всего 5%. Вот это топ-3 компании. Остальные 35% занимают уже 35%, да, занимают уже все оставшиеся игроки. Условно, если 20 игроков на рынке, то первое место занимает 40%, второе 20%, третье 5%, и остальные все 17% занимают 35%. Конечно, на каждых рынках по-разному идет, но если в среднем усреднить по всему миру, это вот такие вот стандарты. Исходя из этого, можете, в принципе, у себя на рынке посмотреть своих клиентов. Вот так и определяются, в принципе, места распределения. Давайте я расскажу немного про оборонительную стратегию. Оборонительная стратегия, она, по сути, это стратегия лидеров, исключительно лидеров рынка. В книге «Маркетинговые войны» есть очень классное сравнение. Как вы думаете, вы же все слышали про историю 300 спартанцев, правильно? Поднимите руки, пожалуйста, кто слышал. Круто, да, практически все. Очень вкратце, да, перескажу. Там 300 воинов успешно, практически неделю, отражали войско в 200 тысяч персидских, да, воинов. В чем была их главная, как бы, скажем так, причина их успеха? Вопрос к вам, ну, всем. Стратегия, да, но в чем именно? Да. Все правильно, да, все правильно говорите. Это Фермопильское ущелье, да. Да. И тогда уже преимущество в войске, то есть в количестве, уже нивелируется, правильно? Это уже не нужно будет. Да. Сжигание мостов, вот эти корабли, когда они сожгли, пути отступления уже не было. Они уже как бы, ну, результат был, цель конкретно была поставлена. Выиграть войну. Именно так, да. Конечно, можно представлять, что, как вы здесь сказали, что был сильный дух, да, воинский дух, там, не знаю, крепкие щиты, острые мечи, там, и так далее. Можно сколько угодно об этом говорить. Но если бы, представьте просто, что если 300 спартанцев вышли бы в открытое поле против 200-тысячной армии, они бы смогли бы простоять с ними? Нет, правильно? Это же логично. Поэтому они, учитывая свои ресурсы, учитывая сильные стороны своих противников, они выбрали правильную стратегию. В бизнесе то же самое. Если у вас есть ресурсы, если у вас есть инвестиции, если у вас есть партнеры, если у вас есть все необходимое для того, чтобы стать лидером на рынке, вам не нужна стратегия. Ну, особо задуматься об этом зачем, правильно? Вы просто покупаете рынок, вы просто количеством и средствами, всеми этим просто ресурсами давите своих конкурентов и просто забираете лидерство. Ну а что делать, когда у вас ограниченные ресурсы? Как у спартанцев было. Поэтому именно когда у вас ограниченные ресурсы, очень важно применять правильную стратегию. И стратегия оборонительная именно про это. Давайте рассмотрим на примере компании Coca-Cola. Это глобальный кейс. Компания Coca-Cola номер 1 во всем мире на рынке прохладительных напитков. Они очень четко понимают свою аудиторию, они четко понимают своих клиентов. И что самое важное, у них есть мужество атаковать самих себя. Они создали титульный продукт Coca-Cola для семей, да, основная целевая аудитория. Далее мы смотрим, есть Fanta. Fanta тоже продукт Coca-Cola. Многие об этом не знают, но это целевая аудитория дети. Есть Sprite для подростков. Там дальше, да, то есть по продукту, если посмотреть, там около 15 продуктов выходит. И каждый из этих продуктов определенно идет на конкретную целевую аудиторию. Может быть, они в каких-то категориях, допустим, может быть, Fanta проигрывает там другой компании, да. Тем не менее, лидерство Coca-Cola позволяет им держать позицию. Есть очень много таких
кейсов, когда компания не зарабатывает на каких-то категориях. Да? К примеру, есть достаточно хорошая, достоверная информация, что Банаква здесь, в Кыргызстане, терпит убытки. Есть более сильный игрок, как легенда, да? Шоро. Они их по этой позиции просто забирают все вот эти лавры, можно сказать. Поэтому одна из важных составляющих частей оборонительной стратегии – это умение и, скажем так, смелость атаковать самого себя. Создавать продукты, которые могут быть тебе конкурировать. Зачем отдавать эти позиции вашим конкурентам, верно? Лучше самому себя атаковать. То же самое делали и Gillette. Сначала была просто бритва, такая одноразовая, да? Потом появилось 2 лезвия, потом 3 лезвия, потом еще что-то там и так далее. То есть с каждым разом они атакуют себя. Это и есть стратегия лидеров. Дальше. Давайте локальный кейс посмотрим. Есть Шоро. Очень большая организация, один из самых таких крупных игроков, китов у нас на рынке. Все мы знаем, да, про этот кейс. Я не думаю, что его нужно рассказывать. Но, в принципе, здесь то же самое. Единственное, есть то же самое, что, как и Coca-Cola, но у них есть другая проблема, у Шоро. Когда мы говорим про конкуренцию, мы ведь говорим про разные вещи, правильно? Есть, когда продукты между собой конкурируют, есть компании, но на самом деле конкуренция – это всего лишь борьба и битва восприятий. Потому что, когда мы говорим Шоро, что у нас в голове первым приходит? Какой продукт? Максим. Именно. Когда вы приходите вот к продавщице и говорите, дайте мне Шоро, она вам что даст? Максим даст. Хотя при этом там стоит и Чалап, там стоит и Муздаксу, там есть квас, там и так далее, правильно? Если посмотреть линейку всего Шоро, там их 19 продуктов. Сейчас может быть еще больше. И каждый из них называется Шоро. Но когда мы говорим Шоро, мы в голове у себя вспоминаем только про Максим. В этом их проблема. 80% дохода и прибыли вообще в целом компании Шоро приносит только Максим. Остальные, все 18 остальных продуктов, это 20%. Представляете? Это уже как бы ошибка именно больше архитектуры бренда, скорее всего. Но если так ближе рассматривать, то в скором времени, если выйдет более-менее сильный игрок... Так, что случилось? Можно, да? Да, технически. Вот, поэтому очень важно здесь понимать, представьте просто, что ситуацию такую, когда, допустим, если у Шоро, у компании Шоро было бы каждый из 19 брендов был бы так же успешен, как и Шоро. Это же была бы совершенно другая ситуация на рынке, да? А можно на весь экран сделать? Я могу дальше переключать? Да, спасибо. Окей, наступательная стратегия. В чем заключается наступательная стратегия? Быть всегда альтернативой. Вот что было интересно, когда я на одном из тренингов это рассказывал, одна девушка руку подняла, говорит, если я, говорит, правильно поняла эту стратегию, то то есть наступательная стратегия это тот самый парень, который у тебя, говорит, есть текущий парень, серьезные отношения, и есть запасной парень, да? Вот этого парня, у него наступательная стратегия, ему говорит, именно так. То есть быть альтернативой. Помните, да? Это наступательная стратегия, в основном это те компании, которые держат второе место на рынке. И каждый раз, когда вы будете рассматривать стратегические по квадрату, вы можете и сами определить себя, где находитесь вы как клиент, или же как вы находитесь как компания. В этом случае очень важно понимать, что, допустим, быть альтернативой – это всегда быть номер 2. То есть, если нет Coca-Cola, то вы берете что? Какой бренд? Pepsi. Именно поэтому и про Pepsi здесь будет. У Pepsi стратегия, она абсолютно направлена только против лидера, против Coca-Cola. Возьмем, допустим, титульный продукт, как Coca-Cola. Титульный продукт, контрпродукт какой? Pepsi. Правильно? Возьмем Фанту. Контрпродукт у Pepsi какой? Миринда. Берем Sprite у Coca-Cola. Контрпродукт какой? У 7-Up. Именно так. Возьмем у Coca-Cola Pico.
У Pepsi какой? Грация. Грация. У Coca-Cola еще есть Бонаква, у Pepsi какой? Ну, на местном рынке АСУ. И так далее, и так далее. Видите? То есть по вкусу даже то же самое. Миринда и Фанта то же самое. Спрайт и 7-Up то же самое. То есть быть всегда альтернативой. Там, где нету лидера, вы становитесь альтернативой. Вы всегда номер 2. Эта стратегия тоже работает, и в принципе она обеспечит вам 20% на рынке. Если, учитывая там мировой рынок брать, это достаточно большие средства. Если брать наш местный рынок, локальный рынок, то же самое против Шоро наступает у нас компания Artesian. Кто-нибудь знает про эту компанию? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я просто понимал, что есть контакт. Окей, есть, вижу, спасибо. То же самое, что они выпускают те же самые продукты, что и Шоро. Это те же Максим, это тот же Чалап, это тот же кстати, насчет Чалапа. У них, кстати, очень была классная стратегия. Точнее, была возможность выстроить эту стратегию. Вот есть продукт у Артезиана как Тан. Это тот же Чалап, тот же самый Чалап, но уровень восприятия совершенно другой. Согласны? Когда мы пьем Чалап, мы просто, когда нам хочется пить. Но когда мы пьем Тан, только в случае после пьянки, да, то есть именно как идет. Уровень восприятия. Хотя сам продукт, он такой же, точно такой же, как и Чалап обычный. Просто чуть-чуть там газа больше, где-то там соли больше и так далее. И именно через вот этот вот продукт на узком, как и делали спартанцы, на узком фронте нужно было нападать, и они могли бы выйти в лидерство через этот продукт. Но, к сожалению, они не смогли это сделать. Сейчас как бы Шоро просто выпускает свои продукты, как под названием Тан. Упустили. Третья, фланговая стратегия, одна из моих самых любимых. Давайте сразу к кейсам. Airbnb. Что они делают? Это сервис, в котором вы находите себе жилье не как в отелях, как, допустим, вы можете в букинге посмотреть и так далее, да? А просто в обычных квартирах, допустим, у кого-то есть трехкомнатная квартира и одну комнату сдается, например, да? И так далее. То есть это не отели, это просто частные дома и квартиры, и вы там можете найти себе жилье. Шикарное решение. Это тот же самый продукт, просто для другой аудитории. Они создали новый рынок. Это ведь всегда и было же. Просто они смогли консолидировать его и забрать. Поэтому Airbnb в этом плане молодцы. Следующий кейс, который еще может быть, это наш М-банк. У нас вообще, по сути, был традиционный банкинг. Всегда, да, обычный. Первыми, кто это сделал, у кого был шанс выйти на этот рынок и вообще сформировать и стать лидером на этом рынке, могли это сделать Эльсом. Кстати, я его и в маркетинге запускал, когда в KSB работал. И что интересно, по каким-то другим причинам, скорее всего, там, не по каким-то политическим причинам, они не смогли сделать, выйти то, что смог сделать М-банк. Сейчас М-банк очень классно идет. Они создали альтернативный рынок. Это не тот же самый рынок, который традиционного банкинга, правильно? Вы, может быть, зайдете в какой-нибудь в маленький комок, там, я не знаю, павильон, может быть, там вы не сможете расплатиться картой, но там есть картонка, где написано номер и М-банк написано. Вы можете туда перевести. И они сейчас везде. Действительно лидеры. Они через фланговую атаку заходят в новый рынок, создают и спокойно становятся лидерами. Есть еще один классный кейс буфет, который это уже мой личный кейс. Кто вообще знает эту столовую в Бишкеке? Спасибо. Спасибо, 2 человека как минимум. Вообще проект с нуля мы создавали. Идея была в том, чтобы получить 3 самых главных качества. То есть, допустим, если мы берем буфет, столовые, основная причина, почему идут люди в столовые? Потому что цены там, правильно, дешевые. Там не за вкусом идут, там за ценой идут. В кафешках люди идут не за ценой, не за сервисом, но они идут за вкусом. А в ресторан люди идут не за вкусом, они идут за сервисом и за вот этим всем интерьером и так далее. Так вот, мы объединили все эти 3 качества: цены, интерьер и вкус в один и создали новый рынок. То есть мы назвали это цивилизованная столовая. Назвали его буфет и очень быстро начали расти. Буквально за 2 года у нас было 12 филиалов в Бишкеке, потом 6 закрыли, потому что лишнее было. Сейчас компания вышла на рынок Казахстана и Узбекистана. И очень классно, когда ты смотришь, что когда-то, допустим, в 2016 году мы в течение 1 года разработали стратегию, внедрили ее позиционирование,
Она растет и начинает уже расти в разные страны. Это круто. Дальше. Партизанская стратегия – это один из самых моих любимых. Здесь фокус берется только на исключительно конкретную специализацию. Вы не распыляетесь и не становитесь всем для всех, но вы берете узкую специализацию и бьете в точку. Кейсы. Это KFC. На чем специализируется KFC, как вы думаете? Фастфуд. Фастфуд. Ну, фастфуд рынок в целом, если брать. А крылышки? Крылышки. Ну, это детали. Но в целом, это же курица. Курица, курица. Только курица. Все продукты, которые вы видите, ну, кроме вот этих там дополнительных, там, как там фри и так далее, это всегда были только курицы. Это очень узкоспециализированный ресторан, но который есть во всем мире. Они очень четко держат. То есть все, что касается курицы, у вас в голове ничего другого нет, ну, в мировом формате, если брать. Вот. И вот чего можно добиться с партизанской стратегией, когда вы бьете в точку и забираете какую-то определенную как бы фокус аудиторию. Времени мало, поэтому давайте промотаем. Исламский финансовый центр. Шикарный кейс. Кто-нибудь слышал про это? Это тоже мой кейс. Я участвовал в нем. Есть такое понятие, как исламское окно. То есть есть традиционный банкинг, да, когда выдаются кредиты, как классические, а есть по исламским принципам. Я сейчас не буду входить в подробности, но обычно как делают компании? Они просто берут, обучают своих сотрудников, кредитных специалистов, да, говорят, вот теперь смотри, ты выдаешь обычные кредиты, а теперь начни выдавать и по исламским принципам. И как бы просто обучают вот такие там условия. То есть никакой разницы особо нету. Что сделал Бакайбанк? Бакайбанк берет и создает новую торговую марку под названием Исламский финансовый центр, открывает новые офисы под новым логотипом, под новым названием, с сотрудниками разными. Все сотрудники, те, кто придерживается шариата, читает намаз, у них внутри вот этих филиалов каждый отдельно мужчина обслуживает, отдельно женщина. И так далее, и так далее. И в чем ключевая была особенность? В том, что в исламе традиционный банкинг считается харам, да, то есть туда как бы даже в учреждение не заходит. Но банковские же услуги нужны. Поэтому здесь было классное решение в том, что когда вот эта вот адаптация банковских услуг под исламские ценности. При этом это тот же банк, то есть это не покупалась отдельная лицензия. Просто на базе лицензии Бакайбанка создается Исламский финансовый центр. И люди думают, что потребители начинают думать, это новый банк. Это банк для мусульман. И, в общем, они буквально за 3 года захватили лидерство. Хотя есть на рынке там Эко-Исламик банк, да, который там свыше 20 лет на рынке входит, но все равно не взяли лидерство. За 3 года взяли. Очень крутые ребята, очень классный кейс. Почему бы нам не перенимать такие опыты? Еще один мой личный кейс. В городе Ош есть компания Конок Сервис, работает в сфере кейтеринга. Конок Сервис – классное название, да? И проблема лишь была в том, что они работали как с физическими лицами, так и с юридическими лицами, с международными организациями, с B2B, B2G, везде, на всех рынках одной торговой маркой. Было принято решение, что если просто посчитать, если все посмотреть, сориентироваться, да, то есть же и физические лица. То есть, когда мы делаем никетой, да, когда идет свадьба дома, торжества и так далее, всегда мы встречаем, прежде всего перед свадьбой, перед большим тоем, у нас есть традиция встречать гостей у себя дома, правильно? Мы взяли вот этот вот сегмент, который никем не охвачен был, и создали на базе Конок сервиса другую торговую марку и назвали его Той Кызмат. Учитывая того, что на юге в основном именно вот такие ценности выходят только в кыргызских семьях, было принято название брать именно на кыргызском. И что интересно, мы оценили этот рынок, если посчитать, в 7 миллиардов сомов. Это по всей стране. Если посчитать просто количество браков в ЗАГСе, если посчитать количество нике, которое делается в мечетях, если все эти объединить и просто каждой семье по одному разу провести вот это вот мероприятие, и мы можем помочь им просто в организации, да? В качестве официантов, там, мобилографов, не знаю, там еды приготовят, уборки и так далее, просто за вот эту услугу. Весь рынок в течение 1 года 7 миллиардов сомов, представляете? Зачем выходить на этот рынок с тем же брендом?
Поэтому Той Кызмат сейчас один из лидеров на южных регионах, кто занимается этим бизнесом, то есть именно специализированно. Очень классный кейс. Кстати, это мы через ЕБРР делали. И малина. Ну, здесь на самом деле компания просто еще и у них есть выпечки делали. Они также под брендом Конок Сервис выпечки выдавали. Но мы, естественно, было бы глупо выдавать их просто как Конок Сервис. Поэтому было кондитерское кафе открыто специально, арендованное место, кофейня, и мы начинали продавать как это, да, как отдельный продукт. Поэтому вместо одного бренда есть 3, которые развиваются и потенциально могут стать большими, крупными компаниями. Ну и, наверное, я подытоживаю, скажу, да, вот все консультанты, пожалуйста, поднимите руки, пожалуйста, те, кто уже выгорал хотя бы раз от консалтинга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, ребят, на самом деле я уже 14 лет этим занимаюсь, действительно, я несколько раз выгорал. И к чему я пришел? Может быть, бросить это все? Может, все это нужно бросить? 2 минуты себе так, пожалуйста. Ну, я рядом с тобой постою. Я тоже человек, который выгорал несколько раз. Да. И к чему мы можем прийти, к чему можно вырасти? Если вкратце, это фотография с президентом нашей компании Дэнгом Делогом. Вот он к нам задал очень классный вопрос. Когда мы туда в Шанхае сидели, все делились своими мыслями, он задал нам вопрос, говорит, чем занимается наша компания? Да? И это было странно прозвучало, потому что мы же консультанты, мы консалтинговая компания, мы занимаемся консалтингом. На что он ответил, он говорит, ребята, на сегодняшний день в нашей компании, то есть уже в китайском регионе, именно в регионе Китая, консалтинг это 10% нашего дохода. 90% это уже бизнес. Мы начали задавать вопросы. Оказывается, что сейчас международные организации, в том числе и наши, они делают совершенно другую практику. Консалтинг для них служит просто селекцией. Они консультируют компании, выбирают компании среди них, которые более-менее, они видят, что есть достаточно хороший рост, может быть. Они в них прям вкладываются, входят в долю и становятся совладельцами на уровне прям акционеров, понимаете? И, по сути, это классная модель, потому что собственники бизнеса, они на всю жизнь уже вопрос управления и стратегии решают, потому что мы на этом и специализируемся. И в Troughton Partners в Китае, в портфеле этой компании есть 40 компаний, представляете? Где они совладельцы, в акциях сидят. И зачем им заниматься консалтингом? В конечном-то счете. И говорят, мы занимаемся консалтингом только когда нам становится скучно. Поэтому вот к чему можем перерасти на самом деле консалтинговый бизнес, да? Консалтинговая наша деятельность. Я бы хотел призвать вас всех перенимать этот глобальный опыт и как можно больше делать неуспешных кейсов. Да, будут кидать, да, будут очень много каких-то моментов непонятных, где будет очень много ссор, вы будете выходить, то входить и так далее. Но рынку это нужно. Нам нужно как можно больше вот этих вот прецедентов, после которых рынок поймет, как работать с консультантами. И после этого мы уже начнем уже вот как перенимать международный опыт и становиться уже не просто консультантами, а предпринимателями. Потому что таков путь. Спасибо большое. Спасибо большое, Бахтияр. Вопросы или я? У нас есть 5 минут, если вопросы есть к Бахтияру. Да, пожалуйста, я принесу микрофон и можете задать. Бахтияр вообще очень такой консультант, который его несколько раз приглашали в крупные компании, чтобы он стал менеджером по найму. Но он никогда не уходил. И каждый раз, когда собирался уходить, приходит ко мне и спрашивает, советуется, может я уйду. И вот это и отражает его тему выступления. Есть ли жизнь после консалтинга? То есть, да. Ну, хотя бы один вопрос. Ну, это как, это скорее не вопрос, это как дополнение. Стратегия самой компании Troughton Partners – это на самом деле уникальная стратегия. И как Бахтияр сейчас отметил, например, нам, консультантам, перенимать вот эту практику очень полезно. Да? Почему? Потому что мы здесь не для того, чтобы, когда работая с клиентом, собирать сливки, да? А чтобы наш клиент стал клиентом навсегда, да? Чтобы мы не разово его обслужили, а на долгосрочной
основе, как бы, ну, как Бахтияр сказал, как бы взяли на себя ответственность и делали результаты. Спасибо вам. Спасибо большое, да. Здесь очень хорошее дополнение. Спасибо, да. Ага, спасибо. Бахтияр, такой вопрос. Вы сказали, что 25 стран и 25 сотрудников компании. 25 регионов, 25 партнеров, да. 25 партнеров. Означает ли это, что в вашей консалтинговой компании, которая здесь находится, только один сотрудник? Вы имеете, не понял вопрос. Там нету сотрудников, там есть партнеры. Вот, но что означает это партнерство? Партнерство означает долевое участие. Как строится ваш консалтинговый бизнес именно здесь, в Кыргызстане? То есть это сотрудники или вы один и нанимаете команду? У меня есть, Я не совсем у меня в штате просто. есть всего 2 человека, со мной 3. Но партнеров по Центральной Азии у меня сейчас 15. Наша деятельность, она, видите, мы не дизайн-студия, мы не СММ-агентство. Как бы мы не строим дома, мы проектируем. Да? Для того, чтобы построить дом, нужно 100 человек. А чтобы спроектировать, достаточно одного. Вот мы как вот эти проектировщики. Вот и это нам тоже хороший кейс. Да, и нам не нужно содержать очень много сотрудников у себя, потому что у нас же проектная деятельность. Поэтому у меня есть около 15 партнеров, различных, таких же я, только специализации разные. В Сейтек, вот, допустим, по бизнес-планированию. Он тоже мой партнер. Тут вот есть другие ребята, там, да, там есть финансисты, есть юристы, есть дизайнеры, есть маркетологи, есть там продавцы, да, и так далее, и так далее. То есть по управленческому консалтингу есть. При необходимости я их просто привлекаю к проекту, управляю сам, но если стоит вопрос стратегии позиционирования, сам, естественно, разрабатываю. Если моего ума и опыта недостаточно, я привлекаю своих партнеров с международной сетки и с ними разрабатываем. Вот как-то так. Спасибо. Ну, потому что у меня в голове скажем, консалтинговый бизнес именно тоже так же. Как бы, я понимаю, что держать в штате много консультантов, много сотрудников, это сложно. А вот такой партнерский бизнес очень хороший. Конечно, да. Потому что я также работаю. Спасибо, спасибо. Да, спасибо большое. Здесь еще у Чолпон был вопрос. Спасибо большое, Бахтияр. Очень коротко, ясно, четко, интересно. И самое главное, такое мотивирующее такое вот завершение было, да, что это не только консультация, консалтинг, но и можно стать партнером. Но на самом деле это очень классно звучит. И, кстати, я тоже хочу быть вашим партнером. И если вы говорите, что это не только ваши сотрудники, но и это вы являетесь партнером вот, вашей компании. Вот я хотела вот спросить, вы вот презентовали ваши кейсы, которые вы проделали в Кыргызстане, да, и там на юге страны, и в то же время вы работаете по Центральной Азии. Вот расскажите, пожалуйста, как вы совмещаете вот эти все ваши кейсы, работы, или это как-то вы просто там числитесь и по мере наступления каких-то запросов, проектов вы работаете? Ну, как это происходит? Я просто для себя хочу уточнить. Очень хороший вопрос, спасибо, да. Но на самом деле в Алмате я сейчас заканчиваю 2-й уже проект. Мы его завершаем, и мы переходим к 3-му проекту. Там у меня есть один партнер, который занимается всеми организационными вопросами. Я занимаюсь продажами и вопросов именно разработки стратегии. А вот далее уже локальное, местное сопровождение. Это юридические вопросы, там, допустим, договор подписать, получить средства, какие-то управление проектом на месте и так далее. Всеми этими вопросами занимается уже мой партнер. При необходимости я выезжаю просто в Алмату, и там на месте какие-то вопросы решаем. Но по большой необходимости, то есть такой особо нет, чтобы я там постоянно находился. Но я просто понимаю, сравнивая и вот наш рынок с казахстанским, плюс еще ташкентский, пока у меня нету проекта, но там тоже вот недавно был Red Gel Bourse, я туда ездил, как раз для того, чтобы найти себе партнеров. Я нашел партнеров, и вот в скором времени у нас есть планы тоже там. Пока клиентов нету, но там тоже есть планы. Вот, в принципе, и все. То есть мне недостаточно, то есть мне не обязательно быть там постоянно. Достаточно, чтобы были партнеры, которые смогут найти клиентов там, да, хотя бы, чтобы какой-то был лид, да, чтобы там заинтересовался человек. Дальше мы по Zoom общаемся, если нет необходимости, я туда лечу просто. Закрываю сделку. Если это крупная организация, я понимаю, что там, допустим, моей компетенции недостаточно, я просто обращаюсь к своим партнерам,
старшим партнерам, они спокойно просто... У них опыт там от 30 до 50 лет просто, чтобы вы понимали. Самому старшему партнеру 74 года. И вот 50 лет он был в консалтинге. Ну, это вообще кладезь не только управленческого консалтинга, а вообще в целом консалтинга. Поэтому по мере необходимости я эти ресурсы просто делаю и все как-то. Поэтому, кстати, давайте тоже заниматься экспансией. На соседние рынки тоже давайте выходить. Пусть казахская сторона тоже к нам приезжает. И узбекистанские. Мы же как раз для этого здесь собрались. Вот, да. Именно такие. Да? Спасибо, Бахтияр. Я ответил? Да, Спасибо. вы ответили на все вопросы. Благодарим за выступление, за то, что уделили время. Я знаю, вы могли бы и час, и 2 часа говорить, но у нас регламент. Коллеги, я хочу объявить, что у нас викторина уже запущена. Можете еще раз зайти с QR. И там все вопросы уже активированы. Там уже активно участники набирают баллы. Также я хочу объявить, что у нас сейчас перерыв 10-минутный. Можно выйти, подышать свежим воздухом, водички попить. И возвращаемся сюда. Ну, давайте 16:25, 14-минутный перерыв. В 16:25 возвращаемся и будем слушать следующего спикера. Спасибо. Уважаемые коллеги, надеюсь, чуть-чуть развеялись. Мы идем по той же структуре нашей стратегии, вообще развития наших предприятий, да, компаний. И вот я на сцену хочу пригласить Джилдыз Шекекову, очаровательного нашего спикера. Ее тема — основные HR-задачи в реализации бизнес-стратегии в МСБ. Все, что связано с людьми. Да, спасибо большое, Сейтек. Добрый вечер всем, всех приветствую. Рада, что вы еще здесь. Да, еще выжили. С удовольствием хочу начать свою презентацию. Приветствую всех гостей. Спасибо организаторам, что пригласили. Для меня большая честь выступить на международной конференции. Еще и Центральной Азии. Вообще звучит просто бомбически. Я приглашаю всех поближе сесть. Мне кажется, так как-то у нас энергетика теряется, если люди рассеяны по залу. Тема HR-овская, она такая легкая и вместе с тем глубокая, но прежде чем к ней перейти и вообще рассказать о том, что я делаю как консультант, я предлагаю сделать небольшое интерактивное голосование. Да? Пожалуйста, зайдите сейчас на menti.com, да, на сайт menti.com. У всех есть телефоны, да? Угу, да, подключаемся, заходим на сайт menti.com, и вот есть код. Регистрироваться можно под любым ником, никто проверять не будет. Важно сделать какой-то скрининг, экспресс, такую оценку, да, что у нас происходит с HR, с HR-задачами в проекте. Угу. Так, сейчас я ее запущу. Она у нас запущена, да, уже? Да, запущена. Все работает, вот уже есть голосование, да? Просто интересно, да? Хочется узнать, как у действующих консультантов обстоят дела с HR-задачами в проекте. С какими сложностями сталкиваются. Зайти нужно на menti.com, через браузер можете зайти. Анатолий, через браузер, и там он запросит код. Вот.
Код 74 42 26 64. 74 42 26 64, да, совершенно верно. У нас проголосовало сейчас сколько людей? 10. У нас еще есть, да, кто бы не проголосовал? Ну, прям классическая это, да? Картина маслом, как говорится, получается. Угу. Есть кто еще не проголосовал? Кто еще голосует? Есть, да? Давайте подождем. Угу. $18, да, проголосовало? Еще кто-то голосует? Все проголосовали? Ага, замечательно. Итак, что у нас получилось? 42% нехватка персонала, столкнулись с нехваткой персонала, да? То есть это значит, подбор им пришлось делать, я так понимаю. Хотим, не хотим, пришлось как-то закрывать вакансии, да? 37% со слабыми управленческими навыками руководителя. Это огромная проблема вообще. В проекте и вообще в целом по жизни, я бы так сказала. 15% это недостаточность неготовность вкладываться в персонал. Да? Действительно, наш бизнес, малый и средний бизнес особенно не вкладывается не готов вкладываться в персонал. Персонал, ну сейчас об этом поговорим, да. Ой, а что, куда пропало? На самом интересном месте. Просто у нас еще второй слайд есть. Так, и 5% это недостаточная мотивация персонала. 5%. Честно, ожидала больше, но ок. Видимо, все другие проблемы затмили эту проблему. Я так думаю. Можно, Бегимай, следующее голосование на стрелочку нажать? Ага. Да, понятно. То было бы вообще бы, да, все столбики были бы одинаковой высоты. Да, и по поводу HR-стратегии. В школе у нас сессия про стратегию. Была ли стратегия, не была? Вообще, была ли реализована? Вот, ага, так, 3 проголосовали. Я волнуюсь, если честно. Вот по поводу этого голосования мне очень интересно. У меня есть меня терзают смутные сомнения. Сейчас узнаем, что получилось. Да, нет, не реализовывалось. Не было и не реализовывалось. Есть еще вариант, был. Не было стратегии, но она реализовывалась. Во всяком случае, я это услышала у предыдущих 2 спикеров. Оно как-то проскальзывало. Но, конечно, это нонсенс. Угу. Здорово. У нас 18 человек проголосовало, и 15 человек сообщили о том, что в их проекте не было HR-стратегии. Не было, и об этом, возможно, даже не задумывались, да, скорее всего. Спасибо большое за голосование. Даже HR-ов не было, да, это большая проблема, сейчас будем об этом говорить. Я постараюсь говорить коротко, поскольку время
Ситек мне сказал сперва 40, потом 30, сейчас, может, даже 20 минут скажет. Уже 7 прошло, все, хорошо, буду говорить коротко. Но я умею сжимать время, сейчас сожмем. Угу. Так. Это не мое. Ага, вот это мое. Мне просто нажать на средний или как? На вот с текущего слайда нажмите, с текущего. Все, хорошо. Ага. Ну, как-то будет невежливо не представиться, поэтому я очень коротко представлюсь. Меня зовут Джилдыз, фамилия моя Шикекова, я бизнес-консультант и бизнес-тренер. У нас есть компания, HR Lab называется. Я там являюсь управляющим партнером. Мы занимаемся всеми HR-проблемами, которые бывают у бизнеса, если совсем коротко. Ой, это что? Опять не туда нажала? Ага. Да, вот здесь я работаю. Стрелкой. Так я должна делать. Что-то не работает. Окей, давайте поговорим, пока настроится. Да, попрошу вас, просто вот подсказывают. Итак, начнем со стратегии. Почему HR-стратегии нет в большинстве компаний, как показало наше интерактивное голосование? Вообще, для чего пишется стратегия? Для того, чтобы компания была устойчива в долгосрочной перспективе. Если мы не пишем стратегию, мы исходим из того, что компания будет существовать в статичной бизнес-среде. А это не так, поэтому мы пишем стратегию. Так вот, HR-стратегия – это часть общей бизнес-стратегии, которая выполняет задачи, связанные с персоналом. Мы обычно пишем стратегию по 4 перспективам. Вот у Анатолия было, да, там это бизнес-процессы, это персонал, люди, это клиенты, это финансы. По 4 перспективам. Так вот, я всегда, когда консультирую малый и средний бизнес, говорю о том, что у бизнеса должны 4 функции выполняться отлично, хорошо. Это вот маркетинг и продажи, управление человеческими ресурсами, производство и финансы, управление финансами. Если все эти 4 колеса движутся, как у машины, синхронно, правильно, не знаю, там разбалансировки колес нету, они движутся в правильном направлении синхронно, то компания обречена на успех. В самой этой системе заложен рост компании. К сожалению, случается так, что, не знаю, поправьте меня, если по-другому, но голосование показывает то, что именно HR-колесо, оно крутится очень плохо, недостаточно. И это почему важно это колесо? Потому что реализация бизнес-стратегии – это люди, правильно? Кто будет реализовывать общую бизнес-стратегию, если нет людей, да? Если нет квалифицированного персонала? Поэтому люди первичны, бизнес держится на людях. На своих тренингах мы проводим игру, бизнес-игру, делим на 2 команды.
всех участников и делаем соревнования, даем задания, и выигрывает всегда. Мы даем одинаковые ресурсы, одинаковое время, они работают в одинаковых условиях. Единственная причина, по которой они получают, одна команда получает классный результат, вторая не очень результат, это только люди. Те люди, которые выполняли эти задачи. Поэтому бизнес держится на людях, людей нужно... О людях нужно думать, о персонале. Вау, вот, все работает. Это вот по бизнес-стратегии. Это наши 4 колеса. Вот. И в связи с этим, какие встречаются сложности при реализации HR-стратегии, да? Ну вот вы создали бизнес-стратегию, там есть HR-стратегия, и нужно ее как-то реализовывать. Так вот, недопонимание важности управления человеческими ресурсами, она присутствует в организации. И это связано с первым лицом в компании. Руководители, самый главный руководитель, даже вот так, владелец, думает, что власть рынка у него, как у работодателя. Но это не так. Что происходит на нашем рынке труда? У нас очень много идет текучести персонала. В каком плане? Неправильно сказала. Отток рабочей силы за границу. В Кыргызстане это большая проблема. Я не знаю, как в Казахстане, не знаю, как в Узбекистане, но в Кыргызстане это прям очень видно. Да? У меня родители вернулись вчера с Турции, они сказали, 70-100 человек кыргызстанцев работают в одном отеле Турции. Представляете? 70-100 человек. Это молодые ребята, это потенциал бешеный, знают несколько языков. Самые там 25-30 лет, самый такой, знаете, расцвет, когда становление карьеры идет, и это большая проблема, ну, для нашей страны, не будем это скрывать. Так вот, у нас идет большой отток рабочей силы, малый и средний бизнес получает остатки, ну, то, что осталось. И при этом наш малый и средний бизнес считает, что власть рынка у него, и они могут еще выбирать. К сожалению, это, ну, не так. То есть... Знаете, кто диктует на самом деле? Конкуренты, самые главные игроки на рынке в вашей отрасли. Они забирают самых лучших. А если у вас непривлекательный пакет, скажем так, job offer, то вы с каждым днем становитесь все менее конкурентоспособны. Второе. Руководители думают, что развитие персонала – это ответственность персонала. То есть вот он должен сам развиваться, почему он пришел ко мне недоразвитый, пусть найдет где-то опыт свой, наработает, потом придет. Нет, это тоже не так. Развитие персонала – это ответственность бизнеса в том числе. И на это нужно закладывать бюджеты, деньги, выделять средства, иначе никогда компания не вырастет. Она не сможет в долгосрочной перспективе выжить. Ну, быть конкурентом. Выжить-то может, но стать лидером, хороший профит заработать, нет, не сможет. Недооценивают персонал. Вот это тоже большая проблема. Я называю это недооценивание персонала, вернее, недоиспользованность персонала при кажущемся его дефиците. У нас есть сотрудники, но мы, не развивая их потенциал, считаем, что у нас эти сотрудники недоразвитые, да, скажем так. Ну и думают, что мотивация – это только деньги. Снимают с себя ответственность, не хотят вводить элементы нематериальной мотивации. Может, есть какие-то вопросы по ходу того, что я говорю? Хорошо. Да, Луиза.
хотела добавить и с точки зрения экспорта к этому, что вы сказали, что если small и middle business – это остатки кадров, тогда, как я смотрю в экспорте, это остатки остатков. Потому что экспорт еще в большинстве компаний не настолько развитый, он занимает очень маленькую долю, и поэтому там идут кадры, которые вообще где-то их надо находить. Находить, да. Находить, Но там да. уже остатки остались. Да. У нас есть, кстати, последний тренд, это, такой тренд, это экспорт, то есть импорт рабочей силы. У нас есть сейчас иностранная рабочая сила, которая работает в Кыргызстане, это в основном, с азиатских регионов ребята, работают неплохо, и каким-то образом мы решаем часть проблем с этим связанных. Да, пожалуйста. А может еще комментарий? Может быть, вопрос с кадрами нет из-за того, что нет вообще системы в компании, да? Абсолютно. Вот если взять, например, компанию KFC, у нее четко налажена система, да? И у них с персоналом вообще нету проблем. Почему? Потому что они четкую систему внедрили вообще в компанию. И сложность, например, нахождения персонала, там, нехватки персонала, дефицита, там, боязнь, например, что человек вообще там уволится, нет у них. Вопрос решен, да, получается? Они просто вот этот вопрос персонала поставили на конвейер, да, получается? Совершенно верно, Шавкат. Вот это как раз-таки пример того, как работает HR-бренд. Если создается HR-бренд работодателя, нет проблем с текучестью персонала. Это вот KFC, да, на вашем примере, это вот то, к чему мы все должны стремиться. Даже малое предприятие. Не в таком масштабе, конечно, но минимальные зачатки системы управления человеческими ресурсами должно быть даже в малом, совсем малом бизнесе. И это позволит привлечь качественный персонал, это позволит выжить. Вот смотрите, допустим, я выпускник вуза, да, я не знаю, кто я там, допустим, я хочу начать карьеру, там, не знаю, в торговле, да, и вот есть, допустим, какая-то большая крупная дистрибьюторская компания. Вот сегодня Мухаммед говорил про Кока-Колу. Вот как Бахтияр, вот в Кока-Колу, допустим, я хочу. И есть маленькая какая-нибудь торговая компания дистрибьюторская, которая не имеет таких бюджетов, которая не все прописано, у которой нету там какого-то приложения мобильного супер, в котором нету автомобилей, которые выдают и так далее. Но выпускник должен пойти в малую компанию, может пойти, вернее, в малую компанию, если малая компания создаст определенные условия. И она может, если создаст вот эту гибкую среду, если человеческое отношение, если человек будет чувствовать там не винтиком в крупной компании, а вот там, где он принимает решения, где есть семейная такая, знаете, добрая домашняя обстановка, где все друг друга слушают, где директор вдруг чай пьет вместе с сотрудниками. Да? Вот это ключ к решению. К сожалению, не все это понимают. Поэтому вот основные проблемы, точнее, проблемы не будем говорить вызовы, как консультанты. Вызовы при реализации HR-стратегии – это нехватка персонала, приходится ее закрывать. Несоответствие качества персонала стратегическим целям компании. Поэтому мы делаем оценку, прежде чем реализовывать HR-стратегию, смотрим, кто у нас есть, как инвентаризация. Мы делаем инвентаризацию рабочей силы. Неготовность персонала к переменам. Всегда были, есть и будут такие, которые вы начинаете свой консалтинговый проект, уйдут очень эффективные, возможно, они не согласны со стратегией, и уйдут, вымоется неэффективный персонал, в том числе, который не смогут адаптироваться к переменам. Неготовность топов к изменениям – это главная проблема. И неумение удерживать персонал. Иногда с трудом приведенный персонал не могут удержать, есть текучесть, потому что не хотят менять систему мотивации, сами не хотят меняться. Еще есть одна проблема, точнее топ-3 HR-проблем в кыргызских компаниях. Это родственники и еще раз родственники.
Почему? Почему это проблема? Это гораздо глубже, чем оно есть. Первое, это связано с тем, что идет размытость ролей. Второе, берут неэффективного родственника, ставят на руководящую должность. Под ним, естественно, никто не растет. Разлагается корпоративная культура, дисциплина и так далее. Ну, то есть это очень большая проблема, и нужно... Мне спрашивают всегда, можно ли работать с родственниками? Можно. Вот сегодня выступала девушка, которая рассказала, да, можно, но нужно по-умному, да? Здесь просто не нужно как бы это понятие как бы смешивать с семейным бизнесом. Совершенно верно. Разделять работу и семью. Но это очень трудно, правда же? Так, основные контрмеры. Ну, они вытекают из того, что мы говорили. Это налаживание системы подбора персонала. Ее нужно наладить. Нужно провести оценку персонала перед тем, как начать реализовывать стратегию. Пересмотреть систему мотивации персонала, потому что даже если вы приведете хороший персонал, эффективность его не повысится просто так на той системе мотивации, которая у вас существует. Ее надо постоянно подкручивать, постоянно улучшать, постоянно вводить какие-то фишки туда. Развитие адаптации персонала. Нужно наладить систему адаптации персонала. Что происходит в малом и среднем бизнесе? Приходит человек, его никто не встречает, никто не адаптирует, не возится 3 дня, 4 дня, неделю, месяц. Никто не занимается адаптацией или занимается очень формально, или дают кому попало. Вот новичок, делай с ним что хочешь. Вот. И одна из больших вызовов – это коучинг персоны номер 1 и изменение корпоративной культуры. Наши, к сожалению, готовы вкладываться в производство, могут купить новое оборудование. Они готовы найти дополнительное финансирование, взять кредит, занять денег, там что-то продать и так далее. Они готовы вкладываться в СММ, там еще во что-то, в промоушен, но не всегда готовы улучшить зарплату, не всегда готовы улучшить систему, вернее, не систему, соцпакет внедрить. Да что там говорить, просто оформить, как положено по трудовому законодательству. Не всегда готовы. Так. Мне попросили кейс, я очень коротко расскажу об этом кейсе. Это компания, которая занималась обувью, продавала, у них 2 магазина, один большой магазин на юге, один большой магазин в Бишкеке. Почему всегда я рассказываю про этот кейс? Он длительный был, мы очень долго работали, и поэтому видим результаты отдаленные. Да? В рамках стратегии было, что было прописано в стратегии? Смена полностью имиджа, да, вернее, ребрендинг компании, и плюс в стратегии было выпуск обуви под собственным брендом. И сейчас они к этому пришли. С пандемией сколько прошло? 4 года? За 4 года вот пришли. Вот. И в том числе очень много пришлось работать с персоналом. Опять-таки, это... Сейчас покажу, что было сделано. Подбор персонала был очень много, подбирали персонала. В конце концов, сначала персонал подбирали, потом HR. HR под этот персонал подстроился, создавали необходимую кадровую документацию, оформляли параллельно людей официально, потому что это требование рынка на сегодняшний день. Систему обучения персонала они закупили в России. Вот. Также был сделан пересмотр системы мотивации торгового и административного персонала. Пришлось адаптировать систему. Лучше всего, если это делает все-таки профессиональный HR, потому что он знает цены, знает зарплаты по отрасли, знает, как лучше, где подкрутить, где постелить. Все, так, я все закончила. Вы мне 5 минут показываете? Я думала, все. Так, все.
Может быть, какие-то вопросы будут? Что-то хотите узнать по поводу персонала? Да, Чингис? Шавкат, можете Чингису передать? Спасибо, Джилдыз, очень интересная презентация. И вот эта аналогия мне понравилась, что вот эти 4 направления менеджмента — это 4 колеса автомобиля. И вот по последнему кейсу вопрос, ребрендинг магазина, там насколько важно было именно разработка HR-политики, кроме продаж, маркетинга, управления финансами, вот насколько HR именно был решением проблемы вот этого вашего клиента на юге? Да, спасибо за вопрос, такой фундаментальный, глобальный вопрос. Мы, когда пишем стратегию, разрабатываем, там был и ребрендинг, и выход на собственную линейку обуви, да? Так вот, чтобы выйти туда, нужно было нарастить капиталы, скажем так, да? Выручку. Нужно стать сильной компанией, да? Устойчивой, потому что, грубо говоря, турки не будут работать с маленьким вот таким магазином без системы. Для бизнеса очень важно простраивать систему. Это дает и кредитование, потому что все понимают, если 4 колеса у машины есть, они работают, то можно и кредит дать, можно и какие-то проекты международные проводить с такой компанией. Там плюсов везде навалом, да? Поэтому для того, чтобы запустить такую линейку, нужно было показать, нужны были деньги, а деньги заработает только эффективный торговый персонал. Нужно было нарастить прибыль, выручку, нужно было, соответственно, выстроить систему управления финансами. Для этого нужно было нанимать бухгалтеров. Для того, чтобы промоушен пошел хорошо, целый штат маркетологов нанимали, SMM-специалистов, графических дизайнеров и так далее. То есть это вот все то, что там было, нехватка персонала, низкая мотивация, все эти задачи, они были в процессе реализации этой стратегии. И вот, конечно, не 100% все решилось, так не бывает. Текучесть персонала в операционном персонале среди продавцов-консультантов, она всегда была, есть и будет. Но, как вот Шавкат говорил, уже есть HR-специалист, и они стали самостоятельно закрывать эти проблемы. Вот. Может, еще какие-то вопросы? Да, Айджан? Так, давайте. Джилдыз, спасибо большое за интересную презентацию. Здесь тоже небольшой как комментарий, дополнение. Сейчас вот растет новое поколение, подрастающее, и они довольно сильно отличаются от нас. И, скорее всего, будет тяжело их как-то мотивировать, чтобы они оставались на работе. И всем компаниям придется прилагать усилия для того, чтобы они оставались и работали. Спасибо, Айджан. Прям супер комментарий. Очень хорошо, что вы сказали. Я об этом в силу короткого времени не упомянула. Это действительно так. Я вам больше скажу. Недавно участвовала в одном проекте. Это был проект, связанный с развитием профессиональных навыков. Мы посетили одно предприятие вместе со швейцарским коучем, тренером. Она была в шоке от того, как мы управляем своим персоналом. Вот от всего, знаете, от среды, от отношения руководства, от фабрика, от самих рабочих мест, от вот этого всего. И я думаю, что вот тот разрыв, да, управление талантами, да, мы еще к HR не пришли, да, еще есть компании, в которых, когда говоришь HR, все такие, кто это такой вообще? Есть такие компании. То есть мы еще кадры, потом HR, потом развитие талантов, но это не за горами. И компании, которые не научатся выстраивать систему управления персоналом, они не смогут привлекать поколение
Z поколение, Y даже. Поэтому, да, спасибо большое, Джон. Еще какие-то вопросы или Ситек? Все, да. Спасибо большое. Проводим вас. И вот итоговые стратегии, когда компания очень сильно развивается, они выходят на экспорт. И в этом помогает как раз очаровательная Луиза Нокун, реализация экспортной стратегии. Спасибо большое, Сейтек. У меня есть 25 минут, да? 25 минут. Просьба, чтобы вы мне в 5:20 сказали, что осталось 10 минут. Ладно? Спасибо большое. Хорошо. Добрый день всем. Очень приятно вас видеть еще раз. Причем, у меня сегодняшняя тема – это внедрение экспортной стратегии. О экспортной стратегии я могу очень долго говорить. Обычно это есть тренинг, который складывается с 3 дней. Сегодня я постараюсь уложить в 20 минут. Буду фокусироваться только на самых главных темах. Спасибо большое. На самых главных темах. Если у меня будет проблема с русским языком, пожалуйста, помогайте, потому что это стресс влияет сильно на это, что я забываю слова. Поэтому помогайте, если что. Хорошо. Тогда я вам сегодня хотела показать один кейс. Может так? Нет, я, может, представлю себя. Мой зовут это Луиза Нокун, и я 25 лет занимаюсь экспортом, причем уже около 20 лет в Средней Азии. И на самом деле сейчас я помогаю компаниям или выходить на рынки Ближайшего Востока или европейские, или наоборот, я начинала из этого, что помогала европейским компаниям заходить на рынки Центральной Азии. Но сейчас это уже путь в другую сторону, из Центральной Азии, из Ближайшего Востока в Европу. Это обо мне. И на самом деле можно сказать, что у меня есть два такие экспертизы. Я создаю стратегии, экспортные стратегии, и потом отвечаю за их внедрение. Вот это есть два такие момента, которыми я занимаюсь. Хотела вам сегодня рассказать кейс из Казахстана, потому что в последние 4 года я помогла 6 компаниям из Центральной Азии выйти на зарубежные рынки. Так как у меня есть договор по конфиденциальности, подписанный с компанией из Казахстана, который еще до конца следующего года существует, не могу сказать, какое название компании. Компания из Алматы, создана не так давно, я бы сказала, несколько лет перед пандемией. Компания небольшая, которая занимается производством одежды для женщин, мужчин, также для детей. Это одежда классическая, такая как бы бизнес, а также бизнес-casual. И эта компания решила... еще какая дистрибуция у них в Казахстане? В Казахстане у них достаточно большой онлайн-магазин, и также они работают с бутиками. Значит, их нету в таких больших ритейлерах, сетевых магазинах, они работают с бутиками. Решили, что хотят выйти на зарубежные рынки, так как качество хорошее, цены среднего и высшего уровня. Значит, это не низшая полка, ценовая полка, только средняя и высшая ценовая полка. И они обратились с вопросом, могут ли выйти на рынки, на какие рынки и как дальше нам работать по этому кейсу. И они мне сказали так с самого начала. У нас цель такая: развитие деятельности на новых международных рынках с целью увеличения охвата бренда и привлечения большего количества клиентов, что поможет увеличению доходов компаний. Такую себе создали цель, но это не цель, она ничего не говорит. Если говорим по поводу развития компаний, и на местном рынке, и на зарубежных рынках, это, как раньше было сказано, цель должна быть SMART, значит, мы эту цель поменяли, чтобы мы знали, к чему стремиться. И мы поменяли цель таким образом, что
мы хотели приобрести как минимум 3 иностранных клиентов на европейских рынках в течение года с целью привлечения большего количества клиентов, что увеличить доход компании. Вот такую цель мы создали, значит, мы фокусировались на этом, что с момента внедрения стратегии мы хотим довести компанию к этому, чтобы она имела 3 клиентов на зарубежных рынках. Такая цель. Ну и что дальше надо сделать? Есть цель. А может, я спрошу, а кто из вас имеет опыт по экспорту, опыт работы? Окей, немного, это хорошо. Что дальше надо сделать? Если есть производство, есть компания хочет выйти на зарубежные рынки, какой дальнейший шаг? Окей, это уже тактика, это уже разработка, это внедрение стратегии. А на что сначала надо посмотреть? Надо сначала изучить себя, потом изучить конкурента, изучить рынок, сегментацию, изучить клиентов, поделить их на сегменты. Мы должны знать своих клиентов в лицо, да, получается, их возраст, предпочтения, поведение, да, получается. И в соответствии их предпочтениями создавать новый продукт. Это идеальный вариант, идеальный вариант, но я вам покажу, как мы это сделали, хорошо? Это есть просто, я вам сейчас покажу практику. Это есть моя практика, это есть ежедневная моя жизнь, что я делаю. Сначала надо сделать аудит, где мы сейчас, кто эта компания, что она делает, какие ресурсы она имеет на сегодняшний день. И мы этот аудит делаем обычно достаточно быстро, потому что имеем разработанные tools, инструменты, имеем разработанные инструменты к этому. Иногда получается так, что сначала просим компанию, чтобы она нам заполнила опросники, выслала нам, чтобы мы посмотрели, какие ресурсы у нее есть на сегодняшний день, но часто компания это высылает, не заполняет всего. На самом деле, после такого ответа от компании мы ничего не знаем, поэтому я, как бы сказать, фан этого, чтобы зайти в компанию, посмотреть изнутри, что там происходит, какие ресурсы компания имеет, какие проблемы, вызовы, и как на сегодняшний день ситуация выглядит. Мы аудит сделали в июне 2022 года. Это нам заняло 2 месяца, июнь и июль, значит, 2 месяца. Следующий шаг, это был на основе ресурсов, которые мы узнали, что имеем или не имеем. Мы разработали стратегию международного развития. Всегда цель этой, которую нам дали с самого начала, она перед нами была, мы никогда от этой цели не забываем. Разработка стратегии нам заняла несколько месяцев, потому что мы ее закончили в сентябре 2022 года. И я бы сказала, что это было очень быстро. Ну и потом началось внедрение стратегии. Цель был такой, чтобы это сделать быстро. Это, я бы сказала, из моего опыта это было достаточно агрессивное внедрение стратегии. Но посмотрим дальше, да, какие результаты. Но такие внедрения стратегии, агрессивные, быстрые, можно сделать тогда, если компания способна к этому, чтобы закрывать больные точки. И если компания настолько гибкая, чтобы гибкая на изменения, потому что это, что продукт существует, например, в Казахстане, в Узбекистане или в другой стране, это не означает, что он хороший на зарубежные рынки. Поэтому его иногда или очень часто этот продукт надо еще адаптировать к условиям других рынков. Не всегда компания на это соглашается. Иногда очень много обещают, потом им это занимает очень много времени. Здесь была ситуация такая, что продукт был настолько легкий, что можно и было его адаптировать достаточно быстро, и руководство на это согласилось. Я быстро говорю, потому что смотрю на время. Какие были результаты аудита? Я это так
сделала такие резюме из этого, что мы делали. Резюме такие, что мы проверили. Мы проверили, имеет ли компания стратегию и планы вообще, или по движению экспорта. Имеет ли компания продукт и может его адаптировать к условиям зарубежных рынков. Имеет ли компания экспортную команду или нет. Как выглядит производство? Оно готово к этому, чтобы сделать скейлинг, да, увеличивать мощности или нет? Как выглядят финансы? Готова ли компания из финансовых точек зрения, чтобы инвестировать в процессы, команду или другие инструменты к этому, чтобы выходить на зарубежные рынки? Какие имеет компания логистичные процессы? Имеет ли компания поставщиков, которые надежные, современные и могут исполнить все требования, если будет увеличиваться производство? Какая маркетинговая поддержка? Какая команда, какие ресурсы, какие бюджеты, какие компании? И имеет ли компания юридическую поддержку или нет, потому что, чтобы выходить на зарубежные рынки, это очень важно. Вот эти все, что красным цветом, этого компания не имела. Этого не было. Не было экспортной стратегии, не было планов, не было бюджетов, не было понимания, чего можно достичь, когда было желание. Не было экспортной команды. Просто был отдел продажи, но человека, который смог бы помогать развивать экспортный бизнес, в команде не было. И на самом деле, сегодня очень много об этом говорилось, я сделала больше, чем 30 таких стратегий в течение нескольких лет. И я вам скажу, в каждом примере есть проблемы с командой. Команда, экспортная команда, которая будет иметь знания, желание и квалификации к этому, чтобы развивать бизнес, это всегда есть проблема. Производство, да, было, но не было понимания, насколько можно было сделать скейлинг этого бизнеса, насколько можно увеличивать производственные мощности, но мы потом над этим поработали, значит, это было, это не была проблема, это, я могу сказать, что компания это имела. Финансы были, логистические процессы, конечно, не было понятия об этом, как отгружать товар, какими путями в Европу. Поставщики были, маркетинговая поддержка была для Казахстана, не было для зарубежных стран и не было понятия, какие маркетинговые кампании можно делать на зарубежных рынках. Юридическая поддержка, ну, был юрист такой внешний, я бы сказала. Значит, были три фактора, которые красным отмечены. Это экспортная команда, логистические процессы и стратегия и планы. И сейчас мой вопрос к вам. Готова ли компания, так если посмотрите быстро на этот слайд, готова ли была компания к выходу на рынки, на зарубежные рынки? Нет. Да, потому что если смотреть, но об этом будем завтра также говорить на тренинге, если смотреть на несколько требований, которые компания должна исполнить, чтобы выйти на зарубежные рынки, есть такие, которые просто необходимые. Они необходимы, без них нельзя двигаться дальше. Ну и да, вот это есть, конечно, вопрос, какова готовность компаний к экспорту. В прошлом году, я помню, на международной конференции был такой, и причем я это приняла также к своей практике, было такое разделение, готова компания, не готова к экспорту, выход на региональные рынки, выход на европейские рынки, выход на высокорегулируемые рынки типа США, Канада, Япония и так далее. Если смотреть на эту компанию Fashion с Казахстана, что бы вы поставили? Какой цвет? Красный? Голубой, зеленый или очень зеленый? Не готово, да, красный? Да. Я спешу, потому что смотрю на часы. Так, ну вот так у нас получилось. Компания не готова, но хочет. И что дальше делать? А дальше
Но началась разработка стратегии. Дальше началась разработка стратегии. Я всегда, когда делаю разработку стратегии, мы всегда включаем гармонограмм, сколько времени компания имеет, чтобы закрыть определенные точки. И эта компания берет эту ответственность на себя, например, говорит, вот у меня сегодня нету менеджера по экспорту, но я обязательно его на работу возьму, через полгода будет. Будет менеджер, будет специалист, значит, я могу в своем плане поставить, что через полгода такой человек в компании будет. И исходя из этого могу планировать, как дальше внедрять такую стратегию. И сейчас быстро, потому что завтра я буду об этих темах более точно говорить, и на тренинге будете также, вот эти, кто будет участвовать, вы будете также сами пробовать некоторые инструменты, которые я здесь показала, будете смотреть, как эти инструменты работают при создании международной стратегии. Конечно, надо делать анализ рынков, анализ рынка и самое главное выбор, куда идти, мир же большой, куда нам идти. Выбор рынков очень ключевой, потому что это, что самое, например, идем только на большие рынки, не всегда вот эта стратегия сработает. Поэтому выбор рынков очень важный. Есть разные инструменты, которые можно использовать для поиска рынков, выбора рынков, поиска конкурентов на определенных рынках. Я очень люблю Trade Map, завтра буду об этом больше говорить. Это есть инструмент, который я ежедневно в своей работе использую. Модель выхода на рынок. Есть разные модели. Мы можем выйти напрямую, сделать прямой экспорт, значит, ищем B2B клиента, например, дистрибьютор, ритейлер, трейдер, разные есть моменты. Это может быть также какой-нибудь независимый агент, который потом будет искать клиентов. Это может быть франчайзинг, да, в зависимости, какая есть компания, как она работает на своем рынке, какие имеет ресурсы, такой модель выхода на зарубежные рынки мы можем также предложить. И завтра также чуть-чуть больше об этом скажу, какие есть плюсы, какие есть минусы разных бизнес-моделей. Продукт. Это очень важно, потому что руководство компании обычно думает, ну если я здесь, например, лидер рынка, да, и у меня хороший продукт, он же хорошо здесь продается, ну я же могу его продавать везде. Это неправда. Это неправда, потому что и в этом примере было так, что одежда, хорошая одежда, которая продается здесь в Казахстане, ее надо было адаптировать к условиям рынка, на которые мы решили выйти. Но об этом потом покажу, на какие рынки решили и как мы адаптировали этот продукт. Конечно, регулярные требования, да, значит, в зависимости от продукта есть сильные требования, есть чуть-чуть меньше требования, но эти все регулярные законы надо знать. Ценообразование, конечно, это включает в себя обзор рынка. Надо иметь понятие, с какой ценой мы выходим на зарубежные рынки, потом считаем финансы. Что важно, я также заметила, что менеджмент часто не обращает на это внимания, это есть выбор клиента. Иногда бывает так, что компании участвуют в выставках и просто хотят выйти на зарубежные рынки и ищут кого-нибудь, но это так потом начинаются проблемы. Я также сторонник этого, что когда создаем стратегию, мы должны понимать, кого мы ищем, кто должен быть нашим клиентом, какой дистрибьютор, какой он должен иметь профиль, кто его клиентом, какую он имеет свою компанию, как он может дальше продвигать наш продукт. Профиль клиента, с которым компания хочет работать, очень важный. Ну и команда и ресурсы, об этом много сегодня говорилось, это также очень, это ключевые, потому что мы можем подготовить стратегию, но кто потом будет ее внедрять? Команда. Без команды развитие стратегии, имплементация стратегии зарубежной не получится.
И что важно, управление ключевыми клиентами, key account management, очень сильный в Европе. В странах Центральной Азии я заметила, что еще не так. Здесь есть недостаток квалификаций, сильный недостаток квалификаций, потому что иногда бывает так, что просто самое главное, чтобы отгрузить товар и все, но нету потом такого менеджмент клиентам. Это key account management, постоянная связь с клиентом, постоянные ответы на его требования, на его вопросы. Это не регулировано еще здесь в компаниях. Логистика, финансирование, управление рисками, мониторинг и оценка. Это есть еще следующие пункты, которые важно взять во внимание, когда создаем экспортную стратегию. И сейчас вот это, я вам покажу, что у нас получилось, и это, наверное, самое главное. Мы решили, что имеем фэшн-бренд в Казахстане. Хороший фэшн-бренд, но небольшая компания. Но компания гибкая, которая может хорошо адаптировать свои условия, продукты, команду на выход на зарубежные рынки. Они хотели выйти на рынки европейские, и это мы знали. Они хотели выйти на рынки европейские, поэтому мы решили, сделали анализ сначала. После анализа мы получили такой результат, что рынки, которые важны для этой компании, это будет Германия, Великобритания и 2 маркетплейсы. ASOS и About You. ASOS это больше в Великой Британии, About You это больше в Германии. Значит, две страны Западной Европы. Модель, который мы приняли, который мы решили, на какую модель мы выйдем, это прямой экспорт. И причем клиентов, которых мы искали, профиль клиента, это был дистрибьютор. Значит, так как компания была небольшая, имела ограниченные ресурсы, не хотела брать много на себя. Решила, мы хотим найти одного какого-нибудь дистрибьютора, чтобы они взяли все бол отгрузки дальше к бутикам или на маркетплейсе на себе. И мы так сделали, что мы нашли дистрибьюторов для этой компании. Значит, это был прямой экспорт и дистрибьюторы в Европе. Продукт и его адаптация. Ну да, но надо было адаптировать размеры одежды к рынкам Wielkiej Brytanii и также к рынкам Германии. А также, так как в Великой Британии очень высокие требования по эко, и компания хотела зайти также к бутикам, которые продают эко-одежду, компания должна была адаптировать свои продукты так, чтобы они были сделаны из сырья эко. Ценообразование. Мы решили, что компания остается на среднем уровне цен, но получилось, что цены, которые компания имела в Великой Британии и в Германии, были на 18% выше, чем на собственном рынке в Казахстане. Окей, по поводу профиля экспортного клиента я сказала. Что еще важно? Это не всегда получается, потому что это не всегда политика компании. Здесь было принято решение, что мы хотим удержать этого дистрибьютора, хотим, чтобы он повторял регулярно заказы, и мы решили, что компания тогда будет работать с дистрибьюторами на эксклюзивной основе на 1 год. Значит, это был ограниченный тайминг. Команда и ресурсы. Когда мы начинали, не было никого, но руководители сказали, что обеспечат экспорт 2 специалистами, которые будут постоянно работать с дистрибьюторами и с маркетплейсами. Окей, это был, так выглядит просто план внедрения стратегии. Мое мнение, он был достаточно агрессивный, потому что, знаете, если в Европе это достаточно быстро получается, чтобы внедрять стратегию, но
экспорт из рынков Азии в Европу, это не так простой, потому что есть очень много, как это говорится, legal aspects, юридических аспектов, которые надо выполнить. Чтобы зайти на маркетплейсы в Европе, надо много точек юридических исполнить. Поэтому первые месяцы мы готовились и с юридической точки зрения, мы делали поиск кадров, обучение кадров, мы готовились также к выставкам, делали адаптацию продукта. Ну и эти первые месяцы у нас получилась на самом деле адаптация компаний к выходу на зарубежные рынки. На самом деле экспорт, как я вижу в Центральной Азии, это есть change management. Это большие изменения для компаний. Часто получается так, что внутри команды, внутри компании очень много непонятного, что происходит. Поэтому здесь change management – это управление рисками, управление изменениями. Это также важный пункт в проекте. И таким образом получилось, что мы вышли на рынки Германии, Великой Британии и 2 маркетплейсы. Цель, если помните, у нас был найти 3 дистрибьюторов с 3 партнеров на зарубежных рынках. Мы успели найти 4. Сейчас мы проводим еще переговоры с компанией из Испании. Еще один момент. Цель, которая была поставлена найти 3 дистрибьюторов, это не точная цель, потому что найти для нас это означает подписание контракта. Значит, можно сказать, что здесь в сентябре 22 года, 23-го, ошибка, сори, в сентябре 23 года, в мае, также и в июне были подписаны уже контракты. Значит, цель SMART была исполнена, я успела. Спасибо большое, хотя просто бегла. Спасибо большое. По поводу практики, инструментов работы в экспортной стратегии, это завтра на тренинге будете иметь возможность сами это попробовать. Я вам покажу, как, чтобы у вас было понятие, как создается стратегия, и будет больше практики, и больше будет внимания на каждый основной пункт стратегии, экспортной стратегии. 3 минуты. Если вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Вот у вас пошли первые поставки, например, да? Да. И когда вы заключили договор в пункте разрешения экономических споров, вдруг, например, если что-то не пойдет между сторонами, да, как вы будете решать эти вопросы? Ну да. Это всегда есть проблема, потому что, конечно, компания из Европы не соглашается на это, чтобы решение судебных споров было на рынках Центральной Азии. Компания из Центральной Азии не соглашается на это, чтобы это, например, было в Лондоне или где-то в Германии. Но и мы таким образом ищем нейтральных иногда стран. Есть же такой институт, как Международный третейский суд. Да, вот, да, институт медиации, когда, например, стороны выбирают медиаторов и решают вот эти вот споры. Да, это правда. Но на 20 лет моей практики не было ни одного спора. Тогда тьфу-тьфу. Классно. Есть еще вопросы? Нету. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Завтра будет тренинг от Луизы Нокун. Если вы хотите участвовать в этом тренинге, он с 10 утра до 5 вечера продлится. Если вы хотите участвовать, пожалуйста, подходите ко мне или к Айджамал.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, присаживайтесь чуть-чуть поближе. У нас сейчас заключительные несколько важных объявлений, информация, которая касается того, что у нас происходило в малых залах, потому что я понимаю, что не всем удалось пробежаться по всем залам, по 3. Особенно этот зал был слегка удаленный, поэтому, думаю, всем будет интересно, что нас ждет дальше, какие у нас планы. Мы хотим сделать небольшую для вас презентацию. Кроме того, итоги игры, онлайн-игры, в которой вы все, надеюсь, участвовали. Если кто не участвовал, будет сейчас кусать локти, надеюсь. Поэтому, пожалуйста, с улицы, если кто-то не зашел, попросите, пожалуйста, зайти. В конце мы не забудем сфотографироваться, сделаем большую фотографию групповую, может быть, даже на этом фоне и на этом фоне. Фоны у нас слишком шикарные, чтобы их игнорировать. Пожалуйста, проходите. Ситек, я вам отправила финальные слайды. Все, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Может быть, за другие столы, чуть поближе. Давайте вспомним первую конференцию. Поднимите руки те, кто были в прошлом году в Алматы на первой конференции. Ага, отлично, спасибо большое. Поднимите руки те, кто собирается в следующем году на конференцию. Оу, спасибо. Нам очень приятно. Ну что ж, мы на этой веселой ноте завершаем нашу вторую международную конференцию бизнес-консультантов и хотим немножко осветить результаты. Кто у нас сегодня присутствовал? Сегодня здесь присутствовало 155 участников, из них 108 офлайн. Я неправильный файл выслала, да? Вот следующий, если вы слайд. Нет, пардон. Я вам неправильный слайд выслала. Сейчас, секундочку, я вышлю правильный слайд. Или я открыла неправильный слайд. Да. Что происходило в других залах? Давайте сначала посмотрим. Все правильно. Можно продолжать. Итак, у нас было 3 зала. Первый зал – это стратегия. Все правильно. Гимай, можно пролистать. Следующий слайд. Здесь мы рассматривали силу стратегии. Мы разработали, благодаря Анатолию Фиськову, стратегию продвижения нашей конференции с использованием методики, которая называется Хосхин Канри. Я ее даже произнести не могу на самом деле. Кроме того, мы рассмотрели маркетинговые стратегии, какие могут быть, HR-стратегии управления родственниками, что является ключевым вызовом для всех центральноазиатских стран, и рассмотрели кейс выхода на экспорт фэшн-компании из Казахстана. Реальный кейс, который представила нам Луиза. И я думаю, что завтра мы его будем еще подробно рассматривать. Во втором зале мы рассматривали корпоративное управление. Разобрали и изучили доступные для бизнеса каналы получения инвестиций, требования банков и других финансовых институтов по бизнес-плану и ТЭО. Думаю, что эта информация полезна была всем консультантам, потому что абсолютно все наши клиенты нуждаются в дополнительном финансировании. Мы рассмотрели возможные источники международного финансирования для бизнеса в Кыргызской республике и других странах. Разобрали success stories по кредитованию со стороны Европейского банка и результаты после получения финансирования. Сильно извиняюсь, третий зал не описала полностью, не успели. Обсудили внедрение ESG стандартов в семейном бизнесе, способы решения конфликтов и успешные проекты. Очень активное на самом деле обсуждение происходило именно вот в этом зале корпоративного управления, хотя
присутствующих, наверное, не все понимают, что это такое и зачем это нужно, с чем это едят, но на самом деле этот зал был очень активный, и он был самый активный. Давайте поаплодируем всем нашим спикерам во всех наших залах. Ну что ж, сегодня здесь участвовало 155 консультантов, из них 108 присутствовали здесь офлайн, 47 онлайн из Казахстана, Кыргызстана, Монголии. Давайте поприветствуем наших коллег из Монголии, которые присоединились к нам онлайн из Польши, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Сегодня у нас было 18 спикеров из следующих стран. Из Австрии нас сегодня приветствовал Роберт Боденштайн. У нас были спикеры из Казахстана, из Кыргызстана, конечно, из Нидерландов, из Польши, из Словакии, из США, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Давайте подведем итоги игры, если они готовы, Сейтек. Готовы, да? Пожалуйста, проходите тогда и объявляйте итоги нашей игры. Да, вот по итогам онлайн бизнес-игры я вам рассказывал, как это шло. Мы уже видим, что вы активно участвовали. Честно, мы не ожидали. И вот нам очень, как вам сказать, нам очень понравилось то, что все мы участвовали онлайн, то есть по стандартам ESG. И вот по результатам игры, до объявления результатов игры, я бы хотел, честно, воспользоваться этим моментом и пригласить вот разработчиков, молодых ребят, 20 Залкар, Курманбек, можно вас сюда? Да. Просто, чтобы на вас посмотрели наши коллеги-консультанты из Центральной Азии. Вот эти ребята 2 недели разрабатывали всю логику, Залкар и Курманбек, и сегодня как раз таки вас регистрируют. Есть что сказать? Спасибо большое. Это вот новые консультанты, молодые. Вот через 50 лет они будут консультировать уже на другом уровне, можно сказать. А для объявления результатов игры я бы хотел пригласить Николая и Айджамал, фактических реализаторов, которые придумали эту игру. Я-то просто заказчик на самом деле. И да, стейкхолдер, можно сказать. Да, Николай, Айджамал, можно вас? И у Айджамал будет мини-объявление тоже. Коллеги, всем еще раз спасибо, что вы так активно приняли участие в игре. Мы, если честно, не ожидали, что будут участники, у которых будет 20, 25, 27, даже у лидера 27 баллов за правильные ответы. То есть он ответил практически на все вопросы правильно. То есть это нужно было сориентироваться по 3 залам, во-первых, и по 3 темам отдельно. У нас сейчас есть 20 призов. Мы будем называть адрес электронной почты, и владелец этого адреса будет приглашаться и для получения своего приза. Так, окей. Айташ Полотов, 27 баллов. Ихфол Ташполотов. Он приехал из города Ош. Ему дарим 7. У нас есть классные призы от BCC KG. Это получается 3 сертификата по этике консультанта и от CMC Казахстан бесплатное участие на их одном профессиональном тренинге. Вот, мы хотим вам подарить CMC Казахстан сертификат, можете воспользоваться. Обратиться к Валентине, она дальше проконсультирует вас. У вас бесплатный тренинг от CMC Казахстан. Спасибо. Сфотографироваться тоже. Данияр Нурматов, 26 баллов. Данияр Нурматов. Поздравляю.
Адхам 26 баллов. Адхам Убайдуллаев. Мы хотим также представить наших классных партнеров. Это Keys Group. Они вот подарили нам такие классные чехолки для ноутбуков. А Сыдыкова 25 баллов. Асель Сыдыкова. Я по электронной почте всех знаю, оказывается. Вам нужно. Марзия 25 баллов. Марзие хотим подарить тоже классную сумку от нашего партнера Buy Ally. Поздравляем. Джурубекова Нурия 25 баллов. Джурубекова Нурия. Мусакеева 24 балла. Елена Киселева 23 балла. Елена Киселева. Наш гость из Узбекистана. Personal Consulting 23 балла. Телег. Айгуль О 23 балла. Это наша гостья из Туркменистана. Поздравляю. Сентерат 22 балла. Наш спикер Татьяна Хасанова. Ну, она на свои вопросы не отвечала, это точно. Салтуня 22 балла. Салтанат Таджибаева. Мат Керчи 22 балла. Любовь Терещенко 22 балла. Байка Турдиев 21 балл. Даслан Мирзаев приехал из солнечного города Баткен. Personal Consulting 22 балла. Еще один. Ильдиар. $64-20, 64-22 балла. Участник. Есть такой участник? Какой? 64-20, 64. 64-20-64. Что-то знакомо. Да, email. gmail.com. Мы найдем. Давай. Может, следующий. Адиуку 21 баллов. Да? Адиуку 21 баллов. Адиуку 2. Адиуку.
Дальше. Ладно, пропускаем. Так, Таня, МС 17, 21 балл. Нураманап, 21 балл. Сегодня ваш день. Поздравляем. Все, да? Давайте я помогу тогда. А до этого момента тоже воспользуюсь случаем, вкратце расскажем. У нас был клуб. В этом году к нам присоединилась эта замечательная девушка Айджамал. Она работает в компании MS Business, и она приняла на себя эстафету стать организатором новой ассоциации бизнес-консультантов Кыргызстана. Скоро будут предложения для всех консультантов от Айджамал. Айджамал, 2 слова. Всем привет! Я очень рада, что вы сегодня все здесь. В такой атмосфере находиться очень волнительно. Мы хотим организовать ассоциацию бизнес-консультантов, чтобы это вышло на новый уровень, чтобы это было уже на профессиональном, на государственном уровне. Поэтому всех уже имеющихся бизнес-консультантов приглашаем в нашу ассоциацию. Скоро мы об этом объявим. Я думаю, это будет уже новый уровень, где мы будем задавать качество. Спасибо большое. Огромное спасибо, ребята. И видите, наша конференция имеет такие мощные результаты, потому что создание ассоциации – это большая ответственность. И я очень рада, что вы приняли такое решение. Удачи вам, успехов. Будем дружить домами, как говорится. Итак, следующий слайд можно, пожалуйста, включить? Материалы и фото. Сегодня у нас работали профессиональные фотографы. Все материалы и все фотографии будут доступны в WhatsApp-группе и в Telegram-канале. Пожалуйста, заходите, делитесь, не теряйте хэштеги нашей конференции. Можно вернуть, пожалуйста, презентацию? Ага. Да, следующий слайд. Следующее событие – это неделя консалтинга. Кто-нибудь участвовал в неделе консалтинга в прошлом году? Поднимите, пожалуйста, руки. Не так много людей, да? Неделя консалтинга, в отличие от нашей конференции Bridging Minds, является мероприятием, которое предназначено для клиентов. Это площадка, на которой наши консультанты себя продают, себя презентуют и рассказывают о своих проектах. Поэтому, если вам интересно стать участником, выступить на неделе консалтинга, то, пожалуйста, тоже через СИТЭК свяжитесь с нашей палатой консультантов, которая является членом консорциума консалтинговых и исследовательских организаций Казахстана. Наш консорциум существует уже очень много лет. Неделя консалтинга проводится ежегодно онлайн. Поэтому вы можете выступить на этой неделе со своими кейсами перед достаточно большим количеством клиентов потенциальных. Обычно неделя консалтинга собирает больше 2000 просмотров по всей Центральной Азии. Поэтому приглашаем вас, во-первых, как спикеров, а во-вторых, конечно же, просто послушать наших коллег, консультантов, поприсутствовать на неделе консалтинга. Неделя консалтинга – это бесплатное мероприятие для всех. Приглашаем. Ну и сейчас наступает следующий торжественный момент. И я хотела бы пригласить сюда Гульсу Махтамбердиеву, председателя палаты консультантов, и Эркина Куйлибаева, который в этом году стал официально ассессором CMC для вручения сертификатов CMC 2 консультантам из Кыргызстана, которые вот буквально перед конференцией прошли финальную защиту своих сертификатов, и мы хотим торжественно вручить им эти сертификаты. Дорогие друзья, очень рада
что в наших рядах появилось еще 2 высококвалифицированных консультанта. Не то, что они появились, они подтвердили свою квалификацию, пройдя через серьезную процедуру сертификации на звание CMC. Хочу пригласить сюда и поздравляю от всей души с большой радостью Нураим Манабаеву, нового CMC. С огромным удовольствием приглашаю сюда Джоодара Омошева, нового сертифицированного менеджмент-консультанта. CMC-консультация, которая признается на 75% рынка менеджмент-консалтинга мира. Итак, друзья, в Кыргызстане мы имеем уже 3 CMC-консультанта. Первый — это Ситек. Ситек, покажитесь. И сегодня мы имеем еще Нураим и Джоодара. 3 CMC-консультанта. Поздравляю вас. И нас тоже. Ну что ж, это замечательно. И еще раз от души хочется поблагодарить всех наших организаторов и спонсоров конференции. В первую очередь, конечно, за огромный труд по организации этого мероприятия выездного. Вы сами понимаете, что находиться в другом месте, да, привести все это сюда, начиная с LED-экранов, всех вот этих баннеров, все это организовать, привести вас, вы герои, потому что вы приехали в такую даль для участия в этой конференции. Кто-то ехал 17 часов. По-моему, это почти подвиг. Большое спасибо нашим организаторам, клубу консультантов, нам, CMC Казахстан, Европейскому банку реконструкции и развития, ЮСАИДу и всем вам, что вы приехали сюда. Давайте друг другу поаплодируем. Ура! Итак, следующая конференция наша состоится летом следующего года. Мы пока еще не будем обещать, где именно. Очень надеемся на поддержку наших организаторов и спонсоров. Очень надеемся на то, что вы приедете, потому что мы себе сегодня поставили KPI до 150 консультантов собирать офлайн на наших конференциях. И объявляем гала-ужин, который пройдет здесь в 19:00. Все вопросы по логистике, пожалуйста, пишите в группу. И сейчас я хочу для начала пригласить всех спикеров сюда для фото и для маленького флешмоба. Это уже становится нашей традицией. Пожалуйста, все спикеры, выходите сюда. В такой рядочек, думаю, да? Встанем около нашего баннера любимого. Давайте еще раз посмотрим на наших спикеров и модераторов, которые помогли вам сегодня в поиске новых интересных идей, которые поделились сегодня с вами своими знаниями, своей экспертизой. Окей. Можно, пожалуйста, нашу музыку. Давайте все встанем и поддержим наших спикеров. Спасибо.
Итак, сейчас я предлагаю вам присоединиться и сделать групповое фото абсолютно всех участников и спикеров. Пожалуйста, проходите сюда на сцену. А фотографов прошу найти какое-то удивительное место, чтобы мы все поместились. В прошлом году кто-то там прям на полу сидел. Да, можно боком повернуться, ужаться.